На ковер приготовится 257 килограммов. Пучков Сергей, Эдшон, Дондаков Аркадий, Эдшон. На ковер приглашаем Пучков Сергей Эшон, Дондаков Аркадий Эшон. Приготовиться Сергей Поинков Эшон, Догаев Аркадий, Пучков номер 15.
Победу с явным преимуществом одержал Пучков Сергей. Даржаев, Буенко, Ершор, Дагаев, Андрей, спортивная школа номер 15, приглашайтесь на тренинг. Приготовиться. Шайжинимаев, Алдар, спортивная школа номер 9, Раданов, Арбине, спортивная школа номер 9. Сэмбэйну. Так, что, наушников нет, да, здесь? Сэмбэйну. Темане. Галахи. На ковре у нас Даржиев, ВС Дагаев. Начало первенства Республики Бурятия до 24 лет. На ковре. А что? Звук? Идет. Так, можешь говорить сюда. Так, это что у нас? 24 человека, да? Просмотр будет. Ну как? Да. Харжана, да? Начало. Сэмбэйну. Вот сейчас слышно. Здравствуйте, дорогие поклонники вольной борьбы. Нижний, ты с опозданием смотришь. Ну, на морду класс. Да? Ты слышишь, как твоя речь? Слышишь? Да, слышно здесь прям. Наушники. На ковре у нас борец в красном трико Даржиев. В синем трико Дагаев. Первый круг соревнований. Предварительные встречи. Четыре балла. Хорошо, сейчас я поняла тебя. Спортсмены разошлись по углам. Интервал между периодами 30 секунд отдыха. Так, ну сейчас потихонечку разгоняемся, так скажем, комментарии
Меня зовут Григорий Кожевников. Посадили меня, чтобы я осветил схватки первенства республики до 24 лет. Сейчас напомню, те, кто только присоединился, на ковре у нас выступает Доржиев, ВС Дагаев. Так, чисто техническая победа, по-моему. Нет, счет 10-6. Требуется помощь врача. Рассечение левой брови, по-моему, спортсмена. Я зачеты получаю. Я зачеты забил. Я досмотр прошел. Я 2 экзамена сегодня. Геодезия. Еще раз напомню, проходит первенство Республики Бурятия среди молодежи до 24 лет. Да, желательно. Так, перед собой. Рефери на ковре Батот Чемитович. Все, схватка возобновляется. Продолжаем смотреть. Ведет борец в красном трико 10-6. Табло же видно же, да? Нет, в том-то дело, именно то ковро. Потом не видно. Борец в синем трико провел техническое действие, работал 2 балла. Хотя нет, хотя не дали 2 балла почему-то. Но главный судья посчитал, что не было технического действия. Счет 10-6. Табло за ковер вот так вытащить хорошо было. Ну, кстати, да, сейчас Давай так попробуем там. Сейчас вот попытаемся выставить, потому что отсюда не видно нам ковра, вернее табла. И так 2 балла есть, смотрите, счет 10-8. Так, перевернет, нет, попытка не удалась. До конца минута 20, счет встречи 10-8. Доржиев по-прежнему ведет, но времени еще много у нас до конца второго периода. Да, красный борец в красном трико пробует атаковать. Попытка коленный сустав, вот здесь очень опасно. Видите, судья останавливает встречу, так как посчитал, что завязка была опасной. Чтобы избежать серьезной травмы. Так, синий, ну понятное дело, синий будет атаковать, так как понимает, что проигрывает. Счет 10-8.
Попытка есть. Смотрите, попытка есть. Есть попытка. Пробует взять 2 балла. Получится, нет, да, получилось 2 балла взять. Смотрите, сравнивать счет 10-10, но по-прежнему выигрывает красный, так как по качеству выигрывает. Счет 10-10, дорогие наши друзья. По качеству выигрывает красный, борец в красном трико Доржиев. Поэтому остается до конца всего 20 секунд. Хотя нет, сейчас пошли челлендж. Челлендж никто не бросил. Нет, счет 10-12. Синим трико борец в синем трико выигрывает. Теперь смотрите. Красный начинает атаковать, так как проигрывает. Остаются считанные секунды. 7, 6. Да, вот смотрите, что происходит на последних секундах. Просто забрасывает своего оппонента и вытаскивает. Да, конечно, обидно. Сколько раз я общаюсь со своими коллегами, с Ванданом Цитиндамбаевичем, Нимаердем Баировичем. Сколько раз мы приходим к одному и тому же мнению, что на последних секундах все решается. Спортсмен, который пробует себя именно вот на последних секундах, как правило, выигрывает. Так, ох ты, смотрите, вот что такое, а? Алдар Рабданов Вардемир. Вот сейчас я обращался давеча к главному тренеру Батару Батоевичу Базарову, что нам нужно вообще создать в нашей федерации дисциплинарный отдел, вот, чтобы не происходило вот таких конфузов, потому что бывает у нас, конечно, у нас вид спорта считается очень жестким, но сами понимаете, эмоционально спортсменам очень тяжело смириться с тем, что проигрывает, и вот иногда вот так не сдержанно, то есть импульсивно раскрывает свои чувства, что ненароком приводит к тому, когда уже у нас дела доходят до драк. Поэтому я считаю, что это неправильно. Меня поддерживают, я думаю, поддержат многие тренеры. Всегда рад, что в поддержке участвует Нимаердем Баирович, Вандан Цитиндамбаевич Базаров, Баир Витальевич Ивахинов, ну и много тренеров, которые заинтересованы в нашей результативности, наших талантливых спортсменов. Поэтому я считаю, что еще один момент очень важный — прививать не только физические волевые качества нашим спортсменам, но и как воспитывать их в плане патриотизма, любовь к родине, уважение к старшим, знание своего языка, своих традиций. Поэтому работаем. Дорогие наши друзья, очень рады, что вы подписаны на аккаунт Болото Цоктоева. Это единственный, я думаю, аккаунт. Там, по-моему, есть аккаунт у Тимура. Так, Тимур, фамилию, к сожалению, забыл, тоже освещает борьбу. Молодцы, конечно, ребята, которые популяризируют наш совершенный вид спорта. Ну, а на ковре у нас Шойженимаев vs Рабданов. Шойженимаев борец в красном трико, Рабданов в синем. Ну, я думаю, борец в красном трико Шойженимаев должен выиграть.
досрочно эту схватку, так как спортивный опыт у него большой. Ну, сами даже, я думаю, те, которые поклонники, любители, даже визуальным невооруженным взглядом можно заметить, что спортсмен в красном ведет себя довольно-таки так спокойно. Ну и это показывает, что спортсмен спокоен, уверен в своих силах, в своих возможностях. Поэтому даже голову, смотрите, как нехотя отдает. В таких случаях говорят, как кошка с мышкой. Ну, для борца с синим трико, конечно, это колоссальный опыт, так как спортсмен на голову сильнее его и получит хорошую практику в борьбе. Счет 4-0. Борец в красном трико ведет. Шой Женимаев. Я думаю, досрочно закончит. Ну, как говорится, все зависит от его желаний. Я как тренер, конечно, такие схватки, первые схватки рекомендую не выигрывать досрочно. Так скажем, побаловаться в кавычках, разогреться, прочувствовать ковер, так как впереди могут достаться более серьезные схватки, то есть серьезные соперники. Ну, и, не знаю, я думаю, тоже со мной многие согласятся тренеры, когда ты чувствуешь, что соперник, так скажем, слаб тоже в кавычках, надо с ним побороться, продышаться, подвигаться, попробовать свои приемы поделать. Так, напомню, проходит у нас первенство республики до 24 лет памяти Валерия Манзаракшевича Сидеева. Валерий Манзаракшевич Сидеев являлся заслуженным тренером России, подготовивший плеяду знаменитых борцов. Из их числа это Андрей Борисович Захряпин, многократный чемпион всемирных игр глухих, среди глухих спортсменов. Также в его копилке заслуженный мастер спорта Абидор Янчинов. Также Валерий Манзаракшевич подготовил ряд известных, принимал участие в становлении таких как Владислав Бардаханов, если так, сейчас боюсь не ошибиться, Матюнов Андрей, по отчеству, к сожалению, не помню, Андрей Матюнов. Так, ну, когда вот ведешь такие прямые эфиры, конечно, мозг начинает работать совершенно на другом уровне, и ту информацию, которую знаешь, к сожалению, она бывает так исчезает, выбрасывается. Ну, как говорится, практикуемся, освещать, популяризировать, еще раз повторюсь, наш совершенный вид спорта под названием вольная борьба. Надеемся и верим, что наш спорт будет процветать, продвигаться. Те, кто не знает, хотелось бы отметить, что у нас идет освещение также. Ага. Так, тут мне Болот подправляет. Шой Женимаев, Рабданов, напомню. Тут у нас сидят 40 зрителей уже. Спасибо вам. Шой Женимаев, видите, не дает, играет как кошка с мышкой, но отдает все-таки 2 балла. Сейчас эти комментарии открою. Там время от времени туда. Комментарии идут, да? Да, сейчас Болот нам откроет вкладку комментарии, Так, чтобы было маленько весело с вами разговаривать.
может быть, на какие-то вопросы отвечать. Всегда рады. Так, Шайжанимаев проходит ноги. Счет 4-2. Сейчас, я думаю, 4-6. Ну и дальше, я думаю, не будет рисковать. Накатит его просто, чтобы 4-6 накатит. Я думаю, должен накатить. Должен накатить? Нет. Значит, до такой степени уверен в своих силах, что... Хотя в борьбе всякое бывает. Всякое бывает. Сейчас возьмет, допустим, вот, Рабданов. Друзья, вот здесь есть еще с того ковра комментарий. Комментарий, да? Вдруг что-то. Покажите табло. Табло, к сожалению, не можем показать, потому что камера у нас зафиксирована. Все равно далеко не видно. Далеко Давай, не видно. Давайте поставим. периодически будем. Счет 6-2, до конца 1 минута. Вот смотри, 4 балла можно было закинуть, но нет, конечно. Счет 8-2, 1-0. 1-0. Ой, 1-0, извините, 8-2. Шайжанимаев впереди, до конца 1 минута, вернее. Сколько участников, задают вопрос. Ну, участников, сразу скажу, маловато. Около 100 спортсменов. Около 100 спортсменов, так как у нас очень много спортсменов не принимают участие ввиду травм, болезней. Видимо, какой-то у нас такой идет, как в астрологии говорят, коридор затмений. Бывают такие конфузы. Поэтому, думаю, основной состав все-таки определится. Весовая категория 65 килограммов. Шайжанимаев, Рабданов 3,2... 57. 57, извиняюсь. 57 килограммов. Тут мне зрение маленько подсадил. Там 57, прикинь, даже в очках. Даже в очках, представляете, уже не хватает зрения. Так, закончилась встреча. Шайжанимаев проходит в следующий круг. Поздравляем. Следующий на ковер, да, выходит, вы видите, борца в синем трико, Беликтог Ганджапов. ВС сейчас выйдет на табло фамилия спортсмена в красном. Ну, здесь, понятное дело, смотрите, спортсмен Беликтог Ганджапов, 2005 года рождения. Семенов ВС Ганджапов. Имена не буду говорить, так как многих не знаю имен, только знаю имена перспективных наших ребят, подающих надежду. Беликтог Ганджапов, Кижинга. Тренируется под руководством Вандана Цидиндамбаевича Базарова. Вандан Цидиндамбаевич Базаров не только тренер, но и, как у нас говорят в народе, бакша, наставник. Один из тех тренеров, которые не только проводит тренировочные занятия на ковре, но и вообще в повседневной жизни курирует, контролирует и ведет своего, так скажем, пока птенчика в кавычках до той вершины, которую все мечтают, не только спортсмены, но и сами тренеры. Напомню, Беликтов всего 17 лет, он считается самым молодым участником. 17 лет, представляете, да? Выступать уже в возрасте 17 лет, так скажем, с ребятами, которым уже 23 года. Возрастной разрыв, я думаю, тут можно оценить как без комментариев.
балл 1-0. Ну, я думаю, Беликтоо Наверное, Марго. Не двигается, да? Беликтоо стратегически уже поставил борьбу. Четкая, грамотная, поставленная борьба. Поставленная борьба. Главному судье сказал. У меня здесь возможности табло, там все под... Осталось, я посмотрю. Ага. Чтобы сюда перешли. Видишь, на экране будет, табло будет в прямом эфире. Ага, сейчас у нас главный тренер подошел, главный судья, вернее. Сейчас будут ковер переносить на другой, так как на том табло вы будете все видеть счет. Тут уже благодаря за трансляцию. Спасибо Болоту Цактоеву. Ну, визуально, я думаю, тоже знатоки вольной борьбы поймут, что даже и в 17-летнем возрасте можно знать, как пройдет твоя первая схватка. Вообще у нас, конечно, тут на аккаунте в Инстаграм, те, кто не знает, есть аккаунт Инстаграм спортивного клуба Хабой, где также транслируем вольную борьбу, популяризируем. Так, 6-6-0, впереди Ганжапов, небольшой отдых 30-секундный. И вот хотелось бы напомнить, что у нас очень часто идут вопросы о нашей борьбе в республике в целом. Задают такие вопросы. Скажите, пожалуйста, кого вы считаете в дальнейшем одних из перспективных, подающих надежд? Там очень много, так скажем, было наших спортсменов, но, к сожалению, на сегодняшний момент осталось единицы. Вот сейчас одного из перспективных парней, сынов наших республики, вы видите на ковре, это борец в синем трико Беликтоо Ганжапов. Еще раз напомню, тренируется под руководством заслуженного тренера республики Бурятия Вандана Цидиндамбаевича Базарова. Так, 8-0 и стоп. Да, 10-0. Дорогие наши любители, поклонники вольной борьбы, Беликтоо Ганжапов 10-0. Чисто техническая победа. Проход в следующий круг соревнований. Поздравляем Беликтоо и его тренера. Так, сейчас, по-моему, будет пауза. Нет, хотя уходит пауза. На второй ковер должны сейчас перенести, чтобы вы видели табло, счет. Да, пока на одном ковре борьба будет проходить, так как участников маловато. И, так скажем, тихонько, не спеша будем транслировать все встречи. Ну, я думаю, за трансляцией будут садиться комментаторы, не только я, Григорий Кожевников. Не, там уже есть. Да, сейчас переходим на второй ковер. Второй ковер. Ждем, дорогие друзья, не переключаемся. Да, вот он. Камера, а вторая камера откуда? Вот она. Ничего, как можно камеру. Я говорю, 2 ковра захватил уже. Сейчас включится табло. Да, все. Теперь... Комментарий слышен, да? Да. До этого ковра, да? Да, тоже туда же. Так, вот Болот Цактоев Сейчас я... нам организовывает видеотрансляцию. Благодарим вас, Болот Цактоев. Один из заинтересованных людей именно в плане нашего Здесь совершенного будет вида спорта. комментарий, если что. Здесь комментарий, да? Так, а наш халубу? Не, в принципе, нормально. Нормально, да?
Все. Так, следующая встреча. Сейчас у вас выйдут на табло фамилии спортсменов. Видишь, я говорю, просто индишник табловый. Спортсменов. Это индиш вы. Да, можешь себе. Весовая категория 61 килограмм. Дамдинов Сенгес, шор 9. Дансаранов Арсалан, шор 7. К сожалению, не знаю, кто у кого тренируется. Ну, постараемся по ходу борьбы понять. Ну, я думаю, что борец в синем трико Дансаранов выиграет схватку. И довольно-таки так досрочно. Счет уже 6-0, вы видите на табло. 8-0. Ну, конечно, неграмотно, я считаю, так как в следующем кругу он встретится с Беликто Ганжаповым, надо было ему продышаться, прочувствовать ковер Дансарану Арсалану. Но решил закончить схватку технически. Всего за минуту 10. Что я считаю, по моему мнению, тактически неправильный ход. Но схватка, я думаю, в следующем кругу будет интересная. Так что ждите от этой второго круга. Встретиться на ковре Ганжапов, Дансаранов. Мне, честно говоря, мне самому интересно, как пройдет эта схватка. Интересная схватка будет. Следующий на ковер у нас За ковром одевайте. уходит Ермолаев Константин, шор Дылыков Сергей, шор 9. Оба являются кандидатами в мастера спорта. Ермолаев 2004 года рождения, Дылыков 2008 года. Так вот, борцы получают замечание, так как на ковре не положено одевать верхнюю борцовку, так как по этическим мерам это считается маленько некрасиво или как. Я думаю, да, правильно, конечно. Понятное дело, ребята все мускулистые, хочется всем показать свое красивое тело, но это не к месту. Ермолаев Дылыков, видите на табло, счет 0-0. Весовая категория 61 круг. 61 килограмм, вернее, первый круг соревнований. Первенство до 24 лет. Молодежь памяти заслуженного тренера России Сидеева Валерия Мандаракшевича. Сейчас в честь Валерия Мандаракшевича Сидеева названа школа Олимпийского резерва номер 7. Пассив, борец в красном трико получает первое предупреждение за пассивное ведение борьбы. Я думаю, после таких замечаний у нас борцы, как правило, начинают активизироваться. Видите, прошел в ноги и выталкивает. Так. Бал. Да. Бал. Или 2 балла. Так, сейчас большая заминка. Борется как на тренировке. Да, борется как на тренировке, согласен. Но он же там заступа не Бал было. будет там, если будет бал, сильный будет. А вот так прохват ничего не будешь там. Там бал красный будет. Ой, синий будет. Красного палки будет, а синий дает. Так, счет 1-0. 2 балла. Как заметил правильно Баир Витальевич Ивахинов, это рефери сейчас, борется как на тренировке. Согласен, конечно, да. Это коленный сустав
Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Тут можно травмировать колено в такой ситуации. Счет 2-1. Стойка. Ну, по мне, как я думаю, визуально, если посмотреть своим так взглядом, борец в красном трико должен выиграть, так как вижу, что он маленько на расслабоне, реально борется как на тренировке. Конечно, если так рассуждать, это неправильно, потому что неважно, какой спортсмен перед тобой, соревнование есть соревнование. Так, Хынханин катит бурядыр намтейзу валды кындыш Ермолаев vs Дылыков. Халтаныгза бурядыр хорулдыхым залалхым. Считаю, что тоже у нас наши соседи, собратья наши якуты проводят такие мероприятия. Ну и, конечно, на своем родном языке, якутском. Хотя, конечно, там как-то моменты были, вот в Инстаграме сейчас прошла заминка, ребята отдыхают. Ну, табло, я думаю, видно, не буду лишний раз напоминать. Там видно, сколько времени осталось до конца отдыха. Ну и счет фамилии. То есть с левой стороны это борец в красном трико, а с правой стороны борец в синем трико. Вверху видно 61 это вес. Ну и, соответственно, 1/6 либо 1/8 это предварительные схватки. После этой встречи приготовиться Целинжапов Гамбин, клуба Олимпийский. Ну вот и остановился на том, что про наших собратьев якутов была там небольшая такая критика на одном из их серьезном аккаунте, называется «Борцы Якутии», по-моему, или Якутии, «Борьба Якутии», кажется. Очень серьезный аккаунт. И у них там довольно-таки собирает многотысячную аудиторию. И, соответственно, там у них в основном все транслируется на их якутском языке. И, конечно, моменты есть, что маленько неудобно, конечно, слушать, потому что не каждый знает якутский язык. Поэтому многие болельщики, телеболельщики, так скажем, им интересна не только сама борьба, но и, соответственно, сам комментатор, который озвучивает, как правило, там тоже есть моменты, когда обсуждается не просто борьба, но и вообще закулисная, так скажем, кухня борьбы. И многим болельщикам интересно. Спрашивают многие: а скажите, как работают. Ну, сейчас живем, конечно, в 21 веке, сейчас уже много такие. Так, видели, да? Синий борец сделал счет 3 и пытается сделать подзаиски. Ну, борьба вся еще впереди. Вы видите на табло, где-то минута осталась. Ну, а за минуту можно натворить столько чудес, потому что борьба это наш непредсказуемый вид спорта. Я всегда говорю и буду говорить, что это наш совершенный вид спорта. Совершенный. Вот именно. Нравится мне это слово. Так. Комментарии. Тут я смотрю комментарии Менде Амар. И все. Зрителей нас, к сожалению, пока 10 человек. Ну, я думаю, это видео останется
у Болота Сактоева здесь на его аккаунте в YouTube. И я думаю, должны просмотреть как можно больше людей, потому что мы в первую очередь боремся для вас, зрителей. Вы у нас на самом первом месте. Показать вам всю зрелищность, всю красоту нашего вида спорта. Итак, 4-3. Ермолаев проходит следующий круг. Ермолаев Константин Эршор, кандидат в мастера спорта, 2004 года рождения. Дылыков Сергей, к сожалению, пока идет на скамью запасных, так скажем, или нет, не запасных, а отдыхающих, и ждет своего обидчика, как тот проходит следующий круг. Ну а на ковре у нас следующие спортсмены: Аюшеев Булат Эршор, Мункуев Чингис Шор 9. Стоп, поправка, Церинджапов, извиняюсь, Церинджапов Дамдин в красном трико. Церинджапов Дамдин, СК Олимпиец. Хотелось бы вам сказать, Дамдин, надо побороться бы, хотелось, конечно, крикнуть ему: поборись, Дамдин. Дамдин, Церинджапов, конечно. Я даже не успел скомментировать. Думал, тактически поборется, подвигается. Ну, впереди, конечно, ждет его серьезный соперник. Ганджапов Быликто 2005 года. Ну, у Былика, конечно, тут серьезные ребята собрались. Интересный вот этот вес, кстати, 61 килограммов, очень интересный. Поэтому, дорогие друзья наши, не переключайтесь. Идет прямой эфир. Мендес, список пар перечислите. Да, сейчас, подождите, братцы. Значит, следующий у нас по списку пойдет, сейчас вот видите, Сындыхеев, Церинджапов, Буенто, Сындыхеев Александр сейчас борется. Следующие будут у нас Ренчинов Владимир, Гармаев Ренчин. И дальше у нас Немаев Быликто, Мазули Анатолий. В этом весе 16 участников. Вот сейчас одна из тоже интересных встреч. Церинджапова Буенто, Сындыхеева Александра. Ну, тут мне трудно сказать, кто выиграет, но думаю, что Сындыхеев более поопытнее. Братья Баяндуевы, к сожалению, не борются. Баир. Тут мне поправляет. Баир борется, Жаргал нет. Дальше у нас, борьба вроде визуально смотреть. Вот, да, проход есть. Да, Сындыхеев, конечно, в этом плане немножко поопытнее, но смотрите, Церинджапов защищается. Сейчас борьба у нас меняется. Вот раньше вот так вот. Ох ты, видели, да, что произошло? 2. Вот это называется накрывание. Четко накрыл. Молодец. Ну да, вот Церинджапова Буенто считается борьба такая непредсказуемая. Вот то, что вы сейчас видели на ковре, вот это все и красит наш совершенно вид спорта. Именно неожиданность, скажем, один спортсмен атакует, а второй контратакует. Казалось бы, что все уже в его руках.
Сейчас была ситуация, видели, да? Сындыхеев атаковал. Но не тут-то было. Счет встречи 2-0. Сиринжапов пока впереди. Тебя хорошо слышно? Хорошо слышно, да? Вот сейчас рядом сидит Болот Сактоев, борцы Бурятии. Болот, хотелось бы вам, как скажем, объявить большую благодарность за то, что вы популяризируете наш совершенный вид спорта. Это на самом деле дорогого стоит. Я был свидетелем того, как, помню, было с вами знакомство, когда мне было интересно, кто такой Болот Сактоев, что за человек, которого я совершенно не знаю, вот именно популяризирует нашу борьбу. Совершенно далекий человек, который далекий от нашего вида спорта, так скажем, не мастер, не кандидат, даже, по-моему, не разрядник. Ох ты, смотрите, что произошло. Так, на последних секундах забрасывает. Счет 6-0. Молодец. Как вообще, Болот, получилось так, что вы заинтересовались нашим спортом? Как и все, и многие, наверное, у нас, как раньше, все боролись. Я тоже боролся. По школе боролся. На районном уровне призером был. Это где-то в 7 классе. В 7 классе, да? Это Вагинский, да? Там? Вагинский, Тохтахангил. И это грамота даже у меня до сих пор есть. Вот, надо как-то, я думаю, надо выложить. В Инстаграме у вас, по-моему, не видел вот это. Том Молжихиледла, в общем, начал интересоваться там. Оп, посмотрите, был контратака, ничего не оценивается, 6-0. Где у нас счет? 6-0. 6-0, да. И в итоге, короче, появилось. Ну, в общем, тут начал волейбол играть, там, футбол, там, легкоатлетика, в общем, ушел. После 8 класса я ушел с борьбы. И какая причина какая была? Просто начал волейболом, там, другими видами заниматься. Интересно было мне просто. Конечно, потом, сейчас-то, конечно же, бывает, что надо было там дальше бороться. Хотя тренер мне говорил, улыста, шатхаста, в общем, у тебя есть там, бүгін дола өлді, в общем. Счет 2 балла будет. Представляете, смотрите, кульминационная развязка, Болот, смотрите, хорошо. Как это так вообще? Сындыхеев, я думал, что счет неужели 10-0? Неужели? Опа! Да ты что, ушел? Да ты что, ничего себе, представляете, почти. Стоять. Остается 1,5 минуты. Еще 2 минуты. Так, счет встречи 6-8, 8-4. 8-4. 8-6. Нет, 6-8, да, 6-8. Смотрите, какая развязка. Почти 10-0 должен был сделать, и вот накрылся. Еще раз напомню, вот это называется непредсказуемость. Вот что красит наш прекрасный вид спорта под названием вольная борьба. Красочность, неожиданность, непредсказуемость. Ну все, теперь Александр Сындыхеев понял, что Бог дал ему шанс, и нужно воспользоваться им. Вот сейчас вот интересный момент. Сейчас давайте мы 50 во все внимание будем наблюдать за этой встречей. 6-8. Впереди пока по-прежнему Сиринжапов. Ну, видно, что Сындыхеев ждет, копит силы для контрольного залпа, так скажем. Готовит свою торпеду. Смотрите, видите, оборачивается. Сиринжапов уже рядом. Ага, да. Контролирует. Ушел в оборону. 20 секунд. Все, сейчас. Секунду. Смотрите, что сейчас произойдет. Сейчас 20.
Меньше Харзена, 20 Харзена. секунд. Смотрите, сейчас очень интересная завязка. Арон Счет секунды. 6-8. Опа, есть! Так. Так, еще не все пока, еще не все. Так, время. Срыв, да? Ага. Так, 6. счет 6-8. 6 секунд. Пошел рисковать. Рискнет. Все. Да. Молодец. Теренжапов Буинто. Проходит следующий круг. Выиграл, вернее, выбил из соревнований опытного спортсмена Александра Сендыхеева. Так, ну тут у нас вопросы идут. Баракшонов РДМ скоро выйдет или не скоро? Баракшонов у нас Барилдене или... Сейчас посмотрим на Баракшонов. Артем Баркшонов. Б. Так, смотрим мы список участников. Ну, здесь его 57 килограммов мы не видим. А, вот здесь. Может здесь. Нет, здесь нет. Так, 57 килограммов мы его не видим. И, к сожалению, 61 тоже не видим. Видимо, не борется. К сожалению, не борется, дорогие наши друзья. Поэтому Мендишвили дубл джерайм. Мендишвили. Через 10 дней. Уже Арму Мудыру дебайнул, да? Уже нас. Там, кстати. Ой, в идее, перед сюда Барлхетевал, да, он говорил. Так, вот еще одна из центральных встреч, я скажу, очень интересных встреч между Ренчиновым Владимиром с Шор-9, Гармаев Ренчин СК Олимпиец. Смотрите, уже второй участник выступает под спортивным клубом Олимпиец. СК Олимпийцы Третий же. даже, да. Это СК Олимпиец. Хорд Трентуху Хорду я на так. первенстве только услышал. СК Олимпиец Олимпиец был уже открыт официальный клуб, спортивный клуб, дорогие наши друзья. Открыл его наш именитый спортсмен, ныне уже бронзовый призер Кубка мира, проходящий в Америке, Арсалан Будажапов. На что то, что радует, уже у нас по счету третий клуб официальный, то есть первый клуб у нас Зугалай, второй клуб мы по счету открылись Хабой, третий клуб Зарилго, вернее четвертый, вот поправка, четвертый клуб уже. Представить можете, уже 4 клуба у нас спортивных в республике насчитывается. И сами понимаете, клубная система начинает у нас двигаться с места. Уже хорошо, да. Напомню еще раз, у нас проходит первенство Республики Бурятия до 24 лет в памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Валерия Мандаракшевича Сидеева. Хотелось бы напомнить, что Валерий Мандаракшевич Сидеев — это один из тех людей, который заложил основной фундамент в истории нашей борьбы Республики Бурятия. Сделал наш прекрасный вид спорта любимым для нашего народа, для нашего бурятского народа, в частности. Заставил спортсменов достичь результатов. Сделал огромный вклад в развитие и популяризации нашей борьбы, нашего прекрасного вида спорта. Немай Булик-то через сколько выйдет он? Так, Немай следующий сход, да? Следующий. Немай Булик-то, Мазули Анатолий. Напоминаем, у нас Ренчинов ВС Гармаев. Одна из интереснейших встреч. Смотрите, Гармаев атакует. Ренчинов так просто не отдаст. Я думаю, он в завязке очень хорошо борется. Поэтому здесь дадут 2 балла. 2 балла дали, да. Счет 3-0. Гармаев впереди. 1-2. Ой, пардон, поправка. Оказывается, балл дали Ренчинову. Счет 1-2.
Счет 1-2. Впереди Гармаев, Ринчин, спортивный клуб «Олимпиец», который открыл наш знаменитый спортсмен Арсалан Будажапов. Арсалан Будажапов, те, кто не знает, сейчас выступает за сборную команду Кыргызстана и в прошедшем Кубке мира завоевал бронзовую медаль. Мы поздравляем, кстати, Болотун, ваш земляк, поздравляем вашего земляка с выдающейся наградой. Я думаю, после этой медали у нас наши ряды пополнят много молодежи. Придут наши ряды, пополнят наши ряды. Основные после 20-го где-то Приедет, да? приедет. В декабре приедет. Будем встречать Да, конечно, да. Надо. призера Кубка мира. Да, вот. Так, поэтому, дорогие друзья, после 20-го, я думаю, мы будем оповещать, в каких числах конкретно он приедет. Смотрите, наблюдайте. В частности, у Болотовца, кто его на ютубе, я думаю, будут все моменты встречи, поощрения, я думаю, Наверное, просто наше не правительство. прямой, но в любом случае буду. В любом случае. Приеду, поснимай. Ну вот еще раз, Болот, большое спасибо вам за освещение борьбы, потому что очень это я считаю, что это один из самых важных инструментов, тех моментов, когда наш вид спорта продолжает существовать, набирать, так скажем, обороты, завоевывать сердца наших любителей, поклонников и, соответственно, тех людей, которые далеки от борьбы были, и благодаря вашей популяризации вы, как говорится, сеете зерна, так, чтобы они им понравился наш вид спорта со временем. Они, соответственно, влюблялись, так скажем, как Оралдыхып, Ну, поэтому, Хуалдыхып, Кунжанды Харолхыг жыл. Байырла. Хайнар Харолхыг жыл. Хайнар, да. Ну, конечно, Тантей, Бурядыр, да. Конечно, бы я мог, но вот так как... Вы, сама вы. Миш Второе. Хайнар Артур Дворст Китти. Так можно, короче, та Бурядыр, Волхатбиш Ордор, как бы такое сочетание, диффузии языков, Самая объединение. главная. Так, Болот. Надо канал Ага. телевидение официальных каналдар yazını көптүр. Ооден күндер. Ооден зон харжанан еді. Все свои смотри. Да, Манаиш Бурилдашин. Ой, зачем? Я знал, что он накроется. Таких ребят нельзя так кидать. Ну, молодые, конечно, неопытные ребята. Так, счет 5-2. До конца 10 секунд вы видите. Я думаю, все. Встреча закончится. Ну, хотя, не знаю, сейчас будет рисковать. Ринчин в любом случае будет рисковать. Смотрите, 4-бальный бросок будет искать. 4-бальный бросок будет искать. Пробовать. Ну, риск. Да. 5-2. Поздравляем Владимира Ринчинова с выходом в следующий круг соревнований. Ну и, соответственно, тренеров. Большая заслуга тренеров в их работе, в их результативности. Так, и вот как раз сейчас у нас выходит Беликто, Немаев, Аршор, Мазули Анатолий. Ну, выиграет, конечно, да, видно. Выиграет. Вообще, отдельный разговор будет у нас про Беликто Немаева. Это борец в красном трико. Конечно, талантливый парень, но, к сожалению, плохо дисциплинированный, не умеет, держать эмоции. И, как правило, сейчас у нас будет формироваться дисциплинарный отдел. Я думаю, мы вместе с тренерами будем разбираться вообще вот таких. Давичи, я думаю,
поклонники борьбы знают, или кто. Снимаю одного из одареннейших наших сыновей, но, к сожалению, эмоционально маленько неуравновешенного, поэтому... А это в 11 классе, да, сейчас? Да. Так, он школьник? сейчас, кстати, 2004 года, если мне не изменяет Нет, память. 5-го года. А, даже 5-го, да, по документам 5-го года. 5-й год это 11 класс. Да, 11 класс. Представляете, уже в 11 классе борется среди, так скажем, без 5 мужиков. Заканчивает. Поэтому будем мы разговаривать, поэтому очень важно, если мы затронули тему дисциплины, очень важно нам вести себя достойно, после проигрыша особенно. И вообще, я считаю, что наши спортсмены — это лицо нашей республики, лицо наших тренеров. Ну и как ведет себя спортсмен, соответственно, это в первую очередь это лицо его тренера. Поэтому мы со спортивным клубом, я как главный тренер своего спортивного клуба буду все-таки выдвигать вот эту идею, вот эту, как скажем, проект. Сейчас модно стало называть все в проектах. Проект. Дисциплинарный отдел нужен. Хотя у нас есть, конечно, там какая-то комиссия в федерации. Ну, честно говоря, я недавно узнал, что есть, я уже не помню точно, как она конкретно называется. Вот эта комиссия, она как раз вот смотрит за спортсменами, как они ведут себя. Ну, соответственно, я так вижу, что она, видимо, совсем не работает в нашей республике. Поэтому, я думаю, раз комиссия не работает, нужно создавать дисциплинарный отдел. И я думаю, меня поддержит главный тренер Базаров Батыр Батоевич, главный тренер по молодежи, старший тренер Немайр Дембайрич. Ох ты, посмотрите, что было. Хорошая кочерга. Следующим... Так, борется у нас 65 уже. уже, да, простите, дорогие друзья, у нас следующая весовая категория 65 килограммов. Нечинов Алдар, Нечинов ВС Бубеев. Тут у них, к сожалению, всего 5 участников, и они будут бороться по круговой. Так, счет 10-0. Ну, я думаю, тут важность того, что кто сколько встреч проведет. А тут, представляете, 5 человек, и каждый с каждым будет бороться. Я думаю, тоже достойные встречи будут. Самое главное, полноценные схватки. Все 4 схватки. Ну, Борис Баршуев, Иркутском Конгана, братья Мулагу, я наша Да, же. Баршуев Борис, я, по-моему, вот я сейчас сижу, вот, кстати, тоже вот Баршуев Борис. Неужели он перебрался Спортивный клуб сюда? Арена же. Может быть, однофамилец? Хотя, навряд ли, да? 62 Ну, я пишу сразу. Или однофамилец. Однофамилец, может быть. Ну, сейчас Ну, сейчас Хархаймден, да? Нет, смотрите, посмотрите. Это он? Баршуев Борис, да. Боря Баршуев в синем трико. Посмотрите, кульминация еще. ну, на ЕЖ поступил, может. Здесь Интересно, будет да. тренироваться. Борис Баршуев, Аршор, в прошлом выступал в спортивный клуб «Арена», Иркутская область. Перебрался к нам в Улан-Удэ. Можете себе представить? Да, кульминация, кстати, кульминация нашего первенства. Борис Баршуев. Ну, хоть тут и по документам написано, что он кандидат в мастера спорта, но уровень, конечно, у него мастерский. Поэтому, я думаю, схватку эту он выиграет. Довольно-таки, я думаю, легко выиграет. Должен, по крайней мере, легко. Так, завязка. Абха. Смотрите,
Найданов ничего не дал. Активность. Удивительно. Ну, Боря, я думаю, выиграет все равно. Красный. Найданов, он малоизвестный, вот в нашем, так скажем, в нашем регионе он, возможно, известный, но по Сибири и Дальнему Востоку, я думаю, мало кто его знает. Борю Баршуева, я думаю, многие знают на Дальнем Востоке, так как он огромный опыт, неплохой, вернее, не то, что огромный, а неплохой опыт, так как в его 20 лет, ему 20 лет сейчас, 2002 года, побывал на многих соревнованиях, на сборах, опыт хороший. Поэтому выиграет, думаю. Здесь, к сожалению, не написано. А, да, написано, извините, пожалуйста, Эршор, я думаю, возможно, олимпийцы. Спортивный клуб олимпийцы, я так уже набирает легионеров, в кавычках. Так, что у нас? Бал синему, центр. Бал синему, счет 1-0. Нормально. Так, ну тут у нас, наверное, за кулисами слышите хохот. Это у нас смеются наши веселые наши тренеры, судьи. Главный судья соревнований у нас Бардаханов Владислав Валерьевич, по-моему. Мне не изменяет память. Ну вот Боря опять в этой же ситуации. Я думаю, сейчас он намного злее будет и точно возьмет 2 балла. Смотрите. Да. Нет. Ничего нет. Балл. Вместо 2 дают балл. Ну, я думаю, все справедливо. Потому что такой завязки спортсмен ничего не дал, просто вышел до края ковра. Беликто Немаев уже выиграл. А вот сейчас как раз мы по поводу говорили Немаева Беликто. О самом недисциплинированном спортсмене. Конечно, громко и сказано, но поэтому я думаю, как говорится, надо, чтобы через средства массовой информации у нас все-таки выходили моменты, чтобы как бы зрители понимали, ради чего мы вот пытаемся создать дисциплинарный отдел у нас в федерации, так как у нас очень часто встречаются такие неприятные моменты, когда спортсмен ведет себя не по-спортивному и начинает, скажем, кидаться не только на судей, которые, так скажем, засудили, что ли. Так, вот видели, да, Боря разозлился и взял 2 балла. Еще, даже 2, 6. Я думаю, все уже, алха, как у нас по-бурятски называют слово. 10-0. Конечно, 10-0. Просто... Да. Все, 10-0. Стоп. Да, видно по выражению лица, Боря у нас разозлился. Да, бывает моменты, когда кажется, что ты выиграешь его сразу, а оппонент показывает Соответственно, более опытный спортсмен во втором периоде, как правило, начинает очень и очень злиться. Так, Тирет Манеш. Кумдуты харакшын якты харжываян зон аны прямой эфире ссылка орынго группуну дуру вайберро ишин шидетта нодор кедик муну ошон эму харжываян багылда
Орынгоню тагайынга группуру, одноклассник оданга группуру. Хаттыкзың байыңлыбайх. Тегет YouTube со лайк даркти. Тегет на Лондонда рекомендацию характер. Да, кстати, как можно больше, пожалуйста, повестите. Мы все-таки заинтересованы, чтобы как можно больше людей знало, что сейчас проходит первенство республики. Проходит в региональном центре единоборств «Патриот» по адресу улица Ренчино 2Б, дробь 1. Так, Жигзымаев, Саян. Да, сейчас у нас весовая категория 70 килограммов, табло все видно, Жигзымаев, ВС Циденов. В этой весовой категории, к сожалению, всего 8 участников. Ну, как говорится, главное не участие, а зрелищная схватка. У нас новый термин появился. Теперь не главное участие, а зрелищные схватки. Не останавливай, Так, борец в синем трико Циденов, еще один борец, представляет спортивный клуб «Олимпиец», который открыл наш земляк, ныне бронзовый призер Кубка мира, прошедший в Америке, Арсалана Будажапова. Молодец, Арсалан не только радует нас своими результатами, но и открывает такие спортивные клубы. Я думаю, в будущем у нас, скажем вам по секрету, у нас в будущем откроются еще 2 клуба. Пока не будем говорить, кто их будет открывать. Но я думаю, в 2023 году еще 2 клуба появятся у нас. Итого, представляете, у нас в республике уже будет насчитываться 6 клубов. 6 клубов. Ну, я думаю, поймете, что у нас в будущем будут межклубные соревнования. Стенка на стенку. Ну, Саян Жигзымаев, понятное дело, выиграет здесь. Очень опытный спортсмен. Я думаю, здесь ему может противостоять только Жамсуев Бургет. Ну, это, конечно, мое мнение. Куприянов Дмитрий еще пока, так скажем, сыроватый для него. Куприянов Дмитрий, 47. Бургет Жамсуев. 49. Приготовься. Вергенов Лев, Жамсуев Бургет. Должен дать бой. Жигзымаев Саян у нас в этой весовой категории считается фаворитом. Тегет хундете манай нютагархи манеш харакшит. Муно кавердер гора. Один из талантливейших сыновей нашей республики, по национальности русский, Куприянов Дмитрий. Дима, конечно, мне симпатизирует, как лично вообще мне нравится парень. Он не из Зугулая? Так, Куприянов Шор 7, пока Зугулай, он, видимо, сам не хочет. Я думаю, он хочет спортивный клуб Хабой. Я бы сам не против, конечно, этого легионера взять. 2004 года парень, да, очень непредсказуемый парень, смотрите, борьба у него. Ну, тоже 10-0 закончит, я думаю. Что, давно борется? Борется, ну, с самого детства, под руководством Эдуарда Цыдыпова. Сейчас могу даже крикнуть издалека. Дима, надо побороться, надо разогреться, прочувствовать ковер, не надо выигрывать 10-0. Следующая схватка, потому что будет у него более такая серьезная. Это с Жигзымаевым, Саяном, поэтому... Дима, не надо, поборись, Дима, поборись, не надо, 10-0. Поборись, Дима. Дима, не надо 10-0, не надо. Сейчас вы слышите, как я кричу, поэтому... Дима, все 2 периода надо отбороться. С Саяном будешь бороться, ковер прочувствовать надо. Подергай, потаскай.
Ну, такую рекомендацию даю, потому что тоже переживаю за спортсмена. Еще раз напомню, симпатизирует. Молодец, мне нравится, он дисциплинированный парень. Я говорю, Дима, тебе, чтобы до полного совершенства, тебе нужно осталось изучить наш бурятский язык. Если ты бурятский язык изучишь, тебе вообще не будет, как говорится, совершенства. Поэтому молодец, я думаю. Дима, потаскай, подергай, как на тренировке подергаешь, с Саяном бороться будешь. Потому что в следующей схватке он будет бороться с Жигземаевым, Саяном. Так, почему на двух коврах трансляция? Один ковер, да, у нас один ковер, так как у нас участников маловато. Около 100 участников, по-моему. Ну и в каждом весе у нас, короче, это. Поэтому мы решили, как говорится, хороший бросок. Решили на одном ковре проводить, так как показывать все схватки, потому что прямая трансляция у нас, видите, табло всего одно, которое показывает у вас на экране. Ну, для удобства, потому что второй ковер, если всех выпускать, то я думаю, у нас встреча очень быстро закончится. Ну и многие не поймут. Вот, кстати, Жамсуев Бургет, про которого я говорил, борец в синем трико, борется с Гергеновым Львом. Оба представляют Эршор. Ну, я думаю, Бургет, конечно, более опытнее, выиграет. Конечно, это мой взгляд, на мой взгляд, поэтому еще раз напомню, борьба — это непредсказуемый вид спорта. Всегда можно залететь, всегда можно удивить зрителей. Казалось бы, то, что я вот предсказываю, должно быть случиться, а на самом деле бац, и все может поменяться. За это и любят, я думаю, вольную борьбу многие болельщики наши. Счет 2-0. Видели, какой красочный проход сделал Жамсуев. Ну, по динамике, по биомеханике движений прохода в ноги было видно, что Бургет хотел запулить своего оппонента на 4 балла. Но не получилось. Лев Гергенов у нас очень пластичный. В принципе, знаю этих спортсменов очень хорошо. Очень хорошо это Жамсуев Бургет. Хотелось бы отметить, это сын нашего легендарного спортсмена Дугара Жамсуева. Все вы знаете, я думаю, любители, поклонники нашей борьбы Дугара Жамсуева, который в далеком 96-м году выиграл в Тыве, в Кызыле, золотую медаль чемпионата России, стал чемпионом России. Дугар Жамсуев у нас является двукратным чемпионом России. Если мне не изменяет память, можете, поправьте меня, пожалуйста. Тут у меня передо мной ничего пока нету. В 2001 году выигрывал чемпионат России. Был участником чемпионата Европы. Но, к сожалению, старт был неудачный, так как по тем временам были такие непростые правила. Когда борьба проходила по пулькам, так называемым пульки. Те, кто помнит, пульки — это такие группы были по 3 человека, с которых выходил только один человек.
И, к сожалению, тогда у нас Дугар Александрович Жамсуев попал в пульку с Мурадом Кардановым. Мурад Карданов, имя, по-моему, Мурад, но фамилию точно помню, Кардановым. И, к сожалению, проиграл, тогда он попался ему на мельницу. Я очень хорошо помню эту схватку. И, к сожалению, Дугар Жамсуев тогда не вышел с этой пульки. Ну, Карданов тогда вышел в финал. Вот я, к сожалению, не помню, стал ли он чемпионом Европы. Потому что тогда он боролся с венгром. Венгра я не помню, как зовут. Помню, что был венгр в финале. Ну, по-моему, выиграл тогда. Карданов стал чемпионом Европы. Наш Дугар Александрович Жамсуев. Для нашего Дугара тогда закончилась эта Европа. Конечно, я думаю, если бы судьба бы расположилась бы немного бы иначе, скажем, Дугар Александрович бы вышел, был бы в другой пульке, тогда бы, конечно, я думаю, Дугар Александрович бы железно сидел в тройке на Европе. И был бы у нас результат серьезный уже в тех годах, в 2000-х годах. Но в 2000-х годах у нас не было, к сожалению, серьезного мирового результата. Все вы знаете, после долгого затишья. То есть был, конечно, результат, имеется в виду российский результат. У нас тогда, конечно, в тех годах Базар Базаргуруев стал бронзовым призером чемпионата мира. И ныне уже бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года, проходящих в Пекине. Поэтому не судите строго. Я сейчас, так скажем, говорил про российские результаты. Ну, сейчас на ковре видите, Дугар Бургет Жамсуев уверенно ведет. Счет 4-0. Видите, спокойно чувствует. Ну, лев тоже не подарок. Поэтому борьба вся впереди, всякое может произойти. Думаю, Бургет не отдаст эти технические баллы. Ну вот так вот получилось, что у нас по тем временам был один из талантливых тоже сыновей Жаргал Дандупов, у которого была надежда вся. Но, к сожалению, его жизнь трагически оборвалась. Поэтому благодаря вот таким людям, как Жамсуев, Дугар, Жаргал Дандупов, Константин Хангалов, Максим Малонов, те 2000-е годы, которые зажгли, прошли этот серьезный временной спортивный отрезок, дали огромный толчок нашим молодым ребятам, которые по сей день продолжают бороться и радовать нас своими результатами. Ну и сейчас вы знаете нашего молодого, красивого, талантливого парня Евгения Жербаева, который вновь зажег борьбу нашей республики. 7-0. Да, поздравляем Бургеда. Прохождение в следующий круг. Счет 7-0. Жамсуев Бургет выигрывает. Предстоит ему схватка. Ну, я думаю, что уже в финале произойдет эта схватка. Хотя тут, конечно, может быть, Таржиев Аюр, Цидинджапов Батар. Тоже интересная встреча. Таржиев 2004 года в красном трико. Батар Цидинджапов
2005 года. Вот такие школьники участвуют уже на молодежном первенстве республики. Ну, смотрим, что же будет у нас, кто пройдет следующий круг. Честно говоря, тут затрудняюсь прогнозировать. Вот поэтому вот интересна схватка. Кто же из них пройдет, я, честно говоря, даже понятия не имею, кто из них может пройти. Можете себе представить, да, вот вроде бы столько лет уже в борьбе, знаешь оба спортсменов хорошо, и затрудняюсь ответить. Он подошел Болотцев, хочу в него спросить. Болот, как думаешь, кто из них пройдет следующий круг? Я вот сейчас... Так, Схымбы. Даржиев, Аюр, Тидинжапов, Батыр. Я вот сейчас говорю подписчикам, я вообще затрудняюсь ответить, потому что даже зная своих спортсменов, да, кто как борется, просто, могу просто пальцем в небо тыкнуть наугад. Бешедых угодимут кыльди. Хыне ямрового прямо. Да, вот, кстати, такой, стопор у меня. Вот впервые встречаю такую схватку, где я затрудняюсь реально ответить. Обычно люблю такие схватки комментировать, прогнозировать примерно кто, даже не боясь, что я ошибусь. Ну, как говорится, на ошибках вот такой опыт набираешь. Но оба спортсмена осторожничают, конечно. Ну, здесь скажу одно, что Аюр Даржиев, он более такой технарь, технический, более такой пластичный. А Батыр Тидинжапов, он более такой грубая борьба у него, прямая борьба, грубоватый, такой, так скажем, прямой, видите, у него атака какая, справа бьет немного, вот, знаете, вот это своей правой рукой, вот этот его одно из преимуществ в борьбе. Опа, смотрите, вот она, да, вот этого дождался, смотрите, что произойдет сейчас, выстоит, не выстоит. Выстоит, не выстоит. Да. Есть 2 балла. Стоп, зона. Счет 4-0. А, нет, вру. Пардон. 5-0 счет 5-0. Левый хулора движение какие надо было. Ну, если бы там на центре ковра была бы, да, все, борьба могла бы закончиться 10-0. Ну все, теперь Аюр понимает, что стоять уже нет смысла. Надо идти пробовать атакующие действия. Да, сразу, конечно, хочу, чтобы стало у меня много свидетелей. А свидетели — это вы, дорогие наши подписчики. Сегодня хотел, конечно, выступать в качестве оператора, снимать зрелищные поединки, вот как этот. Но, к сожалению, не получится, наверное. Посадили меня комментировать первенство республики. Сейчас, конечно, хотелось бы как можно больше людей село бы комментировать, но что-то все прямо на меня комментариями лучше, да. О, спасибо большое. Вот такие комментарии, да, они как бы вдохновляют. Хочется дальше. Спасибо. Приятно, конечно, слушать такие комментарии, смотреть такие комментарии. Ну, вообще, конечно, я считаю, что я тоже вношу лепту. То есть не только я, мой спортивный клуб под названием Хабой. Если вы не знаете, что есть такой спортивный клуб, хотелось бы, чтобы вы подписались под наш Инстаграм, так как мы тоже освещаем нашу деятельность, занимаемся популяризацией
нашего совершенного вида спорта. Поэтому подписывайтесь. Ну, все равно я попытаюсь несколько фрагментов заснять, так как считаю, что на нашем аккаунте тоже должны быть фрагменты с записями. Так, чтобы еще бы рассказать вам, 5-0 счет, 5-0, видите, да, ну сейчас уже в принципе могу спрогнозировать, потому что уже увидел борьбу. Батыр Тыдинжапов должен пройти следующий круг. Все-таки, даже несмотря на то, что они, ну, ровесники, тут, я думаю, год в этом возрасте сильно ничего не решает. Хотя вот эти парни уже борются, так скажем, без пяти по мужикам. Потому что следующая возрастная категория после 24 лет идет мужики. Так у нас в народе говорят. Поэтому... Так, вот атака прошла. Есть пал. Бал есть. Ну, видно, как пляшет Батыр. Почувствовал, что ничего опасного не было. Ну, хотя, что может быть? Все может произойти. Сейчас Аюр может, так скажем, закинуть на 4 балла. И Батыру, возможно, будет уже не смешно. 30 секунд. Опа! Смотрите. А тут могут 4 балла дать. 4 балла могут дать. Если бы где-нибудь боролся в другом регионе, я думаю, дали бы 4 балла. Если бы хотели засудить. Ну, дорогие друзья, если брать нашу борцовскую судейскую кухню, то там очень много нюансов. Очень много нюансов, которые даже и мне порой сложно разобраться в них. Поэтому говорю, смотрите, ситуация была такая здесь. В другом бы регионе реально могли бы дать 4 балла. Ну тут, как говорится, судьи судят адекватно первенство, так как все-таки серьезный старт официальный. И формируется сборная команда. Опа, хороший бросок. Да, кульминация. Думал, что будет хороший бой, но получилось так. Все-таки силовые показатели еще раз доказывают, что силовые показатели играют большую, огромную роль. Чувствую, победу одержал Тыдинжапов Батыр. Кстати, Спортивного клуба «Олимпийский». вот я Батыра Весовая категория Тыдинжапова 74 килограмма. смотрю, у него вот борьба немного схожа Ищеев Луцан, с Бояром Цыреновым. Представляете, вот есть что-то такая схожесть визуально, потому что у нас всегда есть такие моменты, мы всегда молодежь сравниваем уже с нашими спортсменами, которые уже на этапе завершения спортивной карьеры. Поэтому интересно, конечно, когда наши молодые спортсмены берут чей-то стиль и дальше оттачивают его. Ну, на ковре у нас Луцан Даржиев, тоже спортсмен в красном трико. Весовая категория, видите, 74 килограмма. Который симпатизирует мне. У меня уже второй спортсмен, который выходит, который мне нравится. Нравится его образ жизни. Хотя, конечно, есть моменты, где тоже он поддается моей критике, ругаешь иногда его, когда видишь, что он в 2 часа ночи ложится спать. Но я думаю, для этой молодежи нынешней уже в 2 часа ложиться спать, это уже, как говорят, норма.
Ну, это, конечно, отдельный разговор. Я думаю, на эту тему можно разговаривать долгие часы. Поэтому так краем глаза, краем уха можно затрагивать такие темы. Все главное, чтобы вы, дорогие наши друзья, не покидали нас, а были нам верны нашим, то есть верны, как говорится, нашему совершенному виду спорта, потому что все-таки мы все для вас тренируемся, боремся для вас. Так, Лапсан попытался перевернуть, ну счет 3-0. Я думаю, Лапсан выиграет без проблем. Поэтому спасибо вам большое. Большое спасибо. Оставайтесь с нами, не предавайте нас. Потому что, еще раз всегда буду говорить от своего лица. У нас появилось много видов спорта, куда разбирает просто наших талантливых детей другие виды спорта. Не хотелось бы, конечно, чтобы туда уходили ребята, каждый тренер за свой вид спорта и заинтересован, чтобы оставались молодые ребята в борьбе. Так, счет 5-0. Смотрим, возьмет ли 2 балла. Я думаю, Лапсан будет стоять. Видите, так просто не отдает. Так, у нас в клубе тут вопрос обои МБНА. Да, спасибо большое. Ну, честно говоря, у нас сейчас борется всего один юноша. Занимаемся с ним одним пока. Набор пока не делаем. У нас, так скажем, в спортивном клубе, как я говорю, у нас идет перезагрузка нашей системы. Те, кто не знает, мы сейчас испытываем, так скажем, непростые времена. У нас, будучи 18 человек участников нашего проекта, который мы запустили уже в 2018 году, к сожалению, осталось всего 4 спортсмена. Среди них, которых уже 2, так скажем, уже практически завершили карьеру. Один, вы все знаете, Дашиев Ананда, который сейчас тоже испытывает такие моменты падения, так скажем, в самом таком возрасте перспективном, когда нужно набирать обороты. Ну, я думаю, что в любом случае у профессионала должны быть какие-то такие серьезные моменты, потому что должно быть переосмысление. Я думаю, Ананда возьмется сейчас, потому что травму получил коленного сустава. Сейчас проходим реабилитацию. Думаю, вы его еще услышите. Я верю в него. Буду до конца верить. Поэтому он наша надежда, главная надежда. Ребят осталось, потому что, знаете, тут, конечно, долго про это говорить. Ну, я считаю, что тут была моя ошибка в том, что я слишком начал очень сильно агрессивно, я бы сказал, как-то напрягать их, давление создавать. Я просто, видите, не учел в тот момент, что это поколение совершенно другое, и к ним подход нужен совершенно другой. Поэтому поспешность, вот она, моя была поспешность, моя ошибка. Я поспешил. А мне нужно было выждать момент небольшой. И чтобы, ну, как бы команда осталась, я не говорю, что с 18 человек, но у нас бы
по крайней мере, бы осталось человек 8, это точно. Вот с 8 мы бы работали бы. Ну, сейчас у нас, как говорится, один юноша и один мужик, Дашиев и Мухадаев. Буду верить в них до конца. Соответственно, я получу огромный опыт, я бы сказал, хорошую практику, вот именно практику, потому что у меня есть хорошие инструменты для этого. То есть я на своих ошибках понял, как работать с этой молодежью. И выдвигаю, конечно, свою теорию. Сейчас хочу попробовать работать со сборной командой. Но, к сожалению, пока меня не берут на работу. Я думаю, вышестоящее руководство должно заинтересоваться моим проектом. Как говорится, в кавычках, они не дураки, должны видеть серьезных ребят, серьезных тренеров, таких как Вандан Цидинамбаевич, Батыр Батоевич Базаров. Хочу отметить Эдуарда Цидыпова, Бато Банзараксаева. Это уже тех тренеров, которые работают в районах. Вот нужно им большое внимание уделять, потому что на них держится вся борьба. От их зависит, каких талантливых ребят они будут нам поставлять в нашей необъятной, наших необъятных уголков нашей прекрасной республики. Агдонов нет, Агдонов, к сожалению, сейчас тоже реабилитируется, но он сейчас тоже проходит такой серьезный момент, и как говорит наш директор, проходит коридор затмений. У каждого в жизни бывают такие моменты переломные, и очень важно решить в этом периоде, то есть решить свое будущее, так скажем. Так, ну у нас здесь на ковре борется Дылыков vs Теренжапов. Сразу прогноз сделаю. Теренжапов выиграет. Так смело уже прогнозирую. Не считайте меня, конечно, крутым аналитиком. Просто я их давно знаю и знаю, кто как борется. Поэтому мне только учиться и учиться еще долгие годы, чтобы быть, как говорится по-бурятски, конкретно анализировать. Спасибо большое. Да, мы, как говорится, верим в свой клуб. Как говорится, буду до конца идти. Сейчас мы уже переходим на другой уровень, будем набирать легионеров, так как сейчас ребят набирать с самого начала, это нужно отдать этому многие долгие годы. Поэтому я думаю, сейчас стало модным набирать легионеров, работать с ними. Ну и сами понимаете, время у нас скоротечно. Мне уже, как говорится, пошел 5-й десяток. И нету времени заниматься с маленькими. Поэтому тоже хотел бы сказать, не судите строго. Хочется работать уже с подготовленными ребятами, уже с 5 профессионалами. Поэтому, если вы смотрите прямой эфир, есть у нас борцовский дом, который, к сожалению, пустует. Если есть у кого желание, милости просим. Поэтому, я думаю, верю, что найдется такой парень, как скажем, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон, Александр Медведь, Александр Карелин, Бувайсар Сайтиев и многие наши мировые звезды. Я даже взял бокс, потому что что объединяет все виды спорта? Только одно.
это дисциплина Победу с явным и преимуществом нездоровый выиграл фанатизм Иван к своему виду спорта. Так, поздравляем Занимая Сергея Варсалана Жабова Арчиров Галсан, с выходом спортивная школа номер 9. в очередной круг. Приготовиться к картонному Варсалану, спортивная школа номер Да, 10. сейчас Бамбаев Бакар Варшов. Сейчас главный судья подошел, делает замечание. Главный судья у нас Владислав Валерьевич Бардаханов. Еще раз напомню, у нас проходит первенство Республики Бурятия до 24 лет памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Валерия Мандаракшевича Садеева. 79-86 сейчас на подходе. Ждите, дорогие наши друзья. Скоро подойдут. Судья Базаров. Сейчас 74, а нет, уже вот как раз подошел вес 79 килограммов. Да, вот сейчас был у нас вес 79. Простите, пожалуйста, тут отвлекся, заговорился. Иногда бывает, когда уходишь сам с собой наедине с разговором и не замечаешь, что вокруг тебя происходит. А на ковре у нас Бальжанимаев Арсалан Аршор ВС Ачиров Галсан Шор 9. Ну, я думаю, здесь тоже спрогнозировать хочется, прямо язык чешется. Бальжанимаев Арсалан пройдет следующий круг. Смело говорю, так как тоже знаю этих спортсменов. Хотел бы сказать, что здесь почему у меня такая уверенность у Арсалана Бальжанимаева. Если брать волевые качества, он более качествен. Как там, не знаю, у меня с русским языком иногда бывают тоже проблемы. Если что, вдруг где-то у меня с орфографией проблемы, пожалуйста, не судите тоже строго. Сейчас в дальнейшем, думаю, тоже надо пробовать по-бурятски комментировать. Все-таки наши собратья-якуты молодцы. Вот я смотрю их, наблюдаю за ними. У них комментарии идут только на их родном языке. В этом плане они молодцы. Вот видите, как уверенной походкой возвращается в центр ковра Арсалан Бальжанимаев. 2003 года рождения, кандидат в мастера спорта, кандидат в мастеры спорта, если точнее быть. И Ачиров Галсан Шор 9 2004 года тоже является кандидатом в мастера спорта. Ну, ковер покажет. Как тут мне некоторые говорят, дай бог, чтобы твой прогноз был ошибочен. Я говорю, да тут не в этом плане, что я за кого-то болею, это чисто практика, анализ, это учение, самообразование. Пятый десяток идет, и я говорю, не перестаю учиться. Учиться самое главное, как говорит его святейшество Далай-Лама, всю жизнь учиться. Я даже сейчас в своем возрасте, 80 лет, я помню, его читал, смотрел его интервью, когда он давал. Я, говорит, и сейчас учусь. То есть те люди, которые считают, что какой-то наступает предел учения, то они глубоко ошибаются. Учиться и всю жизнь учиться. 257 килограмм, от четвертый финал. Ну, счет 2-0, смотрите-ка. Шахтору Баир, Кусаева Арка. Устоял. Ачиров Галсан устоял первый период. По моему анализу у нас очень много решается все во втором периоде. Второй период, именно хотелось бы отметить второй период, 5-е минуты. Если брать физиологию организма, у нас вот на этой минуте начинает очень интенсивно закисляться
окисляться организм. И тут как раз такой есть фактор, когда выявляет, кто как тренируется. Как правило, если после 5-й минуты идет отрыв большой, это уже говорить о подготовке спортсмена. Сразу видно со стороны, кто как тренируется. Или класс. Или класс, да. Вот, кстати, вот Боярчик Даржапыч к нам подошел, присоединился. Боярчик Даржапыч, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Так, Боярчик Даржапыч, Сэмбэйну, хотелось бы, Боярчик Даржапыч Цыренов, руководитель Центра единоборств. Центра единоборств «Патриот» у нас в гостях. А сейчас мы Боярчик Даржапычем немного по-свойски подискутируем, пообщаемся. Ну, я думаю, все вы знаете Бояра Цыренова. Я думаю, его регалии перечислять сильно не стоит. Просто хочу отметить самые главные регалии. Это бронзовая медаль чемпионата России. Боярчик Даржапыч у нас является мастером спорта международного класса по вольной борьбе. Боярчик Даржапыч Сэмбэйну. Сэмбэйна, всем, кто смотрит прямой эфир. Ага. Боярчик Даржапыч, я вот тут как раз разговаривал вот о теме вот дисциплины спортсмена. Хотелось бы узнать у вас, как вы считаете, какая важность дисциплины вообще наших ребят, нашей республики? Наших ребят или вообще как дисциплина влияет на результат? Ну, можно вообще, да, потом как бы для наших ребят как бы скажем, тут моменты есть некоторые. Дисциплина это, конечно, в жизни и в роли каждого спортсмена играет важную роль, очень важную роль. Из дисциплины начинается результат, я скажу. Как он относится к тренировкам, как он относится к отдыху, это самое главное в нашей работе, я так скажу. Отдых, он должен быть всегда нормированный, полноценный. Если спортсмен плохо отдыхает или мало отдыхает, мало работает, это, в общем, сказывается именно на борьбе. На тренировках особо может и не заметить человек, но когда выходит на соревнования, там очень заметно, хорошо ли готов, хорошо ли выспался, хорошо ли отдохнул. И вот здесь показывается вся его дисциплина, подготовленность. Ага, спасибо. А вот смотрите, есть еще такой момент. Ну, я думаю, уже тут сейчас давеча общался с нашими подписчиками. И тут я вот отметил момент, у нас моменты есть такие, что я как сам наблюдаю все-таки, смотрю за ребятами, и у нас очень много ребят, они вот у нас поздно ложатся спать. Вот, как вы считаете, можно вообще профессиональному спортсмену ложиться, скажем, в 3 часа ночи или в 2 часа ночи спать? Нет, это вообще, наверное, противопоказано ложиться поздно, спать, в общем. От недосыпания могут возникнуть травмы. Может человек быть невнимательным. Из-за этой невнимательности, опять же, могут случиться травмы. Если он, скажем, не выспался, уснул часа в 2 ночи, в 3 ночи и проснулся в 7 утра на зарядку, за 5 часов организм не восстановится. Ни в коем случае. Да. Что там говорить о 4 часах, да? Вот я тоже говорил, ребята, как вы сможете за 5 часов взять и восстановиться? Ну, не зря говорят, самый лучший восстановитель — это сон. Мне всегда говорил мой тренер Анатолий Алексеевич Белоглазов: ребята, главное, надо отдыхать. Ну и тоже чересчур много спать, это тоже вредно.
Как 8 часов это самая такая хорошая норма сна. Так, вот смотрите, сейчас, кстати, борется у нас на ковре два, я так скажу, мирмидонца, которые начинали, вот Боярчик Держапыч отошел. Каркунов vs Дамбаев Бато. Смотрите, что происходит. Эти два спортсмена вот, как раз задавали вопрос. Вот они, два спортсмена наших, которые боролись в нашем спортивном клубе. И, к счастью, не сломались, они продолжают дальше свою деятельность. Но сейчас уже с другими тренерами, с другим клубом. Вот сейчас, смотрите, прошел Жамсаран, отыграл 2 балла, счет 3-2. Мне очень интересна эта схватка, просто, знаете, интересно в том плане, что они оба, разница, в принципе, у них существенная в возрасте. Бато Дамбаев в синем трико, он старше своего одноклубника в прошлом на 3 года. Ну, в принципе, я думаю, мне кажется, что как будто бы выиграет Жамсаран, потому что я в последнее время, наблюдая за Жамсараном Каркуновым, он очень неплохо набирает, и борьба как раз у него такая, знаете, неудобная для Бато, потому что, зная уже борьбу у Бато, потому что сколько времени я с ним работал, примерно знаю. Ну, тут интересная, конечно, схватка, кто выиграет. Но мне кажется, что Жамсаран должен выиграть, несмотря на разницу в возрасте. Потому что все-таки тут в этом возрасте уже... Опа, смотрите. Опа, смотрите, ничего себе. Так, есть, вертушка прошла. Эту вертушку мы отрабатывали, хорошо помню. Так, там завязка, к сожалению, не увидели, что за завязка, но там как-то 2 балла дали Жамсарану. Сейчас, я думаю, будет спорить, нет. Ага. Так, ну сейчас на сегодняшний момент Жамсаран тренируется под руководством, знаю, Тумена Валерьевича Цириндаржиева, Бато Дамбаев под руководством Заректова Владимировича Меньжикова и бояра Чекдаржапыча Циренова. Так, смотрим, интересно. Да, вот видно, что Жамсаран нагнетает. Первый период закончился. Да, кстати, я никакую схватку так не комментировал, как эту. Причина, я думаю, те, кто только присоединились, понимаете, что мне интересно, как мои 2 экс-воспитанника сейчас, как сказать, выросли. Вот. Мне очень интересно, конечно, переживаю за 2 спортсменов, но больше предпочтений, конечно, я отдаю Жамсарану. Потому что Жамсаран у нас, ну, как говорится, отхончик. Отхончиков всегда более, как говорится, любит, что ли. Опа, смотрите. Опа! 4 балла. Так, 7. Так. Интересно, очень интересная встреча. 4-7. Ну, еще впереди целых 2 минуты 40 секунд. Еще, ну, Жамсаран, я знаю, он физически хоть и слаб, но функциональная, вот именно выносливость у него неплохая, и он будет идти будет. А вот Бато может подустать. Смотрите, видите, как тяжело встает. Да. 5-7. 5-7. 5-7 счет. Так, ну видите, наверное, там издалека как нервничает тренер Валерьевич Тумен. Так, есть балл. Тумен Валерьевич Цириндаржиев, смотрите, скрестил руки, сидит. Ну, я думаю, должен быть спокоен, потому что Жамсаран выиграет.
выиграет. Чисто, конечно, мое мнение, как эксперта, пока в кавычках, я не знаю, пока далеко, я думаю, говорить про себя, что я эксперт, поэтому все раз что-то с чего-то начинается. А вот это, я думаю, не надо. Вот это называется закручивание вокруг коленного сустава, против сустава. Не надо, не надо, не надо. И вот Ананда, вот, кстати, вот такой ситуации, которую вы сейчас видели, докрутился наш Ананда Дашиев. Сколько раз я ему говорил, нельзя так крутиться. В итоге докрутился, а сейчас реабилитируется. Поэтому, опа, смотрите, что происходит, Еще 1,5 минуты впереди, отсчет минимальный. Да, Бато подустал Бато. Но у Бато есть характер, конечно, я думаю, за счет характера сможет ли выстоять. Жамсаран сейчас будет атаковать, смотрите, вилла. Опа, ничего себе, бросок, почти бросок. 2 балла. 2 балла, еще не все потеряно. 6-9, чуть больше минуты. Так, сможет ли выстоять Бато у нас? Характер, самое главное, у Бато есть характер, и вот за счет характера должен выстоять. Но если сейчас Жамсаран выиграет, значит, мой анализ был точен, потому что как раз таки, ну, видно визуально, да. Так, опа, есть. Крутиться вокруг надо, в другую сторону крутиться, Вот смотрите как, смотрите, что творит Жамсаран. Жамсаран, что творит? Ну, да как сойти прямо... Так. Стойка. 17 секунд. Я думаю, тут решаться будет 4-бальный бросок. Так, нет, надо искать 4-бальный, да, ищи, Жамсаран. Последняя надежда. Ну. Не хватило времени. Поздравляем. Да, ошибся. Было понятно. Ну, тут думаю, что Жамсаран тактически неправильно борьбу построил. Хотя все в руках было. Бато выдержал. Молодец. За счет своего характера. Не зря говорю, мирмидонец. Мирмидонцы я их называл, потому что я всегда считал, что мирмидонцы — это самые отчаянные воины Греции были. То есть отчаянные — это самые бесстрашные, самые такие, знаете, такую ассоциацию им приводил, чтобы они просто выходили на ковер и шли в бой до самого конца. Так, прямые эфиры продолжаются. Надо было мне заснять это видео на свой телефон, но от переживания я забыл про свой телефон. И хотите узнать... Так, выиграл Каркунов. Каркунов? Ой, не, Дамбаев выиграл. Я тут плохо спрогнозировал, неправильно спрогнозировал, думал, что Жамсаран выиграет. Ошибся. Так, еще одна встреча интересная, очень интересная встреча. В весовой категории 86 килограммов. Судаков Максим, Эрхитуев Кирилл. Тоже не могу спрогнозировать. Интересная встреча. Кто же из них выиграет? Как думаешь, Болот, кто выиграет? Так, Судаков, Эрхитуев. Так, Мандыш. Я тоже не могу сказать. Что-то мне сейчас кажется, сейчас только до меня дошло, что Судаков выиграет. За счет чего? За счет того, что я знаю, что Кирилл, он сейчас служит в армии и плохо тренируется, несмотря на то, что, конечно, у него опыт огромный. Он максимально чувствительный парень. Не, на сегодня, да, больше, тренируется
Максим на ковре сейчас. Да, на ковре, тем более он сейчас же третьим стал на турнире. Какой же турнир проходил-то недавно? Ох, стыдно. Турнир проходил недавно, Кудуховский, что ли? На Кудуховском третьем стал. Ой, нет, ошибаюсь, это в Якутии проходил турнир. Не помню, как турнир называется, елки. Простите, пожалуйста, дорогие наши друзья. Крылова турнир был. Крылова нет, это И Крылова. Коркина. Потом еще один турнир был. Третьим там стал. А на этого Юмшанова. Имшанова, да, вот, болото, попробуй. На Имшановском стал третьим. Ну, соревновательный опыт, конечно, сейчас у него получше. Хотя, если по копилке взять обоих спортсменов, у них, я думаю, на чашу весов, если поставить соревновательный опыт, у них, в принципе, одинаковый. Ну, просто у Максима свежее этот опыт. Смотрите, вот видишь, проходит перехват. Интересно. Ох ты, посмотрите, что за бросок, 4 балла. Да, здесь без вопросов, 4 балла. 5-0. 4 балла. Ну, понятное дело, какой бы, конечно, ты не был чувствительный парень, какой бы ты не был талантливый, все-таки тренировочный процесс, именно систематический тренировочный процесс бьет цель. Оп, смотрите, еще, ну, хотя борьба, еще раз говорю, это непредсказуемый вид спорта, поэтому, спасибо большое, нам подсказывал здесь Шанходоев, Владимир Шанходоев, спасибо большое, вы больше нас знаете, респект вам. Шадапов нет еще, вот сейчас, кстати, ждем Шадапова. Шадапов сейчас выходит после этой пары. Ну, я думаю, Шадапов там вынесет просто в одну калитку. Ну, в хорошем смысле слова. Не подумайте, что я там какой-то негатив. Хаптагаева Бориса Сершора. Так как первая причина Хаптагаев Борис, он младше на 2 года. Так, это на ковре На ковре, а что у нас там? Баимдуев Баир. Да. На ковре борется Баидуев Баир. И Гармаев. Кумба Гармаев. Да. Сейчас, 57. Гармаев Солбон. Гармаев Солбон. Ну, честно говоря, там зрелищности никакой не будет. К сожалению, да. К сожалению, дорогие наши друзья, не будет там никакой зрелищности. Вы сами понимаете, зрелищность там, где, когда зритель сомневается в победе своего кумира или своего, как говорят, поклонника, это вот вызывает зрелищность. А что делает наш вид спорта таким привлекательным? Я думаю, это непредсказуемость, зрелищность. Можно обозначить Баирная на Кубке России. Да, кстати, Баир. Все 3 схватки выиграл, приехал. Все 3 схватки он, провел? Да. 3 схватки провел у нас Баир Баиндуев и ни одной не проиграл на Кубке России. А Кубок России, я думаю, вы знаете, что это уже серьезный уровень. Встречи были с Дагестаном, третий круг, Крым и Чечня. Так, ну, я думаю, то есть Хадынзон, да? Хадынзон, то есть, представляете, да, уже Манеж Бурят Хун уже шуны, да? Шуны, ходы, зоны. У меня с грамматикой бурятского языка, к сожалению, маленько слабовато. Ну, так как я очень поздно начал изучать бурятский язык, 23 года начал изучать, ну и до совершенства начал доводить, наверное, года 3-4 назад, 38 лет опять взялся за свой родной язык. Поэтому считаю. Так, что там у нас? на ковре Пурбо Эрденеев. Пурбо Эрденеев и Так, сейчас очки. Шеженимаев Алдар. Кстати, там интересная схватка, но я думаю, что Шеженимаев выиграет. Потому что ввиду того, что так мы сейчас комментируем второй ковер, а во втором ковре тоже слышно. Да, слышно. Одновременно. Одновременно. Так.
Так, ну вы видите, да, что Судаков Максим 7-0 уже ведет. Видите, перехват. Ой, смотрите, смотрите. Да, рискнул, пробовал рискнуть. Максим, конечно, набирает сейчас. И Кирилл, конечно, подустал, видно. Травма. Не Пурбо, видишь? Так, ух ты, Эрденеев футбол взял, что ли? Да вы что говорите? Накатил. Так, не накатил, да? Ну нет, Шайжанимаев, он так вот, просто бывает иногда оценка, что ты выходишь, конечно, залушил, когда выходишь, ты его так помял маленько, раз, он шудеё, харулат, гдергей, как говорится, гарат, хойрбале, аббат. Ну и по визуально даже посмотри, как он спокоен. Думаешь, что ж, Ямыр, как бурятор. Не Пурбушни младше на 3 года. 3 года, да? 3 года. Шайжанимаев Алдар 2 года. Пурбу 5 года. О, спасибо Молодец, большое. что начали изучать. Да, вот Конечно, мне молодец. осознание пришло, знаете, я могу вам рассказать историю, что меня подвергло начать изучать бурят хлын. Конечно, я в совершенстве не знаю его, но самое главное, что я его понимаю полностью и могу ответить, фразы говорить и как-то некоторые, ну то есть побеседовать, так скажем, на разговорном стиле, так скажем. Был момент в далеком 2003 году, и тогда мы тренировались в Шор-10, мы убирались, я тогда совершенно не знал бурятского языка, и, соответственно, вошел в элиту наших борцов, а тут они как бы разговаривали все на бурятском, и все время угорали надо мной. Ты, говорит, по-бурятски понимаешь? Я говорю, ну, конечно, понимаю. Ну и в итоге раскусили, что я в итоге-то и понимать-то ничего не понимал. Так, ну все. Поздравляем Судакова Максима с выходом в финал. Прогноз мой был безошибочен. Получил еще один опыт. Так, а на том ковре у нас 4-0. Выигрывают все-таки маленькие, да? Залушул выигрывает. Ну, второй период весь впереди. Ну так вот, пока период спортсмен отдыхает, ребята мне крикнули: Гриша, говорит, ши, говорит, тахяны ухатышгу. Ну, соответственно, я на автомате сказал, ну, конечно, да. Ну, соответственно, тырыш не ты, короче, не. Просто смеялись. А я увидел со стороны, что они со страшной силой смеются. Соответственно, потом я, когда узнал результат, знаете, мне было как стыдно. Мне было очень стыдно. Так, Шадап Буинто. Все, вот Буинто Шадапов вышел. Борис Хаптагай. Это один из моих любимчиков тоже. Любимчиков. Ну, Хаптагаевым я сам боролся недавно. Почему я смело говорю, что Буинто выиграет его. Как говорится, на своей шкуре проверил молодого. А на том ковре у нас 4-0 ведет Шайжанимаеву. Ну, Шайжанимаеву, конечно, он не будет проигрывать. Я думаю, он сейчас, если в партер войдет, он его в партере просто уничтожит. Потому что он понимает, что уже шутить не стоит. Шутить реально не стоит, потому что может доиграться. Как я, говорит, могу проиграть такому молодому парню? А потерять достоинство, не то что потерять достоинство, все мы можем проиграть, конечно, но все-таки достоинство тому, что Шайжанимаев нет, тренировку Хане голи. Хане, по-моему, Хане. Ну вот изначально просто без Туру Хархада смотрю, что-то он визуально Хархада, смотрю, что-то вышел такой визуально, смотри. Ой! Я же говорю, видишь, как агрессивно. 5 можно. 4 балла. 4 балла, конечно, железно, потому что отрыв уже был. В смысле Да, вот. 2.
Дурбе, ты чё, 4 балла. Минус 2 балла. Видишь, он в конце как будто бы вот так упал. Ну, на бок, 90 градусов был. Не, выиграет, я думаю, что я занимаюсь. Просто его характер, я думаю, не позволит. Так, ну а здесь у нас уже Буинто актив зарабатывает. В общем, две схватки очень интересно идут. Вернее, на втором ковре, где борются наши мухачи 57 килограммов. Я думаю, там интереснее схватка. Ох ты, да вы что говорите, да, вот это кульминация. Кульминация. Реальная кульминация. Представляешь, да, Болот, что творит? Да. Так, соревнование проходит региональный центр «Патриот», центр единоборств, Ринчино 2Б/1. Да, парень, ничего, это борец в синем трико, борец, ученик. Опа, на 4 балла, видите? 4 балла. Два дали. Не, ну тут уже реально заслуживание. Не, все, алса. Я же говорю, он партия вообще мощный. Алса, я говорю. Я говорю, характер не должен. Это вот что отличает характер. Конечно, Залушов молодец. И сейчас Шайжанимаева, конечно, зажали конкретно 2 раза. Батыр Владимировича получил бы. Да. Не даст, я думаю. Да, смотрите, 8 секунд. Не даст. Молодец. Шайжанимаев. Ну, дал бой, хороший бой дал. Это уже звонок называется. Бурбор Дынеев. Молодец. Бурбор Дынеев. Запомните это имя. Я думаю, в будущем, 2005 года рождения, уже борется. То есть дал хороший, просто превосходный бой Шайжанимаеву. Молодец. Так, ну а здесь у нас Буинто начал баловаться. Начинает баловаться. В кавычках, конечно. Еще раз напомню, Буинто Шадапов — это один из моих любимчиков. Всегда за него переживал. Дисциплинирован. Вот что отличает таких спортсменов — это уважение к старшим. Самое главное — уважение к старшим. Никогда не пройдет мимо, всегда подаст руку, спросит, как дела. Ну, по сравнению с этой молодежью, конечно, может быть, и не мы виноваты. Но это так, 61. Ух ты, там у нас борется Ганджапов. Смотрите, одна из центральных встреч. Беликто Ганджапов. Красное трико. Ганджапов, Фунтева. Амдинов или Дансаранов? Арсаланов. Дансаранов, Арсалан. 7. 1/4. Ну, хорошая схватка, я думаю. Но я думаю, Ганджапов должен выиграть. Потому что уже на прошлой схватке, это когда было, не помню, Ананда Дашиев наш уже делал схватку с Беликто Ганджаповым. Я, честно говоря, был удивлен. Уже дал хороший бой нашему Ананде. Со спортивного клуба Хабой. Уже привык, что уже со своего аккаунта вещаю, как сказать, прямой эфир. Ну, конечно, Арсалан тоже. Ох ты, смотри-ка. Ой, Арсалан хотя тоже бой давал. Вот она, расслабон, а. Все, алла. Все, 10-0. Вот она. 10-0. Все, 10-0. Все, 10-0. Это называется расслабон.
Міне мақұлым бұл. Дансаранов Арсалан. Дансаранов Арсалан, 20 лет. 20 лет. Ну, понятно, Дансаранов Арсалан тоже один из талантливых наших спортсменов. Ну, я считаю, например, что вот такие ребята талантливые у нас должны тренироваться на профессиональном уровне. Ну, а здесь на категории А у нас Буентов, Тоша Тапов. Сидит спокоен, совершенно спокоен, знает, что момент победы уже близок, 15 секунд, и по-прежнему балуется. Я ему всегда говорил, не балуйся, Буентов, борись. Ну, ты же Даже не напрягается. Не вспотел? Даже не вспотел. Ну, вот не вспотел. Да, поздравляем Буенто. Буенто Шадапов. Победа одержала Шадапов Буенто. Ковер Б. Ковер А там, да? Поправка. Ковер А. Весовая категория 61 килограммов. Борются малоизвестные, к сожалению, спортсмены. Малоизвестные даже у нас в нашей республике. Константин Ермолаев, Весовая категория 97 Булат килограммов. Аюшеев. Забава Лилия, Кашур, Так, Санжиев, здесь ковер Б. Медведев. Вышел бронзовый призер первенства мира, поправка, первенства мира Илья Жибалов, Готовится вес 65 борец в килограммов. красном трико. Илья Жибалов 2004 года рождения, тоже молодой парень. И, я думаю, выиграет. В своей категории 97 килограммов. Их есть 3 человека, будут бороться по круговой системе. Каждый из них отборется по 2 схватки. Жибалов, Санжиев. Санжиев 2002 года. Я вот не понимаю, почему Илью Жибалова записали как кандидат в мастера спорта. Хотя он уже мастер спорта. Первенство мира дает норматив мастера спорта. Илья Жибалов, красный трико. Тренируется под руководством нашего старшего тренера по вольной борьбе Батора Батовича Базарова. Ну, у нас турнир проходит, конечно, с помощью не просто первенства, да, у нас вообще, знаете, первенство республики раньше, когда проходило, считается Представители команд, подойдите, пожалуйста, главному судейскому столу. официальный старт, поэтому у нас официальные первенства Представители всегда команд, подойдите проходили к главному судейскому столу. немного мрачно, я бы сказал, даже скучновато не в том плане зрелищности, а скучновато в плане организаторства. Конечно, схватки были зрелищные, даже такие, знаете, яркие, жаркие, мощные. Ну, а в плане награждения у нас была проблема именно на официальных стартах. Судьям никто не платил, за первые, вторые, третьи места никто деньги не давал. Не было такого шоу, так скажем. А сейчас у нас такие, знаете, продвижения федерации. Федерации, конечно, молодцы, работают. Организовывают такой турнир. Ну и, соответственно, с большой поддержкой родственников Валерия Мадзаракшевича Сидеева, которые не дают кануть в бездну своего родственника, своей легенды, своего примера, своего Ноин. Молодцы родственники. Вот. Сын Валерия Мадзаракшевича Сидеева, это Баир Валерьевич Сидеев,
вместе с сестрой, с родственниками, с тетями, дядями. Прямо вот организовывают призовой фонд будет. Пока, к сожалению, не знаю, какой призовой фонд. Араб Мингулагаем. Ну, короче, Мянга Беха. Алло, Мянга Беха. Так, что у нас вопросы? Так, большое. Сами война, где проходит мероприятие Ренчинов Алдар боролся. Алдар Ренчинов можно узнать в какой весовой категории, потому что я такого не знаю. Алдар Ренчинов. Ренчинов Владимир Гадбаяна. Нет, да? Так вот, не знаем, блин, весовую категорию подскажите. Так, ну сейчас у нас все внимание, конечно, на призера первенства мира Илью Жибалова, ковер Б. Ковер Б. Те, кто смотрит ковер А, можете переключиться на ковер Б, посмотреть, как борется бронзовый призер первенства мира Илья Жибалов. На Кудуховском Ирабда, за бронзу. Так, на Кудуховском боролся, да? Ой, Я вот последний раз, ну, на кубке был, до кубка. Где боролся там? Вот я еще последние моменты за новостями борьбы, к сожалению, Ровно стал 14:00 состоится парад открытия. малоактивный. Всем участникам Ну, я думаю, сейчас приготовиться к параду в спортивной форме. Так, сейчас будет у нас парад открытия. Мы прервемся на небольшую рекламу. У нас какая будет реклама? Реклама будет у нас сегодня спортивных клубов. Еще раз напомню, у нас на сегодняшний момент так, удар. Так, врач. Врача. Нет. Хорошо, что не потребовался врач. На сегодняшний момент продолжу, у нас функционирует в нашей республике 4 действующих спортивных клуба, что со времен СССР после 90-х годов впервые такое у нас. Ну, здесь понятно, туше будет. Да, все-таки, что ни на есть, бронзовый призер первенства мира Илья Жибалов. Молодец. Так, Илья Жибалова, я думаю, скоро заберем куда-нибудь, в спортивный клуб куда-нибудь. Я думаю, сейчас будем с Батром Батовичем разговаривать. Обязательно нужно участие за какой-то спортивный клуб, так как, думаю, спортивные клубы будут заниматься оформлением содержания спортсменов. Я думаю, сами тренеры должны заинтересоваться. Ну, вы, я думаю, дорогие наши друзья, как вы считаете, вот когда начнется у нас войдет в систему спортивная, клубная система, вернее, когда начнет функционировать, думаю, что у нас будет намного интереснее зрелищные поединки, потому что спортсмены будут сами понимать, что они представляют не просто там какую-то шорку или дюшку, да, то, что уже приелось на самом деле, да, уже не интересно, кто где тренируется, там, с шор или с шор 10 или с шор 7. Я думаю, это реально уже неинтересно стало, потому что многие, даже я порой сижу и думаю, а в какой школе он тренируется? Вот намного интереснее, когда парень представляет какой-то спортивный клуб, да? Вот как вы думаете? Согласен. Поэтому я думаю, в Например, ближайшее... например, вот эти наши борцы, шор 10, например, шор 7, они там что получают? Они ничего не получают? Питание получают? Нет. Кормят их? Нет. Вообще. Нет. Сегодня у них элементарно экипировку они там получают, но они раз в год. Ну что экипировка? Экипировка на сегодняшнюю молодежь, тем более, знаете, да, что они все должны быть в подпитке нуждаться. Вот именно
если в будущем я так... Они тренируются там, получается. Ну, тренируются. Тренеры работают в этих школах. Поэтому, друзья, думаю, пишите комментарии, делитесь. Тоже интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, если клубная система у нас возобновится, намного будет интереснее, когда спортсмен будет представлять какой-то клуб. И у нас, я думаю, начнется тоже своего рода интрига такая. Начнется такая наши такие межкухонные войны за дележку наших талантливых спортсменов, что уже не одно десятилетие, как говорится, мы, ну, как говорят в хорошем смысле слова, еще раз повторюсь, конкуренция такая, потому что на самом деле это тоже большой труд, когда ты умеешь своего спортсмена не только содержать, да, вот, но и содержать имеется в виду финансировать выезды, ставить на питание, да, там, экипировать, какая-то там, я думаю, считаю, что важна вот зарплата вот спортсменам, вот именно их оплата труда, так в кавычках, да, скажем, стипендии может быть. Так, и, соответственно, какая-то мотивационная, чтобы спортсмен понимал, что он представляет лицо спортивного клуба, а то, что, скажем, навязывает спортивный клуб, в кавычках, конечно, навязывает, это стоит большого внимания. То есть должна быть ответственность. И Отсюда, наверное. я бы сказал, небольшая ответственность, а именно огромная ответственность. Потому что я давеча говорил, что нужно вводить в федерацию бинарный такси у нас сейчас. Сейчас я это скачаю просто. Так, ну все, я сейчас немножко прерываюсь, проголодался, тоже надо сходить перекусить. Так. Хорошенько хвораем. А там все занято, а? Так. Приехал. Идет хархит его. Не, нам догорало. Нету. Просто зарядка идет. А вот. Так, передача файла. А вот ритм 10, а. Так. Захя, думаю. Захя. Я. Ага. Так, минус выше. Сейчас еще найдется. Сейчас. Нет. Вот это второй. Ну, захяду. Ага. Так, схожу хочу. Все, ага. Наш юмор. Это песня. Плюсовка. Ну, микрофон просто будет в вариантах. Ну, уже все, голос там, все есть, уже запись. Все понятно. Долхов, короче. Все, более такую. Еще на вечер. А? Еще на вечер.
Сеттерт Халиун. Ага. Я хотела подать. Все. Счет встречи 6-4. Победа держал. Лоцкий Владислав, спортивная школа номер 9. Наград нам дает, чтобы дал, почему вам много работы. Теперь воду далеко. Губеев, Весна, спортивная школа номер 10. Майданов, Тимур, за счет получается договор. Тебе должны скинуть 2 минусовки. Скинули? Хороший хилогу. Ена музыка, фонограмма, юноды скачиваю один флешку, подключение ко мне. Видимо, зависшее вышло. Ну, барагу логу, хоромнугу, рухаяты. Заболо.
Действие победы взял Алексей Владимир Шевченко. Всем участникам готовиться на парад открытия. Всем участникам через 5 минут парад открытия. Спортивная форма.
Бекетова Держава, Майданов Тимур. Участникам парада строимся в коридоре за трибунами. Выходим сейчас. Выходим, все участники соревнования, выходим на построение. Все без исключения. Представители, обеспечьте явку своих спортсменов на парад.
Эмбриончик. Команду дадите, поставлю. И нет прекрасней спорта, как было здесь и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная каторга, и светит нам Ерыгина мечта. Мы знаем спорт, но мы не знаем словы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не космолы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Амуксин Кундакаэшет, Варидашет, Мутабачет. Добрый день! Мы рады приветствовать вас, гостей, участников первенства Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет памяти заслуженного тренера России Сидеева Валерия Мандракшевича. Организаторами турнира являются правительство Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Федерация спортивной борьбы Республики Бурятия, Государственное автономное учреждение Республики Бурятия, Дирекция спортивных сооружений. Партнеры нашего мероприятия: акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие», группа компаний «Титан», магазин «Спорт-лидер», сеть кафе «Шулутло», сеть кафе «Лимонад», магазин «Олимпиец», от общества с ограниченной ответственностью «Бурят-Месопром», Бурятское республиканское отделение общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», региональная общественная организация землячества уроженцев Кункинского района Республики Бурятия «Саяны», коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения «Галбайская основная общеобразовательная школа», жители села Галбай Кункинского района, также одноклассники сестры Валерия Мандракшевича Маргариты Дамбиевны, воспитанники Валерия Мандракшевича, родственники супруги Медыгмы Жанаевны и род Баласыты, родственники Валерия Мандракшевича. Наши информационные партнеры: телекомпания АТВ, радио МСМ, рекламная группа «Домино», радио «Баргузин ФМ», агентство рекламы Redbox, Бурят ТВ, медиахолдинг New Media Group, радио Бурят ФМ. Дорогие участники, дорогие зрители, разрешите рассказать несколько фактов из жизни и биографии Валерия Мандракшевича. Валерий Сидеев родился 1 сентября 1946 года в селе Галбай Кункинского района Республики Бурятия. После окончания средней школы поступил на физико-математический факультет Бурятского государственного педагогического института. Вернувшись в район, работал учителем математики в средней школе села Толтой. Был призван в ряды советской армии. Служба Валерия Сидеева проходила в Красноярском крае. Командование воинской части, узнав о спортивных успехах молодого солдата, назначило его ответственным за спортивную подготовку личного состава. Работа физургом пришлась по душе Валерию, и уже в армии он пришел к решению связать свою жизнь с тренерской работой. После службы в армии стал тренером-преподавателем по вольной борьбе в Кункинской детско-юношеской спортивной школе. Переехав в город Улан-Удэ, продолжил тренерскую работу в ДЮСШ номер 7. В 1976 году Валерий Сидеев был назначен
на должность старшего тренера-преподавателя по вольной борьбе. Работая детским тренером, Валерий Сидеев продолжил заниматься вольной борьбой, греко-римской и национальной борьбой, а также самбо. Он стал чемпионом и двукратным серебряным призером чемпионата Бурятии по вольной борьбе, призером чемпионата Бурятии по греко-римской борьбе, серебряным призером чемпионата Бурятии по самбо, много раз занимал призовые места на республиканских сурхарбанах. Валерий Сидеев воспитал десятки мастеров спорта СССР и России по различным видам борьбы, 5 мастеров спорта международного класса, 3 заслуженных мастера спорта России. Его ученики работают тренерами сборных команд России и Бурятии. 4 из них носят почетное звание «Заслуженный тренер России». Важное место в тренерской деятельности Валерия Мадракшевича занимала работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. Он подготовил победителей всемирных игр глухих, чемпионов Европы и мира. Подобные результаты значительны, так как дают надежду на полноценную жизнь и моральную поддержку многим и многим, страдающим от какого-либо недуга. Валерий Мадракшевич был знатоком бурятских обычаев и традиций, инициатором спортивного праздника Эры Гургун-Наден. В перечне наград за свой труд член Союза журналистов СССР и России, член АИПС, награжден знаком за заслуги перед журналистским обществом. Судья республиканской категории Валерий Мадракшевич особо выделяет благодарность Владимира Владимировича Путина за высокие спортивные достижения на 20-х сурдоолимпийских играх в Мельбурне в Австралии. Награды и звания Валерия Мадракшевича Сидеева. Заслуженный тренер России, заслуженный тренер Бурятии, заслуженный работник физической культуры Бурятии, почетный знак «Заслуга перед городом Улан-Удэ», почетный динамовец России, почетная грамота Министерства просвещения СССР, почетный знак «Отличник народного просвещения РСФСР». Друзья, давайте поаплодируем памяти нашего великого тренера Валерия Мадракшевича Сидеева. Приветствуем главную судейскую коллегию. Главный судья Бардаханов Владислав Валерьевич, судья первой категории Республика Бурятия. Главный секретарь Айдомова Марина Бальжанимаевна, судья первой категории Республика Бурятия. Открытие нашего мероприятия мы начнем с песни в исполнении Михаила Зурбанова, студента колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, на музыку Курбана Миранова, слова Гангичеметова «Закя дом». Сегодня для вас поет Михаил Зурбанов.
открытие нашего соревнования для приветствия участников турнира предоставляется заслуженному работнику физической культуры и спорта Российской Федерации, судье международной категории экстра-класса Цыбеклу Бакру Занабазаровичу. Уважаемые участники, родственники, воспитанники, семья. Я хочу сказать, что Валерий Мазаршевич уже 50 лет знал и знаю. В 1972 году познакомились далеком. Но историю рассказать тут уже, наверное, ведущий сказал его заслуги. Но я считаю, что он являлся великим тренером, педагогом и вообще воспитателем. Он вообще воспитывал ребят с нуля брал, с младших классов и доводил до вершины большого спорта. Вот. Я хочу все это пожелать ребятам, нынешним участникам, тоже достичь. Пусть на этой соревновании победит сильнейший. И вот в семье, вот мы с ними рядом жили в свое время, далеко 70-х, 80-х на элеваторе. И вот так время быстро летит. Ну вот в семье, вот мы жена нашей школы, разрешите преподнести корзину цветов. Это одна школа, где я работал, раньше все со дня основания школы. Кстати, на одном месте проработал более 40 лет, почти 50 лет. Спасибо. Спасибо вам, Бакр Занабазарович. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя Бурятского республиканского отделения общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Семенюк Андрею Валерьевичу. Добрый день, уважаемые участники, организаторы, судейский корпус. Лев Алексеевич точно был истинным динамовцем, поэтому «Динамо» всегда было у него на груди буквы «Д». И я думаю, что независимо от того, что он прославлял Республику Бурятия, но он всегда стремился к тому, чтобы динамовцы были всегда впереди. Поэтому я от Бурятского республиканского общества «Динамо» всех поздравляю с этим замечательным турниром. Хотел бы пожелать, наверное, в том числе участникам только побед, ну а в качестве небольших призов победителям будут еще и динамовские футболки с атрибутикой общества «Динамо». Спасибо. Спасибо, мы благодарим вас. Поступило приветственное слово от Галбайской основной общеобразовательной школы. Валерий Мазаршевич Сидеев, человек, который очень сильно любил свою малую родину. Это выражалось в том, что он каждый год приезжал в родную Галбайскую школу, устраивал различные турниры по вольной борьбе, так и по национальной. Эры Гурбан Надам. Кроме этого, устраивал олимпиады по математике, будучи сам учителем математики по профессии, конкурсы сочинений. Привозил огромные коробки с призами, кубками, медалями, вымпелами, денежные призы. Наши дети с нетерпением ждали его приезда. Откуда он все это брал? Это его неустанная работа по поддержке детского спорта в родной деревне. Устраивал борьбу на снегу, на траве и даже просто в актовом зале, в то время, когда не работал спортзал. Итогом этих вовлечений в спорт стало то, что сегодня у нас работает секция вольной борьбы, возрождается былая слава Галбая, имеющая много спортсменов-борцов. Выпускники после 9 класса, выезжающие для продолжения обучения, занимаются борьбой в других учебных заведениях. Мы, коллектив школы, горячо его поддерживали. Таких людей, как Валерий Мазаршевич, очень и очень мало. Помним, гордимся, что работали с ним. На первенстве Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров в памяти нашего прославленного земляка, заслуженного тренера Российской Федерации Валерия Мазаршевича Сидеева, мы хотим оказать поддержку в виде денежных средств для награждения победителей в каком-либо весе. Директор школы Дарья Матвеевна Манзаракшеева. Слово предоставляется председателю региональной общественной организации «Землячество уроженцев Тункинского района Республики Бурятия Саяны» Баиру Борисовичу Турбянову. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые организаторы, земляки.
Позвольте от нашего землячества Саяны, Туркинского района Саяны, горячо поприветствовать организаторов и участников этого состязания. Мы, конечно же, Валерий Назаршевич, очень все мы команды пришли Совета землячества, часть нашей команды многочисленной. Хотим сказать спасибо, что память о нашем великом земляке сохраняется, транслируется. Такая большая работа проводится по увековечению его памяти. И хотим сказать, что вот Валерий Назаршевич Фадеев был не только знаменитым тренером, талантливым журналистом, он был активнейшим членом нашего землячества. Многие наши мероприятия, которые до сих пор проводятся, это детище именно его, Валерия Назаршевича. Он многие годы был членом нашего землячества, возглавлял различные оргкомитеты по проведению различного рода мероприятий. И самое главное, самое ценное, что он пропагандировал и нас настраивал, молодежь, это то, что все мероприятия проводились не только здесь, он старался, чтобы мероприятия проходили на нашей малой родине, привозил туда, организовывал поездки наших земляков, не только туркинцев, но и других наших граждан, которые, конечно же, имели большое значение для подрастающего поколения, различные соревнования, различные конкурсы и так далее. Поэтому мы горячо, сердечно благодарим организаторов, коллег Валерия Назаршевича, что вот это мероприятие сегодня проходит. Мы хотим от землячества сказать огромное спасибо и хотим поприветствовать Бекму Жанаеву, сына Баира Валерьевича, и вручить небольшие наши символические подарки. Конечно же, землячество не могло оказаться в стороне. Мы небольшую финансовую помощь для сегодняшнего состязания. Вообще, Галбайская земля, село Галбай, конечно же, очень взрастило много талантливых людей. Мы вот недели две назад буквально провели конкурс молодых вокалистов в памяти нашей заслуженной артистки России, солистки театра оперы и балета, тоже уроженки села Галбай, Елены Гамбоевны Шараевой. Поэтому я хочу здесь публично еще раз сказать всем спасибо нашим коллегам, нашим землякам, которые помогли. Здесь присутствуют одноклассники Елены Гамбоевны Шараевой, которые оказали тоже финансовую помощь. Представитель, пожалуйста, я хочу вам вручить благодарственное письмо от оргкомитета. Может, кто-то подойдет сюда, пожалуйста, на сцену. Светлана Аюшевна Дамбаева, мы приглашаем вас пройти вот сюда для вручения вам благодарственного письма от имени землячества уроженцев Тункинского района Саяны. Светлана Аюшевна Дамбаева. Вышла, да? Идет. Желаем спортсменам сегодня победы, желаем всем здоровья, благополучия и пусть победит сильнейший. С праздником, друзья! Спасибо, Валерий Борисович. Слово для приветствия предоставляется заслуженному мастеру спорта, четырехкратному чемпиону всемирных игр глухих, призеру сурдо-олимпийских игр, воспитаннику Валерия Назаршевича Захряпину Андрею Борисовичу. Отменим Олега. Когда я пришел в «Динамо» в 1989 году, пришел стать нашим тренером Валерием Назаршевичем. Он принял на договор «Динамо». И занимался до сих пор.
в это время занимаются школьные годы. После школы начинают работать. И мне кажется, наверное, трудно бороться, потому что они мастеры просто высокого класса. Я это не важно. И просили тренера Валерия Мандракеевича. Что тактику будет делать? Я не могу бороться тактику. Не могу повидать мастером спорта. А тренер так сказал, что надо много заниматься, надо каждый день заниматься, тогда бы мастер. Как и люди, не называется. Я признал, что доверяю тренеру. Не вы потеряли. Не знаю, придется заниматься, вот так получил мастером спорта России. Не потеряли, это Благодаря тренера, который воспитывал там. И мы останемся по зубам, я там глухой спорт. Благодаря за все. Спасибо Валерию Макаревичу, который меня накрыл. Екатерина Васильевна Тимурова не смогла приехать сюда, что она заболела. Я хотел передать турниру Валерию Мандракеевичу. Никого? Да, двоюродная, поздравить Валерия Мандракеевича, супруга Марию. А что, может, лучше лишь? Желаем всем спортсменам, чтобы не было травм. Удачи всем! Мы благодарим вас, Андрей Борисович. Микрофон передаем супруге и сыну Валерия Мазракшевича, Бадыгме Жанаевне и Баиру Валерьевичу Сыдеевым. Здравствуйте все, родные, тренеры, кто работал вместе с Валерием Мазракшевичем. Всех я поздравляю вас с этим днем. Конечно, если бы жил бы Валерий Мазракшевич, был бы, конечно, очень хорошо. Но болезнь не спрашивает, когда унесет. Но он, когда работал, был весь в работе. С маленькими детьми занимался, когда жил в Галбае. Но к этому борьбе привел его преподаватель Немас Асорович Ивахинов. Они в Галбае там, когда начали тренироваться, у них мат был из соломы. Например, в маленьком домике из соломы делали маты, и они там кувыркались. И это, видимо, было начало для его призвания. Потом он работал в Кырене, в детской спортивной школе, там, а потом переехал в город, проработал в спортивной школе номер 7. И в «Динамо» работал, как вы говорили, да, он был очень ярый «Динамо». Всегда говорил, мы «Динамовцы». Он был, конечно, он очень много, у него учеников. И все благодарны ему.
И мы благодарны семье, что вы все помните его, все его достижения, успехи, вся его работа его учеников. Здесь я вижу очень много его учеников, которые были учениками. Они теперь все взрослые, усадили свои дети. Спасибо вам, что вы помните его, пусть останется в ваших сердцах. А молодым я желаю, чтобы боролись, достигали успехов, и пусть победит сильнейший. Уважаемые зрители, тренеры, спортсмены, родственники, коллеги, я очень рад, что мы проводим такой турнир в памяти моего отца, заслуженного тренера Садеева Валерия Андрашевича. Хочу вам, участникам, пожелать, чтобы вы достигли больших успехов в спорте и в жизни, тренерам, хороших учеников, результативной работы, зрителям, ярких схваток, чтобы участники показали вам хорошую борьбу. Ну и спасибо всем, кто помогал в этом турнире, оргкомитету Федерации борьбы и всем, кто показал большую помощь в этом турнире. Спасибо. Спасибо вам, уважаемый Валерий Валерьевич. Слово для приветствия представляется старшему тренеру сборной команды Республики Бурятия по волейболу среди молодежи, мастеру спорта международного класса Батру Батоевичу Базарову. Добрый день, уважаемые родственники, спортсмены, зрители. Хочу поздравить с открытием турнира и хочу поблагодарить сына Валерия Валерьевича, всем родственникам за организацию турнира, всем спортсменам. Хочу сказать, данный турнир у нас является отборочным. По результатам первенства у нас формируется сборная команда республики для участия на первенство ГФО, которое у нас пройдет 20 февраля в городе Якутск. Ребятам пожелаю хорошей, красивой борьбы и пусть победит сильнейший. Спасибо, Батыр Батоевич. Мы приглашаем для приветствия главного судью соревнований Бардаханова Владислава Валерьевича. Уважаемые спортсмены, зрители, тренеры, организационный комитет. Сейчас объявлю дальнейший регламент соревнований. Пройдут на 2 коврах предварительные поединки, затем утешительные схватки, полуфинальные, вернее, схватки, утешительные схватки и финалы. Финальные схватки пройдут на 1 ковре. Спасибо. Спасибо, Владислав Валерьевич. На сцену приглашается студентка колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского Салмык Дамшаева с музыкальной композицией на бурятском народном инструменте «Морин-Фур».
Сулмек Дамшаева. Право открыть соревнование предоставляется старшему тренеру сборной команды Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров Батыру Батуевичу Базарову. Первенство республики до 24 лет памяти заслуженного тренера России Сидею Валерия Мадакшевича считать открытым. Уважаемые почетные гости и судейская коллегия, просим вас занять свои места на трибуне. Судье при участниках увести парад. Звучит гимн Республики Бурятия. Уважаемые почетные гости и судейская коллегия, еще раз просим вас занять свои места на трибуне. Судье при участниках увести парад. Пожелаем участникам первенства Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет памяти заслуженного тренера России Сидеева Валерия Мадакшевича удачи и пусть победит сильнейший. Сылмык Бурятия Пыхна, Сидев Лужин Бентегера, Ундыр Ихвихте Балажа, Ургуних Стрежите Балажа, Олун Нихар Ябажа, Арут Зоно Бодердержа, Амур Боды Ябахайне, Высыродзе. Пучков Сергей Овчаров. Бендов Байташин. Ну, мне, я просто...
Батыр Чепетович. Тедеев Пекевич. Hasan Hocam. Чанкуров Баир, Пучко Сергей. Приготовиться. Бандуй Баир, Шездимай Валдар. Весовая категория 70 килограммов. Борьба за выход в финал. Жидзимай Исаил Аршон. Куприянов Дмитрий, спортивный школ номер 7. Приглашайтесь на КВР. Приготовиться Жалкою Бурган Аршон. Цикложа Пулбатова, спортивный клуб Олимпийский. Что, покой хранится он куда? شوفوا قبله سبق شو ناحية كنت سجن شو Батыр Дмитриевич, приглашение приглашайтесь. Займите свое рабочее место. Да. Все так это реагируют. А что, покой ты где? Жидзимаев Исаил Аршон. Куприянов Дмитрий, спортивная школа номер 7. Борьба за выход в финал. Весовая категория 70 килограммов.
Если подвязать кустов Сергей Исус. Поэтому Сергей Исус начинает Аллах. Амар спорт был. А он такой ушел, думает, балла, там 2 балла. Ну, вода уже. Тоже так. Замечание сделали, и будешь спорить. Ермолаев Константин. Сергей Константин. Венчели Владимир. Ногу освободи! Борис. Бал, предупреждение дай. Бал, нет крови. Что, правильно сделал, сломал.
Риска Субтитры Державы. Борис. Есть что-то национального слава. Нормальная такая. Приготовиться. Рекомендация комитет. Немчелин Владимир. Здрасте. Ой, здрасте. Секундант Дима. Готов стоять. Дима, балл возьмешь. Балл не решает. Не спасет. 2, 1. А, проигрывает, да? Конечно. 2 надо ему. Минимум 2. Дима, пройди. Проходи, 2 балла надо. Проходи. Проигрываешь. Встречи 4-4. По качеству выиграл борец красных трико Жирзумаева. Саяна вышел в финал. Жансой Бурмед решен. Сержан Фупатов спортивный клуб Олимпийц. Решается такая борьба за выход в финал. Шор 7 нет, есть? Нет. Там эти не твои же? А, тоже. После этой встречи приготовился вес 74 килограмма. Возглавил Максим Маршор, Сухой Игорь, спортивный школ номер 10. Ара, выше наоборот, право игра. Хотите вы? Риска Субтитры Державы. Национального слава. Ренджан Комитет. Немчелин Владимир. Исхия боевышта хотите выше. Батыр хотите вы видели? Тетя вы? Тульчи. Спасибо. Хотите вы? Слышь, Батыр? Забегал. Хывиным. Боевышта Батыр. От себя дошым омға. Мүктіктері оны. На колени падай. Забегал ищи. Чекай, забегал где? Чекай, забегал ищи.
Солдат его. Odan naglar iri, naglar, odan iri. Naglar. Tulchi. Tulchi istemedim, tulchi. Şıtkı şimdi. Üretmedi, şimdi izliyor. Маленьких много. Хилы сразу. Победа сделала преимущество одержала Жанцу и Бургакашов. Вышел в финал веса 70 килограммов. Весовая категория 74 килограмма. Доржиев Максим, Мишеев Гопсан. Да, Игорь, следующий красный. Доржиев Максим Мишеев, Мишеев Гопсан, Мишеев, получается такая.
Приготовиться к бою с номер 10. Цигиев Амгалал, номер 10. Здравствуйте еще раз, дорогие наши телезрители. Вновь продолжаем трансляцию с комментариями. С вашими. Так вот, читаю комментарии, почему так мало ребят. Сейчас, не выдержали ребята, видимо. Сейчас я посмотрю, сейчас я маленько. Так, в Якутии Шадапов боролся. Владимир Шанходоев, Якутия Имшанова. Рыгзинов Саян. Ой, Роберт Рыгзинов Саян, да. Сейчас вот как раз смотрели схватку тоже. Видели, наверное. Сейчас вот борется. Началась схватка между так, Максим, знаю, вот представляете, Максим Ржиев, Лупсан Ишеев. Так, ну здесь трудно сказать, кто выиграет, но думаю, Лупсан должен выиграть. Несмотря на то, что проигрывает пока 1-0. На том ковре у нас Циринжапов, Валентинов, затяжная схватка у них. Там спор был, спорили. Ну, в итоге отдали 2 балла Дамдину Циринжапову. И вот остается. Сейчас я ковер. Опа, здесь смотрите, какая завязка интересная. Так, оба. На обеих коврах идет неплохие встречи. Вот смотрите, сейчас на ковре А снова у нас челлендж. Снова челлендж. И будут оспаривать. Счет 6-6 закончился, и Владимир. Так, Владимир, забываю как Володя. Володя. Якобы выиграл по качеству. Сейчас посмотрим, там челлендж бросили на ковре А. Так, а там у нас получается, что, Ишеев проиграл, да? Проиграл. Вот видите, Ишеев проиграл. Но здесь на ковре Б у нас неравная встреча, я так полагаю. Каким счетом? 10-0, да? Как думаешь? 11-0. А что? Камера есть? А вот он показывает камеру. Здесь она, не знаю, прямой эфир этого болотца, кто его спрашивает. Так, до сих пор спорят на ковре А. Я думаю, придут к общему умозаключению и выявят
победителя. Да, Владимир Венчинов выигрывает. Челлендж проигран. Счет 6-7. На ковре Б у нас борется Упхоев Игорь и Цидеев Амгалан. Ну, как сейчас давеча говорил, схватка, я думаю, неравная, так как Игорь Упхоев очень опытный спортсмен, тем более порядком старше своего оппонента на 3 года примерно. Ванчик Церенжапов боролся, я не знаю, такого не знаю спортсмена. Вот видите, как кошка с мышкой, просто играет. Оп, проход ноги, перехват. Так, ну здесь понятно 2 балла, счет 2-0, хотя дали замечание Игорю Упхоеву изначально 30 секунд за пассивное ведение борьбы. Тут я читаю комментарии, это у меня только одного... видимо, видео зависло, да? Ковер в эфир остановился. Сейчас вроде показывает. Ну да, пободрее, конечно, выглядел. Но тут он просто, видите, тут психологический фактор такой. Он просто понимает, что здесь в его весе... Так, а вес какой у нас? 70 килограммов. Можно сказать, ему тут... нет, 74 килограмма. Ну, ему здесь, я не знаю, кто может противостоять. Не вижу пока. Вот Дугаржапов, Церен разве только что. Дугаржапов. Ну, вот в этом весе он считается фаворитом. Спортсмены отправляются на заслуженный отдых. Счет 3-0. Ну, как раз сейчас второй период. Посмотрим. Ишинимаев. А тут Ишинимаев у нас, по-моему, не борется. Не вижу его в списках. Нету его. Не знаю почему. Ишинимаева нет. Ну да, хотя Ишинимаев, конечно бы, они вот на прошлых соревнованиях прямо ноздря в ноздрю шли бок о бок. Схватка была равная. Но Ишинимаев Тамир, конечно, тоже вот один из одаренных наших сыновей нашей необъятной родины. Вся надежда на них. Я даже могу перечислить, по моему мнению, то есть по версии, я всегда говорю, по версии нашего спортивного клуба СК Хабой, кого мы считаем самых одаренных спортсменов нашей республики, не считая девочек. Вся надежда, потому что девочки и так уже, я думаю, стали уже всем доказывать, что они лучше у нас в республике по результатам. Взять Иру Алагонову. Сейчас с ней работает Андрей Бузин. Конечно, Иру Алагонову принимало очень много участия тренеров.
зная такого замечательного тренера, как Александр Будаевич Гармаев, который очень большие вложения внес в женскую борьбу, вот именно на истоках. Большая заслуга. Поэтому результат по женщинам у нас все-таки доминирует. Буян Цремнов, к сожалению, тоже не борется. Я вроде бы так понял, да, не борется. Очень много у нас первых номеров. Бадиев Тумен тоже, по-моему, не борется. Они. Я вот не понял, по какой причине. Сейчас у нас все соревнования, короче, будут проходить через реестр, вот, правильно. И, видимо, там какие-то были уже моменты такие, что в документациях, ну, вот именно по документам многих спортсменов, видимо, непорядок в доках. И очень многих, я вот сейчас смотрю на списки, не очень многих, но порядком не допустили. 57 килограммов, тут вообще черный у нас список. Тут. Ну, я думаю, тут Баяндуев выиграет спокойненько всех. Поэтому так. Интересный случай. Ну, если говорить о Ананде Дашиеву, тут спрашивают. Ананда Дашиев у нас, к сожалению, тоже не борется, так как получил, дай бог, несерьезную травму. Сейчас у него колено, как я еще давеча говорил, парень докрутился. Получил, сначала началось все с микротравмы, такой небольшой хруст. В Кызыле на чемпионате России боролись. Ну и потихонечку, знаете, все добавлялось, и схватка у нас сыграла, именно та злополучная схватка сыграла свою роль. Она выбила нашего мирмидонца из строя. Тердени Вахинов нет, не борется, я его не видел. Еще раз повторюсь, очень много спортсменов у нас тут не борется. Ну, что говорить, если честно, это, я бы сказал, слабенькая республика, самая слабая на моей памяти. Очень многих первых номеров нету. Еще раз говорил. Так, Батар Дашиев. Хымблетриш Батар Дашиев. Да, конечно, в смысле, как наоборот. Я что-то против говорю. Я как раз про это и говорю, чтобы все боролись через соревнования, опыт и какая-то практика. Тут с вами полностью я согласен. Тут, видимо, может быть, не так друг друга поняли. Но республика слабоватенькая, конечно. Ввиду того, что у нас многих фаворитов не хватает, то есть не принимают участие. Но я думаю, ничего страшного, это как бы своего рода польза для молодых, менее опытных спортсменов, которые войдут уже в сборную. То есть, видите, здесь как получается, вот если фаворит, допустим, не борется, или даже несколько, да, фаворитов, то они, грубо говоря, открывают дорогу более своим, менее, вернее, слабеньким своим оппонентам, тем самым закрепляет их в состав сборной команды.
А сборная команда у нас, чтобы войти в сборную команду, это уже своего рода хороший результат. То есть спортсмен в первую очередь, конечно, он заряжается психологически заряжается. Это для него стимул, вдохновение, мотивация, что он вошел в сборную. Ну, это примерно, знаете, как примерно, вот что за чемпионат мира без команды России? Многие же говорят, чемпионат мира прошел, сборная России не участвовала. Соответственно, чемпионат мира как бы не называет его чемпионатом мира, слабеньким очень чемпионатом мира. Вот здесь то же самое примерно происходит. То, что спортсменов наших лидеров многие не участвуют, и тем самым они открывают дорогу своим же ребятам. Есть свои плюсы. Да, конечно, помню, как же не помнить-то. Трибуны тогда проходило все в КСК ЗММК. Трибуны были забиты до отказа. До отказа были забиты. Помню вот этот рев, гул, когда вот ушли. Там практически каждые схватки были вообще, знаете, заруба была просто какая-то. Каждая схватка была зрелищная. Поэтому у нас очень часто, я помню, соревнования затягивались до самого вечера, до самого позднего вечера. Ну, знаете, что радует? То, что мы дарили зрителям всю красоту, зрелищность нашего совершенного вида спорта. Еще раз повторюсь, под названием «Вольная борьба». Очень рад, что у нас остались наши поклонники, которые по сей день продолжают следить за нашими ребятами, верят в них. Ну, как говорится, спасибо вам. Так, на ковре Б у нас борются Сирен Дугаржапов, спортсмен, тоже один из одаренных спортсменов. Борется Доржиев Илья, по-моему. Да, Доржиев Илья. Доржиев Илья Эршор. Оба спортсмена представляют республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва. Так, на ковре А там была заминка. Вот рычаг Милзы сейчас спортсмен проведет. А нет, просто переворот. Хотя можно было рычаг сделать. Ну, каждый спортсмен. Счет, да, закончился. Не счет, время закончилось, и спортсмен в синем трико выигрывает со счетом 10-6. Я думаю, Сирен Дугаржапов выиграет эту схватку. Весовая категория 74 килограмма. Каркунов Жамсаран проиграл сейчас. Вернее, не сейчас, до открытия проиграл Домбаеву Бато. Я там комментировал. Я думаю, Болот сохранит все эти записи. Там очень интересная такая принципиальная схватка. Именно принципиальная для меня была. Мне хотелось посмотреть, кто как тренируется и кто как набрал. То есть эти два спортсмена тренировались раньше в нашем спортивном клубе. Ну, ввиду наших таких внутрисемейно-спортивных отношений у нас там, как говорится, мы расстались со своими спортсменами. Но сейчас, как говорится, не унываем, идем дальше. Сейчас в будущем
Думаю, будем набирать. Байсхалонов тоже не борется. Потому что он, по-моему, по возрасту не проходит уже. Байсхалонов Булат 98-го года. Да, они не борются. Потому что тут, по-моему, самый крайний срок 2000 год. Или даже 99 год. 2000. Нет, 99 год, по-моему, крайний. Так, он на ковре. А, сейчас вышел Ганжапов, Беликто. Так, интересная схватка, неинтересная. Интересная, неинтересная. Дамдинов vs Ганжапов. Честно говоря, не знаю, кто из них выиграет. Ну, Беликто Ганжапов синим трико, думаю, должен выиграть. Так, Цирен Ганжапов берет нового на ковре Б. Гоняет, 2 балла забирает. Счет 5-0. Ковер А. Поверните на ковер А. Тут ковер А разве не показывает, что ли? Там должен показывать ковер А. Должен показывать. Так, эфир. Ну, у меня тут показывает, что вот ковер А, вижу, показывает. Все, Дугаржапов Цирен выигрывает чисто технически. И проходим финал, мне кажется, да. А, нет, пардон. Будет дальше бороться в 1-2. 1-2 финала. Циден, наверное. Я ту схватку не видел. Весовая категория 79 килограммов. Так, 79 килограммов. Вальжинимаев Арсенал, прошу. Приготовиться. Дамбаев готов, что? Купинов за ректорский стол номер 9. Будет бороться за третье место. Поэтому решается Гармаев, Кричен и Майя Беликто. — 79 килограммов. Циренжапов vs Бальжинимаев. Циренжапов в красном трико, Бальжинимаев в синем. Гармаев, Кричен. На ковре А у нас вот как раз Беликто Немаев. Так, интересная схватка, думаю, там будет Гармаев vs Немаев. Ну, 2 спортсмена очень хорошо себя знают. Тренируются в одном клубе. Вернее, в одной организации, у одного тренера. И поэтому борьба такая будет.
Так, здесь спрашивают, кто комментирует. Григорий Николаевич Кожевников. Главный тренер спортивного клуба СК Хабой. Качество тут он показывает, я вот тоже параллельно в YouTube вышел, что-то мне маленько не нравится качество, не знаю, с чем это связано. Мутновато, может быть, у меня тут сеть плохо ловит. В принципе, подскажите, пожалуйста, как вообще качество прямого эфира на YouTube у болота Цактоева, борцы Бурятии. Всегда привык уже говорить, что болот Цактоев, борцы Бурятии. Болот Цактоев был один из основателей паблика «Борцы Бурятии» в Инстаграме вместе с Барадием Булатовым и Павлом Сариным. Три человека, совершенно далекие от борьбы, решили завести аккаунт в Инстаграме. Ну, я думаю, многие из вас знают, что борцы Бурятии, которые на паблик в аккаунте имеют очень большую лояльность, очень много подписчиков, так как они одни из первых начали освещать наши новости, ну то есть вообще в республику, как у нас борьба вообще развивается в республике. Так что вот так вот, дорогие наши друзья, на ковре Максим Судаков, прямо видно, я вот как бы свидетель того, что как этот парень развивается. Вот буквально год назад смотрел, как он схватки делает, как борется. Были моменты, где-то ошибался, но сейчас просто видя, как он сейчас выиграл Кирилла Ирхитуева. В принципе, очень даже неплохо. Уходит с Хаптагаевым. Судаков Хаптагаев. Ну, я думаю, выиграет. Конечно, выиграет. Сейчас в таком своего по пути к своему Эвересту Максим набирает стремительные обороты. Дай бог, чтобы он дальше пошел. Спасибо большое, но, к сожалению, это не мой канал, это, вернее, не то, что к сожалению. Ой, видели, да, какой бросок? Аккуратно. У меня почему-то привычка в последнее время появилась, я знаю, что она плохая привычка, почему-то говорить к сожалению. Все пытаюсь измениться, конечно. Сразу, если я ошибаюсь, сразу же тут же себя поправляю. И это не мой аккаунт, это болото Цактоева. Поэтому вот я заинтересован, чтобы болото Цактоева аккаунт развивался, паблик, чтобы как можно больше наших друзей, земляков, болельщиков, родственников все наблюдали. Потому что в наше непростое время, вы сами знаете, не каждого есть возможность прийти на соревнования и поболеть за своих ребят. Вот и Болот открыл канал и освещает, чтобы была возможность у вас посмотреть, как борются наши борцы именно в реальном времени.
Дальше на ковер А выходит Ирхитуев. Вижу, Ирхитуев Кирилл сейчас выйдет. Пока фамилию не написали. Сейчас через свои очки смотрю. Напрягаю зрение. Пытаюсь разглядеть. Ух ты, смотрите, одна из центральных встреч, я думаю, тоже Буинтош Адапов. Буинтош Адапов, у них там круговая система, я так понял. Каждый с каждым борется. Ну, это, по-моему, я вот точно сейчас боюсь ошибиться. 86 килограммов сейчас, подождите. 86 килограммов. Так, схватка началась, смотрим, дорогие наши болельщики. Да, у них 4 человека, они все друг друга борются. Так, ну здесь, я думаю, более опытный, конечно, Буинто Шадапов. Ну а на ковре А, вернее на ковре Б выиграл Церенжапов. Принимаем Арсенал Ашот. Вышел в финал 279 килограммов. Поправка. Церенжапов Чингис Ашот. Вышел в финал 279 килограммов. Ламбаев Бато Ашот. Уфимов Заректор спортивной школы номер 9. Борьба второй финал 279 килограммов. Вот, интересная встреча на ковре Б. Посмотрите, тут После этой встречи приготовить вес. мой бывший мирмидонец борется, Дамбаев Бато, экс-мирмидонец. Сейчас модно стало все называть бывшим словом экс. Ну там, конечно, жестко начал Ухинов. Баршоев Борис Эрдон, Римчинов Алдар, школа номер 15, приготовиться. Ухинов Зарикто. На табло видите счет 4-0. Так, нет, поправка 2 дадут, 2, да. Несмотря на то, что арбитр посчитал, что был 4-бальный бросок, оба судьи посчитали, что нет. Было 2 балла. Так, завязка интересная на ковре Б. Ну, на ковре А у нас борцы отправляются по своим углам на 30-секундный отдых. Счет 2-0 по-прежнему на ковре Б. Тамбаев vs Ухинов. $4-0. Ухинов Зарикто. Кто не знает, не знаю, можете меня поправить. Ухинов Зарикто по национальной борьбе в этом году уронил нашего прославленного чижа Балдана Цижипова. Слышали, не слышали?
Я когда узнал про это, я был просто удивлен. Ну, как можно Балдана уронить? То есть имеется в виду, Дариктович считается мухачом, то есть легкий вес по сравнению с Балданом. Вот по националке, говорят, уронил его, хотя нигде это не транслировалось. Может быть, меня обманули? Подскажите, кто знает, нет? Чистый вес делает. Я вот это понять не могу, как понять, чистый вес делает. То есть допуска тут нету. Это официальные соревнования. На официальных соревнованиях у нас не бывает допуска. Так, там у нас счет 3-0. Буинто выигрывает пока на ковре А. 2 минуты бороться борцам. Ох ты, вот смотрите, тут, оказывается, да, я думаю, честно говоря, шутка это была, но я вот не понимаю, почему это видео, как говорят, не распространился, как вирус, потому что такие моменты-то, они же зрелищные, представляете, да, видео выложить даже на нашем аккаунте у Болота в Ютубе. Как Балдан проигрывает. Ну это на самом деле кульминация. Я бы сам посмотрел бы на это. Так. Тут интересно. 2-4. Счет 4-2. Дамбаев Батошка у нас взял 2 балла. Ну, Буинто там, я думаю, должен выиграть. Счет 3-0, до конца там 35 секунд. Тут строго не судите, я тут успеваю 2 ковра комментировать. Никто не то, что никто не хочет, попросили, просто хотелось бы, конечно, чтобы не только я принимал участие, но и наши тренеры. Тоже интересно же мнение экспертов тренерского штаба нашей Бурятии, посмотреть, как это все, как они все это видят со своего угла зрения, у каждого своя точка зрения. Я вот то, что вам говорю, комментирую, это все только лишь мое зрение, поэтому я ни за кого стараюсь не говорить. Да, здесь чем дальше финал, конечно, становятся зрелищные поединки. 6-4, видите, так. 5 секунд, 4-0 Буинто Шадапов выигрывает. Да, 4-0 Буинто Шадапов выигрывает очередной круг. Смотрите, 4-бальный бросок сделал, а? О, такие эмоции. Батошка молодец. Молодец, Батошка. Я говорю, у каждого приходит звездный час. Потому что у Бато был период, тяжелый период, когда он соревнование за соревнованием терпел поражение. Ну и все-таки приходят эти минуты славы. Молодец, Бато. Поздравляю его. Экс-мирмидонец
спортивного клуба «Хабой». Очень рад, знаете, когда вкладываешь какую-то частичку спортсмена, даже несмотря на то, что, как сказать-то, он уже не присутствует в нашем клубе, но тем не менее дальше продвигается, двигается вперед. Радует, конечно, когда ты принимаешь участие в становлении чемпионов. Так, а тут у нас вышел Боря Баршуев. Борис Баршуев, я думаю, выиграет также. Я уже, честно говоря, немножко устал прогнозировать. На том ковре у нас Илья Жибалов. Ну, я думаю, шансов там не даст тоже. Быстренько. Ох ты, хотя... Нет, конечно. Ну, Илья же опытный спортсмен. Как-никак призер первенства мира. Все, 10-0. 12-0 даже. На Боря здесь отдает 2 балла. Счет 4-2. Смотрим схватку на ковре Б. Баршуев ВС. Так, фамилию я не вижу. 65 килограммов. Ренчинов Алдар. Руководитель ковра Б Александр Будаевич Гармаев. Арбитр Пато Чимитович. Боковой судья, молодой парень. Циден Элбекович. Александр Будаевич здесь подсказывает. Счет 10-3. У Болота есть это видео на ютубе, что ли? А почему я не видел это видео? Надо срочно мне скачать это видео, как Балдан падает по национальной борьбе. Где? Вот Болот как раз подошел, а по националке Ухинов выигрывал когда. А, да, было. А есть ты такое видео. выкладывал, да, видео? Я, по-моему, выкладывал. Выкладывал, да, а я почему без Индыхарал был? И он, да, в районе какой-то мероприятие было. В Тельгинском районе, говорят. Че как уронил? Было такое. Сейчас Болот вам расскажет подробно. Я, честно, где-то... Победу первым преимущественно держал Баршуев. Ой, Зорик Ухинова видел. С Кушаков началось или как? Без Кушаков, да? Так, Боря Баршуев, да, он переехал в Улан-Удэ, что для нас, что для меня вот лично вот было большое удивление, так как спортсмен у нас тренировался в Байкал-арене, сейчас переехал сюда. 74 килограмма. Пока не знаю, честно, по какой причине, потому что в Иркутской области борьба вроде бы набирает обороты. У нас, казалось бы, тоже набирает. Ну, лично мое мнение, конечно, оно у нас немножко пока как бы в таком состоянии ожидания, когда мы начнем двигаться вперед, так как у нас результативность пока желает лучшего. Ну, я думаю, во главе нашего старшего тренера
Батора Батоевича Базарова, старшего тренера среди юношей Нима Эрдем Баирича Нимаева, Хамте Сукта, я думаю, Худулхудил. Амармандей, Жаргал Ягдуев, Сэмбайно. Так, у нас здесь борется Толстиков, Бубеев в красном, Толстиков в синем. Ну, Толстиков выиграет, я думаю. Тренируется, потому что под руководством легендарного нашего тренера Валерия Николаевича Иванова. Чисто техническая победа за 1 минуту 17 секунд. Преимущество одержал Толстиков Руслан, школа номер 9. Ну что сказать, перешли мы опять на ковер. Весовая категория 74 килограмма. Так, тут подошел экс-директор спортивного клуба СК Хабой Александра Владимировна Кожевникова. Александра Владимировна, Добрый день. ваша оценка по 5-бальной шкале по организаторству, по проведению организаторства турнира памяти Валерия Мандрашевича Сидеева. Ну, на мой взгляд, все проходит очень хорошо, на высоком организационном уровне. Единственное, в этот раз у нас участников меньше в связи с тем, что много спортсменов простыло. Заболели, простыли, я уже давеча говорил. Да, вышли из строя. А так, в принципе, все хорошо, подключились все на всех уровнях, по максимуму вложились в первенство памяти нашего заслуженного тренера Российской Федерации. И министерство большую работу проделало, и Федерация борьбы, и семья, и спортивная школа Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мандрашевича Сидеева. Так что, ну, конечно, все очень хорошо, достойно проходит. Спасибо большое. Тут нам передают привет, я так понял, из Дагестана, то есть не Дагестана, из Кавказа. Махмуд Мамедов. Привет, как там конкуренция? Мало, да? О, Махмуд, к сожалению, пока, да, маленько мало, чуть-чуть. Но зато, я думаю, сейчас у нас со зрителями здесь. Нет зрителей. Почему? Есть зрители, просто тут у нас правый бок не берет. Камера у нас маленько. Если туда дальше промелькнуть, сейчас я быстренько крутану, видите, вот там зрители дальше сидят. Вот дальше камера не поворачивается, там еще зрители. Но в принципе нормально, я думаю. Махмуд, ты с какого района там? Дагестан, Осетия? Как приятно, когда с Кавказа смотрят за нашими спортсменами. Так, ну борьба продолжается. 8-0. Упхоев, конечно, выиграет вот безоговорочную. За минуту 6. 4:06 я хотел сказать. Ага. Вот видите, как угадал. 4:06 было на табло. Ирина Иванова. Со зрителями у нас все равно получше стало. Если брать предыдущие года, ну, предыдущие года, если брать, то я думаю, у нас все-таки есть продвижение в плане зрителей. Немного, конечно, но все равно есть. Самое главное, что сдвинулись с мертвой точки. Но сейчас все-таки не забывайте то, что время сейчас современное, все смотрят через свои гаджеты, прямые эфиры, даже вот вас сейчас взять. Спасибо, конечно, что смотрите нас.
Бадиев нет, Бадиев не борется. Не знаю по какой причине, но не борется. Махмуд с Москвы, да. Спасибо большое, Махмуд, за ответ. Сейчас у нас борется тоже одна из центральных встреч этой весовой категории. Циденов Циден, Дугаржапов Цирен. Ну, я думаю, что Цирен должен выиграть. То есть борец в синем трико. То есть, зная, как он тренируется. Ну, хотя могу и ошибиться, как в предыдущий раз. Красному дали замечание за пассивное ведение борьбы. И вот время идет. Если он в течение 30 секунд не возьмет, балл переходит к борцу синему трико. Вот видите, да? 1-0 ведет Цирен Дугаржапов. Немаев были кто, я вот там пропустил момент, они там боролись со своим одноклубником. Я думаю, не знаю, я, честно говоря, врать не буду, пока не знаю. Осторожная схватка. Никто не рискует сильно. Эти оборачиваются. Так, если, конечно, как с точки зрения как тренера рассуждать, думаю, что надо ребятам полностью выкладываться, пробовать приемы. Сейчас борьба маленько, конечно, пассивная. Видно, что оба спортсмена не хотят рисковать. Но я думаю, сейчас во втором периоде сейчас начнется. Вот. Цирен активизировался. Сейчас будет пробовать. Смотрите. Так, есть попытка, все, голову взял, смотрим. Да, Цирен, оба спортсмена тягучие. Так просто отдать 2 балла, это нужно очень хорошо выложиться. Ну, как правило, они понимают, что силы надо сэкономить до конца периода. Не знаю, правильно ли это, потому что спортсменов всегда заставляем вылаживаться полностью. Ну, то есть не так, конечно, балаягар, как по-бурятски говорят, там сломя голову побежал. Просто если появляется возможность для атаки, то ее нужно реализовывать на все 100. Так, ну вот видите. Вот сейчас Циден сделал акцент, что у него болит колено. И вообще считаю, что если даже что-то беспокоит... Ох ты! Так, вот здесь очень интересная завязка.
мне кажется, будет спорный момент. Будет спорный момент. Да, спорный момент. Спорный момент за 1,5 минуты. Спорный момент, все, судьи идут спорить. Ваше мнение, кстати, кому 4 балла? 4 балла дали борцу в красном трико, Цидену, вот Циден. Хотя атаковал Дугаржапов Цирен. Так, ну, мое мнение, конечно, тут тоже, не знаю, тут спорный момент, на самом деле, да, спорный момент. Сейчас пришли специалисты, сейчас главный тренер посмотрит. И Дугаржапову 4 уже пошли. Да, конечно, темп держать, хорошо бы, конечно, держать темп, но видите, тут такой момент есть, что не каждый может держать этот темп. Чтобы держать такой темп, нужно тренироваться, если брать с учетом зарядки, то 3 раза в день. А наши спортсмены, к сожалению, пока 1 раз в день тренируются. Из них единицы, кто тренируется, двухразовую тренировку делает. Я уже молчу про 3-разовую тренировку. Женя Жирбаев 3-разовую тренировку делает периодически, где-то 2-разовую. Так, ну вот, дали 3-2, вот я же говорил. Сейчас объяснить хотел бы. Потом надо объяснить обязательно, да? Он же, я говорю, они правила, соревнования, правила меняется, не знает. И потом Он на себя кидает, тут реально какой-то 4 балла. Он главный судья, конечно, вот на то и нужны главные судьи, чтобы, как говорится, решать этот спор весь. Ну, время еще есть, целая минута, дорогие мои. Опа, смотрите, видите как. Ага. Так, накрылся. Так, Синий 2, красный накрывается, балл. Красный балл. Как синий? Он поворачивается назад. Ладно, ты как-то уж интересно, ты это решил. 2 балла. Пусть Ну, 2 балла красный, что дает? Так, опять спор у нас, спор возникает. А зачем ты говоришь один именно? Ты сам судья находишься. 61, да, вроде, да, прошел. 61 прошел. 1/4 финал прошел. Барабан, кто из них выиграет? Хамдан Гармаев, по-моему, не боролся, я его не видел. Базар Батаболотов тоже не боролись. Нет, они не борются. Там, пожалуйста, подсказывайте. Я вот тут порой смотрю на схватку и пропускаю комментарии. Сейчас опять, смотрю, будет кидать. Вандан Циденабаевич, Базаров подошел, угостил меня Чайковским. Спасибо, Циденабаевич. Это называется забота. Забота о своих коллегах. Шухулда. Я тоже. Так, не расслабляться. Самое главное не расслабляться. 6-5. Хотят. Ниже. Ух, 2. Но ничего не будет. Ага. 4-5. Значит, надо Нет, не хватает там. Счет встречи 4-5. Победу одержал Дугаржапов Цирен. Вышел в финал. Все, поздравляем Цирена Дугаржапова выходом в финал. Есть финалист весовой категории 74 килограмма Цирен Дугаржапов. Тренируется под руководством тренеров Вандана Циденабаевича Базарова и Нима Эрдембаирыча Нимаева. Поздравляем тренеров. Так, заокеанские спортсмены берут именно высоким темпом и функционалкой, по-моему. Да, согласен. Но не забывайте, что у заокеанских спортсменов спорт высших достижений обеспечивается большими деньгами.
У нас, к сожалению, таких денег нет в республике, чтобы содержать наших спортсменов вот именно в таком профессиональном режиме. Конечно, если бы у наших спортсменов была бы зарплата, скажем, да, 50 тысяч рублей, вот, профессиональных спортсменов, соответственно, бы и подход бы к ним другой был, и сами бы они бы были бы, ну, более такие, как сказать-то, заинтересованы, замотивированы. Если так, честно говоря, между нами, то ребята борются так, скажем, как им платят. Потому что как мы можем сейчас требовать со спортсменов результата серьезного, если у нас нет того, что им дать. То есть, ну, в данном случае, я думаю, для этого поколения нужна вот именно финансовая поддержка. А, как говорится, без финансовой поддержки, именно вот я говорю про заработные платы, может быть, про стипендии какие-то спортивные, не знаю, назовите это как по-своему. Ну, главное, чтобы спортсмен получал деньги на руки, и, соответственно, чтобы тренер тоже был замотивирован. Ну, сейчас хорошо, вот сейчас, допустим, у нас 57 прошел Баяндуев Баир. Точно знаю, остальных не знаю. Доминик Круз, спасибо большое за поддержку. Ну и вот сейчас стали вот поощрять тренеров. Вот, допустим, сейчас вот на этом турнире я знаю, что будет денежное вознаграждение спортсменам и не только спортсменам. Будут также поощрять тренеров, подготовивших чемпионов. Ну, сейчас я смотрю на эту картину, мне нравится, потому что тренерам самим интересно работать с ребятами. Опа, 4 балла. Найданов vs Ринчинов борются на ковре Б. Ковер А у нас возобновился, но там у нас, по-моему, уже утешиловка. Идет утешительные встречи на ковре А. Ковер Б у нас идет... подождите, я тут ошибся. Тут везде идут утешительные встречи на коврах. Где наши мирмидонцы? Наши бирмидонцы, к сожалению, не выдержали накала. Осталось их там 4. 2 уже практически завершает карьеру. 3 пока решает. 23 года даст явный ответ. Ну и сейчас молодой у нас мирмидонец, 13-летний Леонид Мухадаев, который присоединился к нам в прошлом году. Вернее, не в прошлом, позапрошлом году, 2 года назад, когда ему было еще 11-12 лет, по-моему. Ну и до сих пор парень, сейчас он тренируется под моим личным руководством, натаскиваю его. Сейчас пока в инстаграме его мы не афишируем, потому что боимся пока, пускай потренируется, походит, так изредка будем показывать его. Леня Мухадаев. А Ананда Дашиев будет у нас после Нового года там решение принимать, потому что мы сейчас, как же объяснить правильно, то, что, видите, многие не понимают, как это вообще у нас, как работаем туда-сюда. Вот наш спортивный клуб, я вот всегда говорю, у нас заточен под профессиональную деятельность, то есть мы тренируемся не 2 часа в день, ну так вот, образно говоря, все 24 часа. Потому что у нас идет работа не только такая в зале, да, спортивном,
Ну, идет работа в плане психологии, в плане режима дня, питания. Ну и, соответственно, вот вы спрашиваете, где ваши мирмидонцы, вот они как бы подломались, надломались, слишком начали быстро нагнетать на них, вернее, я начал требовать с них именно режима дня, сам при этом не понимая того, что да, это сейчас редкость большая, чтобы найти такого парня, как Тайсон, я давеча говорил, как Пакьяо, как Буайсар Сайтиев. Ну, много у нас знаменитых борцов. Среди наших борцов, конечно, всегда буду отмечать Александра Богомоева, ныне уже, который завершивших уже, наверное, карьеру. Кто у нас там еще? Алдар Бальжанимаев, Женя Жирбаев, так, Даша Шаростепанов. Наши ребята, которые вышедшие на мировой уровень, имеется в виду их, я имею в виду их. Ну и на сегодняшний момент, сами знаете, Женя Жирбаев у нас единственный, который показал с далекого, не соврать, Александр Будаевич, у нас когда же Александр считал-то бронзовым призером чемпионата мира? Вы помните, а? И в такой году, да? 92-й, нет? Второй. Там был третий. Ну, со времен Сергея Александровича Замбалова у нас не было бронзы чемпионата мира. Ух ты, 93-й год. О, молодцы, спасибо большое. Это наши подписчики, да, красавчики такие. Наши телезрители. Молодцы, спасибо вам большое. И вот на чем я остановился, то что Женя Жирбаев сейчас, я как-то ему сказал, да, я про Базар Гуруева говорил, я сейчас акцентирую именно на российском результате. Я вот те, кто не слышал мои комментарии, я уже говорил про это, что Базар Гуруев, бронзовая медаль. Ну, выступал за Кыргызстан. Конечно, тут разговоров нету, что тут говорится про сына нашего бурятской земли. Поэтому, с одной стороны, да, это неправильно, что этот результат у нас как бы не засчитан. Ну, сами понимаете, сейчас время такое, что у нас Россия, нужна поддержка нашим ребятам, которые сейчас защищают честь нашей Родины. Поэтому говорю, сейчас благодаря Жене Жирбаеву у нас произошел всплеск такой, знаете, такой всплеск надежды, что еще не все потеряно, что мы еще сильны, что мы можем еще воевать на ковре, биться, защищать честь своей Родины. Бурятия не только на российских коврах, но и на мировой арене, доказывать всему миру, что наша команда Россия, сильная держава, сильная страна. 1-8 и Туше. Поздравляем Венчинова. Утешительной встречи. Подкаменев Бабасан, к сожалению, тоже не борется, потому что сейчас он ушел с нашего клуба, перешел к другому тренеру. Ну, как сказал мне Женя Жирбаев, сегодня буквально мы там с ним обедали, разговаривали. Он сказал золотые слова, очередные золотые слова великих людей, которые добились чего-то в жизни. Он мне сказал: Николаевич, говорит, как бы ты
спортсмена не настраивал, как бы ты в него не влаживал, если он сам не хочет, то ничего ты не сможешь сделать. Вот это как раз относится к Бабасану Подкаменеву, который, к сожалению, сейчас уже перестал бороться. Уехал, говорят, в деревню. Разговаривал уже с 2 тренерами, которые пытались его замотивировать. Ну, не знаю, может быть, одумается в будущем. Ведь все-таки парню всего 18 лет исполнилось 21 декабря. Ух ты, еще не исполнилось. Ему сейчас будет через несколько дней 18 лет ему исполняется. Хотя должен был здесь бороться. Ну, не тренируется. Я точно знаю, что не тренируется. Последний раз на первенстве республики отборолся. 3-е место занял. Ну, что-то там был момент. Что-то говорил, что я не тренируюсь. Туда-сюда там. Я говорю, кто виноват, что ты не хочешь тренироваться. В принципе, условия есть. Я всегда говорю, вот смотри, как наши аксакалы, когда возрождали вольную борьбу, вернее, не возрождали, а когда рождали здесь борьбу у нас в республике, это Нимас Асорович Вахинов, Виктор Васильевич Баймеев, Василий Инхорович Гармаев. Вот этим людям так большое спасибо, что они вот зажгли борьбу, и борьба начала двигаться вперед. Вот у них были условия, конечно, кому расскажешь, никто не поверит. Стелили соломы, сверху накрывали брезентом. Тренировались в искусственных, так сделанных борцовках из кожи, сделанных из кожи. Я знаю, там просили своих отцов, помню, вот мне Масурович Вахин рассказывал. И уходили, боролись. Ничто им не мешало выходить и просто бороться. Тренироваться и бороться. Так что как-то вот так. Поэтому, конечно, может быть, в некоторых местах очень грубо комментирую. Как мои близкие люди говорят, не буду их афишировать, они всегда говорят, это тяжело, когда людям говоришь правду, на самом деле это тяжело слушать, поэтому появляется критика, все пытаются срезать углы. Ну, в моем случае, не знаю, я, честно говоря, мне очень тяжело достается вот как-то сглаживать углы, что ли. Какая-то есть в этом прямота, рассказать, вот, главное, про борьбу нашу. Хочется рассказать о проблемах, о хороших моментах, о надеждах. Ну, все должно быть смешано, потому что это и есть, думаю, на самом деле то зрелище, которое заставляет вас смотреть наш прекрасный вид спорта, наш совершенный вид спорта. Молодой, да, я думаю, одумается. Но есть такой момент, да, нет, здесь уже не утешительное, здесь уже финал, да, идет. Сейчас борьба за первый. Куда еще? Финал, да? Круговая у них. У них круговая, да? Нет, у них здесь круговая. Так как участников мало здесь, всего 5 участников, они борются по круговой. Да, повторюсь, многих фаворитов нету у нас ввиду всеразличных причин, обстоятельств. Не тут. Борется у нас
Баршуев vs Толстиков. Счет 3-0. У нас уже организаторы уже начинают подсчитывать финалистов, кто каким стал. Становится, вернее. Так, на ковре А выходит Ганжапов, Баликто. Если что, переключайтесь. Баликто, Ганжапов vs Ермолаев. Утешительная встреча. Да, Ганжапов выиграет, конечно. Я думаю, даже в одну калитку выиграет. А тут где у нас болот? У нас это зрители показывают, здесь нет. Здесь не показывают, да? Как-то на это. Сколько сейчас смотрит? На 60. Так, что получается, это ты оставишь, да, запись? Или удалишь? Оставлю, конечно. Оставлю, обязательно оставлю. Ну вот, если кто не успел просмотреть первенство республики, 60 тысяч. сообщайте нашим землякам, что у болота Цактоева на YouTube-канале есть прямая трансляция предварительных встреч, утешительных и финалов. Самое главное, финалов. Ух ты, смотрите-ка, Толстиков. Так, ну, накат до конца. Нет. Ах ты на, какой хитрый ход хотел сделать, а. Вот он, дисциплинарный этот. Счет встречи 3. Хороший ход. Это называется интеллект работает. Что случилось? Он раз хлопнул. Он думал расслабиться, он только свой начал и хотел на последнюю секунду. А Баршуев, я говорю, дисциплинарный отдел надо вводить. Вот Батоевичу скажи, и не пускай они, вот это уже пора прекращать. Это НРО уже некрасиво, никуда не лезет. Вот я сейчас по поводу говорю, по поводу дисциплинарного отдела. Видели, да, что сейчас происходит? Ну, это, конечно, и на Кавказе это уже в порядке вещей считается, но я думаю, что должно быть спортивное поведение. Нельзя так себя вести на ковре. Некрасиво. Мы подаем, то есть не мы, такие спортсмены подают большой плохой пример. Коротко, ясно, точно. Который как вирус распространяется и ничего такого хорошего не сулит будущее нашей молодежи, если все так себя будут вести. Вот видите, Димчик Баршуев что исполняет дурной тон. Да, согласен полностью. Не знаю, они, может быть, когда в состоянии порыва вот этой борьбы, может быть, у них отключается мозг, что у них идет прямой эфир, что их посмотрит несколько тысяч телезрителей, YouTube зрителей, вернее. Не понимают почему-то. Ну, молодые, горячие. Конечно, да, согласен, что молодые и горячие. Для этого и нужны тренеры, и нужно руководство о создании дисциплинарного отдела, чтобы вот такие моменты сразу пресекались на месте, и вплоть с предупреждением, ну и соответственно наказанием, таким спортивным наказанием, вплоть до дисквалификации, ну скажем, несколько стартов, чтобы спортсмен осознал, понял, за что его исключили. И в следующий раз таких не будет моментов. Вот видите, то, что это не пресекается, поэтому это картинка. Вот мы с Болотом Цактоевым передаем привет.
Спасибо, что Финал нас- нудный Хилхевина. Так, Хына так. ягарны угыжы. Зон горна. Алта Нюратеви. Что-то, Миш, когда Орынгу Нюрея Хархада, бишь, что-то маленько начинаем паниковать. Убирай. Все равно психологический барьер еще не преодолел. Знаешь, В следующий за раз. кулисами. В следующий раз как бы. Не наверху, а здесь. Не будем. Так, ну давай здесь. Абдулшат Садулаев всегда сдержанно себя ведет. Да, кстати, Абдулрашид Садулаев, знаете, эти борцы, конечно, им далеко до их борцов. Нет? А все, сейчас могу закончить? Финалы, да. Финал, ну здесь закончилось вроде все. Так, на том ковре утешительные встречи. За третье место остались. Ну, я же работаю, вы же меня сами посадили. 2 минуты. 74-79. Тут пришли мои коллеги моего спортивного клуба, наш директор Алдар Санжаевич Жанчиков. Сейчас исполняет обязанности директора нашего клуба. И Юрий Александрович Мадуев, наш финансовый директор. Поэтому сейчас я отлучусь. Финала, когда начнутся, подойду, наверное. Либо буду снимать. 61, я не знаю, кто там борется в финале. В плане регалий, да, далековато, но вести себя так может. Да, согласен. Доминик, я полностью с вами согласен. Надо, говорю, больше таких комментариев, критики, вот их, чтобы критика была такая поучительная критика. Ну, без матов, соответственно, без всяких негативных таких. Просто такая здравая критика. Нельзя себя так вести. Ребята, одумайтесь. Вы посмотрите, как тот ведет себя, как Абдурашид, как Сидаков себя ведут. Берите пример с их. Как бы их там не выводили, как бы их там не ломали, они всегда сдержанно себя ведут. Поэтому вот так. Так, ладно, я отлучусь. Не теряйте, если что. Встреча 2-1 победу держал Гамражин. На КМ получается Армай Янчиш, Куринджак.
встречи 1-4. Ребята, кто был бронзу в профессиональной борьбе, записывайтесь. Александр Будаевич, Роман Физис. Внимание, уважаемые участники! Среди участников будет проходить первенство по абсолютной борьбе. По бурятской борьбе абсолютное первенство. Просим присоединиться. Сделаем дентер. Я сделаем, а? Пусть будет все копать. Потом его не сделаем дентер. А хана сделаем. Просто его у меня есть случайно. А, ну тебе. Я нормально. Сколько народу были? Нормально. Случайно чисто. Булот? Да. Не, я Ребята, кто скажет? все, которые есть, все борются сразу это. Парень-то не сделает, случайно честно. Да, сам. Мороз? Слушай. Голосанов Александр. А, Аваниш. Приготовиться вес 65 килограммов. Губеев Вячеслав, школа номер 10, Майданов Тимур. Большой, 1 Борис, Толстый Руслан, приготовиться.
что, там пушки надо? Конечно. Пушков надо найти. А там загружаешь, надо с собой взять. Я даже не знал, что Б2 надо. Нация будет или там 10 тысяч повод? Не, пока здесь так. Там призовые хорошие. Сколько? 10 тысяч повод. Вторые страны, первые. Еще и что занимается. Марины сделаем. Сколько человек случайно часы? Еще какого? Поправку сделайте все. Бубеев большую поправку. Бубеев Вячеслав, школа 10, большую Борис. Приглашайтесь на ковер. Приготовиться. Найданов Тимур, Эшур, Толстиков Руслан, школа 9. Весовая категория 65 килограммов. Бубеев Вячеслав, школа 10, большой Борис. Приглашайтесь на ковер. Боковым наханиваем. Встреча 24 победы спортивный клуб «Олимпия».
победу одержал большую Борис Ашор и стал чемпионом веса 65 килограмм. 86 килограмм. Приготовь Максим, шот, Тарас Борисов, шот. Приготовить Юрий, открывай дальше. Поправка. 65 килограммов чемпиона стал зачем Болгарской школы ликвидации. Приготовить Максим, Тарас Борисов. После этой встречи мероприятия есть 70 килограммов. Борьба за третье место в цитетном поеду спортивный клуб «Олимпиец». Куприянов Дмитрий, спортивный раздел.
готовится к такому периоду, когда уже хорошо. Победу с явным преимуществом одержал Толстый Колбаса, потому что он наверное. Ini Arondoro Венделим. Вообще выиграл чемпионство большой. Но он всех выиграл. Вы что, не правда здесь не Арondoro Уруба Хадарин весь вылучил 4-1. Но он всех выиграл. А, да? А, я думаю, и то круговой нырвал, ему взял друг другу. Не, выиграл. Он без проблем. Все понял. После этой встречи приготовится к Евгению Лев, пришел содержать паттерн спортивного клуба «Олимпийцы». Победу в правом углу. Судаков Максим Шов. Институет Апрель. Там что же?
може бути. Добавьте 100 баллов. Я тебе дам приз. Еще встречу 4-5. Победа держался. Постоянно Дмитрий. Шел номер 7 и стал бронзовым призером. Вергена влево пришел Сержан Папатор, спортивный клуб Олимпийского женщины. Готовится вес 74 килограмма. Борьба за третье место. Сергей Павлован, Бажеев Максим. Артик, сюда иди. Я тебе конфетку дам. Что ты там врешь? Правда.
Ведомый главный управляющий института Кирилл Высоцкий. Весит 97 килограммов. Санджеев Айдар Савгель, Александр Александр. Удачи ходить было. Гарно поїду. Гарно не. Есть у вас случайно есть? Да? Случайно. Иную неру примерно, ну, 이게 도어르잖아. 이게 물론 все 도어르잖아. 도어르잖아. 이는 ковер А. 이는 ковер Б, 이는 ковер Б. 이는 бишетевный Б харалжан. А тенден ковер А. Хоюлай харжан муну. Ана харакшит. Муну шагнажовый зонда микрофоном нахожу да Нима Ртымбаевич, Нимаев Угадвена. Нехында именно чат болжан. чада. Да. Да, его. Нехо за третьего рыба болжан. Ini за третий, ini таблоты, так тыр табловый, тымды кым буюм буюш кылжахы да болсын. Да. Ini за бронза. Гергенов Лев. Далдурун килограмм соғыр, очы хоризылва. Да, ini залукуется диджапа батарея мақсуня тұға қойышуы. Ini ковер А дерімне. Олан қостемне сілінген әміға қуым. Олан енігу қуқын. Нігодыны Елбаскин. О, Елбаскин бішіхін. Галсанов. Саша. Счет 2-1. Олан қостеқ ойыншу жемна. Әнімне бағыл 20 килограмм. 20 килограмм со. Оручы ғоры боль алды живені? Даржиев Максим Ушков приглашается на ковер. Борьба за третье место. Приготовиться Даржиев Илья Артур. Тиденов Тиден Артур. Залог удут залошуле. Барылдан бол живенде. Отбор күні Дефо. Дефо мне Якутскада олхын ғожыл. Это апрель соқыда. Ковер бейдері. Хайр залог уд. Амгалын Сидеев уланин. Вот Синин Даржиев. Даржиев вешен хуку хосте. За
за хайыр балабба. Эне хухопста даржевен агын хубун гыдык. Амгалын, улан трикоты Амгалын, Цидеев, шор номер 10. Желающие записаться по национальной борьбе проходите. Секундирует Церендержиев Тумын Валерьевич, родом из Джидинского района. Тренер не. Цидеев Амгалын хайырменга таване залокубун. Вот находяне аген хумут куенем, но бахал ахштайне хуонанго. Ана хуховсте хуй секундирует Елбаскин Андрей. Инна баха бырхы залу барилдашы муна бакша болжен. Иршорсо. Иршоре бакша. Ерындыла килограмм сомны 6-1, улан хостех уйниш ужьемна. Майдер гдык. Майдер Санджиев. Ниш. Цидеев Амгалын шоу болды. Шор номер 10. Захош олан отды был тренировка хун. Чувствую, победу одержал, Цидеев Амгалын, шор номер 10. Стал бронзовым призером первенства. Даржиев Илья, Эшор, Циден, Эшор, получается на Зайна ковер дерімне далын дурун килограммы коручу хоризлхен барилдан олан хостемне Даржиев Илья ухопстемне Циденов Циден олан хосте хумне Курункан аймагы хубун ухопстемне Яроның Яронха нойдымне хумуна олан гуддері тренировка хухет барилты куудут, хойлы иршоры. Но Циденов Циденна Ахаймабда уже матерый. Ну, инде Циденов Циден шухул байхада. Персанымна Далоныга 7-1. Санджиев Вейдер, шор номер 9. Галсанов Саша, шор номер 7. Санджей Вейдерне сылынгын аймагай. Нолангу дейрет аютың. Галсанов Сашнемне тренер Сидей Байыр. А Санджей Вейдеремне тренер Юрий Бабуевич Снимаев. Алсаным Сашамне Елбаскину де племянник. Мамынин Елбаскина. Турун жыл хорныгы тех уудуты 20 килограмм со алтаваң дефода. Алсанов Саша. Уно 20 килограмм дород барылчуен. Алсаным Сашамне Корске Хорголды 33 гимназия дургун хубун. Турун жыл дурга хайырменго дуруоне хубун. Арон МТ хубун барылды жоен да.
студент БГУ Шалгалсанов Саша. А Санджей Вейдер студент БГСХ вроде, если не ошибаюсь. Санджей Вейдер Шуге. Со счетом 7-1 победой занимал Санджей Вейдер Шуге. У нас теннис же республика проходит, иногда обычно сколько команд участвует и откуда же. Республика закрытая. Но в плане регалий далековато, но вести себя так может абсолютно каждый борец. А за ковер бедеримне улан хустен хумда залухувун таникдановый. Дейлыковгет бишетевен таблодер хуховстевне борцов кутеш Арслан Бальжанимаев Бахлы Иршоры Арслан Бальжанимаев тренер Базаров Батар Батоевич. Но индем Арслан шухимапта ну хуумне ну оподенге ну хуунонго иха. Но на улан ховстеху молодец ходирже орунго буевзже каржа барилды же вайхым бало. И хархада хамты тренировка ходы куот хада. И на далы он килограммов на борьба за 3-е место в Олжане. Тедине барилданы на дурухне хулер. Прямая трансляция Болховеха по национальной борьбе. Первое место Арвоменга гатхилна. Национальная борьба среди участников Болха. Но именно Сидей Валерий Манзаршевича в честь его Республика Волжана первенство. Тункане мага куда ландере землячество саяне олон куда дирет приз юмахенгого. Яхала организовано гойл. Урилдан Болжилвен. Турулгарылның яхала гояр ху помогала призиму спонсорну дхэн хуго. Гето. За Раньше. Я последние 2 схватки 74-79 вместо тебя тогда в Англии поставил.
перед своей поддержкой хотел заниматься что не стал просто придумать. 진짜로? 이게 맞잖아. 완전 났어요. 맞잖아. 뚱으로 그래. 뚱으로 그래. За далы юхун килограммымне борьба за третье место. Улан Ховстемне Каркунов Жамсырын. Эмне Хайрменга табаны хубон. Нугодымне Укумдудемне Ухинов Чингисе хубон. Эмне Хайрменга Орване хубон гуда. Тэгет 자, 몰라. За крестгиш приемды баригдадлендимде Кархан Кундубайдагылда Тэгет Ухинов чисто технический шужагару. Каркуновна залог хубонда шо. Все впереди. Ухинов зарыктымне этил хамбайң наднай даун свыше множил тегиловский шоугун кубунгаш. Яхлы бырхы бурят барылдагара барылттык. Национальная борьба, наверное, будет прямой эфир. Инде бышны хунут. А мы ходим от финала, а? Ули. Саша, Зае, моно финал дыхилхын? Финалы начнем через 5 минут. Всем готовиться. Тавендолосо. Национальная борьба жеребьевка уже прошла. После финала национальная борьба. Да. Так, есть. Уже Друзья, Берч. Практидан юм. Холода. Энэ характи. Худушу энэ хүнде худгижэм или энэнийг центргээд экзам фашн болоо. Волнуг стало. Стало наш. Так все нормально. Бенехэн энэ камера тоже бол камера. Энэ камер дээрх хөвдөш. Түнд уже болохоо олоож. Моднугай. Финал 2 камер дээрх хөвдөө. Үгүй эндх финал 1 камер дээр. Тэгээд баралдан Миний би шин бол нэр уугий. Дутуу болгоо. Хашаа дутуу болгоонд. Дутуу болгон гөрийгээ гоохоо. Харуулж зрительнүүдээ 5 минут юу гэж яах. Хашаа том болгүй нэ. Алекэнда. Легко осторожно. Канзанная энергия. Более чёрный. Пойми, Виктор Васильевич Негожевна.
Новоирич. Да, сидел долго отдохнуть. Сейчас идет.
Захряпин. Заслуженный мастер спорта среди глухонемых. Где Саман Сор? Опять где-то бегает. Пучковный финалдарынкай. Отыр. Бай прическа хубым. Эдемне Байндой Байыртегар. Убрать их пока. Соперу вместе. 50 килограммса. Сейчас его попросим. Национальная борьба почему появилась? Почему да, почему? Еще раз объявите, чтобы потом не объявляли. Кто еще не успел записаться по национальной борьбе, примите. Даю ровно 5 минут. Ой. Увы, среди участников только. Увы, только участники. Сейчас он до тех минут хуйрет орнабда. Только участники. Но сейчас Миши им дуду, сейчас Артем Роднаев дуду жирет хобар, хамда их не хашик. Давай сюда. Давайте он это. Куда иди? Анатольевич. Михаил Ильич, напиши. Потом Семитович будет писать. Будешь бороться? 12. Потом Семитович напишет. Не, участников. Давайте. Их интервью добьет, да? Один добьет, да? Сейчас. Финалы. Весовая категория 57 килограммов. Пучков Сергей Эшор. Байндой Байер Эшор. Получается такое. А больше не ходим. Больше не ходим. За модную ханим. За 50 килограммов борьба за первое место. Первенство Республики Бурятии до 23 лет. Улан Ховстейн Пучков. Сергей. Хорумкан Эмре. Кухух Сенем Дирко Байндой Байыр. 61 килограмм. Данцарана Асалов. Баражын Эмре. Улуң Нютрехубум. Улан Ховстейн Хорумкане Воронинде тренировка такой. Первый тренер. Улан Ховстейн Улунде тренировка Геннадий Владимирович Бубеев тихидик. Муна Улан Ховстейн Пучковне Виктор Синдемеев тихидик. Муна Ховстейн Байндой Байер. Секундиру Ульжена Бадма Батович Базаров. Энд жылага хайырын Бадма Батович Базарын Арслан Бодыжап, Болот Батоев, Гахымыты Худу де Бакшыгеша. Тегеди. Энне яхала ханем барылдан. Энне хайы республика дер хойла бахал олзахан тегедере Байер Байндой бен шоугайын. Пучковне энне ганса гарбаржы барылды, гарорайжы. Яхала хунду барылда техум. Кубок России да хай по мужикам Байер Байндой корон схватка кет. Нигер схватка алдыңғы хошу жагарахан. Кудуховый турнир-то как бы тупиковый России по молодежи до 21 года. Энемне я хайрчо хоризле. Я лахен чемпион России по юношам гышхунте жарны килограмм саварилдахан. Терне хунде яла шугот бахен алалдахан алда. Кудуховский турнирдер. Тиге душойын хорку биден тухай. Идемне хойла студентны РМК-га. РМК-да хойла дуручу курсы сотны курс не год.
Хоюла Иршор. Представители команды Иршор. Байыр Байындоевне клуб олимпиец geçti торортук. Эни муну неге Арслан Бодожапов клуб олимпиец же некедин тренерте соолурат клуб негейм барылданы. Оны республикасы клубут олимпиец быйылынкай хабой же кедин жылы клуб Зарылго, клуб Зугалай. Отимо клубут негдин кайны. Энне 50 килограмм, 2 килограмм допускте. За Байындоев байыр хайыр балабба. Байындоевне Фанзаевска хэнхэдэктеріне Мудживэна Пучков тэгээд гаримай хухагат байна. Байыр нэхэдэн соревнования хоява дирхэн исэнкэй байна. Бэйн турунхай турады явна. Кубок Российде 2 килограмм допуск жана дошхотын 2 килограмм допуск кубэхэд нүгүдүрсө. Весе ганял же $50 соржы барылдайм. Вот эне хэди удыры орта еринкэ тэгээд шоу бэйн хэм вассанал совлоговен. Мунойду худутне следующее соревнование Миндяшвили Красноярска дэр. Тишаш хобылдэ молжовена. За Байындоев байыр улёңнү тугай шуужы гарвалда. Пучковне Корумкан хаймагай родом. За Байындоев байыр улюн чемпион 57 килограмм. Победу одержал борец синий трикот Борис Байындоев, Аршон, кандидат в мастера спорта. Да. Приглашаем на борцы весовой категории до 61 килограмма Дансаранов Арсалан, спортивная школа Олимпийского резерва номер 7, Ревичинов Владимир, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9. Да, Дансаранов Арсланне улан хубсте. Иванов Ваир Викторович, бакалавр, студент. Дансаранов агын ютугай хэдэн жылы Зуалы клуб сабайгат тренировка ходык. Зуалы клубне Жылсараев Владимир Болтыч гет. Олың залог уды де клубта байлгады деулот. Тренернуды хажудын байлга зарядка имен хухет. Тиже хортык. Терме настоящий клуб ху байлгадла. Нолан хустенин. Камера ходит сюда. Камера. Ренчины Вова, синим дырко. Энемне кяхтынгай махуң. Залуах жазаах хэм барилдан юнуш ор хэм барилдан хуң. Россия Тавто хорылдан по юношам Иркутск хоттет. Хэдэн жылы цана. Ренчины Вовне Дачнимаев Юрий Бабуевич на тренировку жемны. Срор номер 9 говорит. Я халбыр хуң. Первый тренеринг как-то интуктивно. Первый тренеринг. Залож белка. Сама как-то Начинно волны бахалтар гарим хэн хорэж барт таком бырка. Валерий Дашичев синемне. Кяхта. Первый тренер Валерий Дашич. А улан хостем на гахайрын хунгыл там өднүгүп.
Хыдын жылы Зоңалы клуб сабайгатыл тренировка хыдык. Зоңалы клубы тренер нудыны муну хая мастер спорт международного класса Былик Тыжаргалов ара. Эдуард потом коуч кутулна. Яғни фонит. Дын дутуган. Дын дутуган. Их это нормально. Да. Все четко. Энне жарган килограммы за первое место барилдан болжойна. Еще можно я? Нет, там есть, она должна сама. Алло. Алло. 1-0. Уланин шуживайна. Пассивностяр. Моно нигза уланин хойшой вагандан пассив синему, пассив красному год. 8 секунд опять включал. 8 секунд за уланин ему как бы бал синему. Тим правила. Уланин ой халорок шаев же. Зайндамне. 2 балла синему. Отойди. Вова, отойди. Ренчини Вова кяхтане эмагахувом родом. Но улан удахана ютум бум мутнуй. Но студент. И серенжапом дам не шугар ренчини Вова. 6 шугар гуда. Последний секунд на Хойербалова Вова. Серенжапов дам не шугар. Пойдемте чай попьем. Сейчас я прокомментирую. Ладно, я сейчас комментировал, да? Здрасте. Ничего? Нормально. Извините, больше включайте. Давай. На мене министр спорту Козырев Иван Валерьевич Редев живет. За, парма харайда. Наехал напряженная борьба Волжевен. Оланик Кулдорода. Хойербал уландың ухуда индишне. За хойербал алды шивыда тегет. Ені хойер шидыжы. Ору нерғындары хипті шивыда. Танцаранына яхыл залу шықылы құлын алды. Опатору бабыр шаупытне шаруна. Мастила ковер ғарқадыр үшчен 2 балы партер кедейм. Да ені бауымне шоу болды. 10 секунд. Кяхта емға кубом. Первый тренерин Валерий Дашич. Валерий Дашич не кяхта юктай. Аллах ен кубуде қарадық. Олың кубуде гінде мұна барылды жывайды. Кубар дирет байотнут болот. Шо қойыр балыға далды жайнылыңыз. Но, хайшын гажада. Но қойыр балыға не поможет. Все равно 6-5. Вову шуга. Счет встречи 5-6. Победа одержал борец Флорентино Владимир, стал чемпионом. Счет 5-6. Ну вот, какой 4?
Ямар партнерс какая 4 ты тебе? Отдай туда. Пускай. Давай. Айдамне со стойки бросок багаге дурум бал. Улан хустем не требует. Не будет получить вообще. Сейчас. Если дурум бал вогандың, улан хустем не шука. Партнерс там Китай какая 4. Но баба тибенің алды оқуылда. Но хайырлы балда. Белтей жыл қарным, хайыр бал. Турум бал бай көлгіш ханнал беді айтыр. Шыны оқуңыш бұптық дәревіға. Анда қазірті за сожулханаға дұрым балы көдеген могыцы судить. Еме алды хыжы бал кыл вайнылда. Якутский мендешот, например, варлижага якуде худыге шедеген дұрым балы көд могут отдать. Счет 35-7 победу удержал Вельчин Владимир Статистский номер 9. Ты сейчас букву, да? На ковид приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Жгзмаев Саян Эршор, Жамсуев Бургет Эршор. Руководитель ковра Александр Будаевич Гармаев, арбитр Саман Сосо, боковой Цариндаржиев Бато Чемитович. Зайн olan хустемне Жгзмаев Саян. Ағын етуға саға олым шалда. Секундирует его мастер спорта международного класса Алдар Бальжимаев. Его синим трико Шамсуев Бургет. Секундирует его Елбаскин Андрей. Эне хуховстемне Шамсуев Туғыржын Александр Чемне Турғын куын енгеш. Яғала бір куын қарта шатыл тайқын куын. Жгзмаев Саямне ағын етуға саға олың еніне хода дауғыр түркул бар жонғадық. Өтеймі хонын барылды ашыл қарадылы вайында. Далын килограммы борьба за первое место. Шарын 10 килограмм Самбори Баршуев чемпион было. Уно играло сейчас пассив синему году годло, уже секунду хосидиде. Уже секунду соседний жему хэгу ханден. Ты не боролся же? Кто не боролся, кто не участвует? Да. Будаевич хул не скоро как ему денешь? No, kun ni skor garad bar dola, odi kushage me undula la khoya yahazan shular. Al khoba agul mada. Hayır gorun parar gargar jere turgor ket khayna zida, notol kushag utte handan. No. Yo. Modno Что, не у вас, что ли? Бато Чемитович. Первенство республики в честь Валерия Манзарышевича Сидеева Волжевани.
памяти Валерия Манзаршей Сидеевна. Душин жил шош 70 ныжа, он до школы саянгу ажил хэнхум. Не, заслуженный тренер СССР. РСФСР, а? Не мухай захряпин, же терходу да тренер. Я халахэнг. Знаменитый их тома барындашлы гарган кон. Валерия Манзаршей читаем девы хатын хорлды хадерим хордаган бухай хэм ба ученик утте бол толдың квартиры хыжы гоған бегіш. Екі еміху хэнхум байнылда. Бухай ученик утто. Россия емішу ғым барен коуды утты хо. Явжы. Хо квартиры хэм бегедік. Алы еміху рыхым. Екі теймі ұқаты шадылтай хум бәхен. Мұны тед открытетін бухай ученик удын бол туда хо ире. Землячество Саяна ире. Я головой открытие было. Призим уго. Счет на 1-0. Мұны доғырник Заурушаева доғырғынымда. Бургут Дурушаеваның. Пассив красным уго 90 секунд со уламны юмыкай гухан счетын 1-1 болха. Тегет по последнему действию синий шуды ему. Это им правило. У нам балунга сейчас укунда, пассив красному. Уже и предупреждение уже видно, Оланда. Барилда на выгод. Замечание красным далеко. Тегет 30 секунд много сразу. На центр турдың шодрата вену это круг трене хоша ебон кумне пассив геше. Центр ингетло тоже бар чат хректе. Центр со вен кумне активнее геш тор считается, если для барилда тевела. Да, 8 секунд. Ну 8 секунд со Жигзамаев Саянде Мухайгу хада бал синему. Дугур Александрович не. Мы даже барилдашем мастер спорта международного класса. Двукратный чемпион России войну. А он Бургуде. Чемпион Яригинского турнира. Ерунзурганда Олимпиада шхоркум байхангадла. Тенденега. Подковерные игры волот. Дугуржим своим нашел им. Чечен ол Монгу жигжны коңышша. За третий барилдер шугдоим. Он Дугур Александр Шанга Оруса хохол бага. Тема юм балахым. Дугур Александр Шамсоевне Ярамны ютугай. Яронен хуун. Эн хуунин барилдержайна хука трикотен. Толстиков вроде вторым стало, 65 килограммов. Денемне улаңтыр кулогушева. Жигмаев Саямне тоже баха бырхы барилдашын. Денемне Россияда по юношам тупикова Россия мар хайрчы хоры жылым шалали шоугун даже. Тейменде. Ага еред уже ходын жылы тренировка жедегим. Сельхоз академик айотың. Вот бургут Жамсоеву мыднугулу ханда номер хордеймиш. Но идемне хайула инде патриотцо, патриот гышына соты кортылак залнен кейм. Инде хайула тренировкадык. Ты бы я хумы живен дайды хайрш. Теркенен алды күнім түрнен лам. Шу кылда. Дугур Жамсоеву бургут шу живен по последнему действию 1-1. Тегедлине хубарядлы время татчывен. Тегет Саян пулдорхы гэдли ядылды жылвен. 10 секундулу. Саян сейчас нығы юмықы жылама ғуадал шуқты қолуен. Орылды умыл жығыны. Юқ қолау ешігіш. Қарға. Заковерға қарам күміне бал алды деймін бе. Сумода ділі. Теймі қалды оқышы болды. Бұрғыт сойып.
Гарагым тейхин алды бұл, енді қайшыңын гара тейшін шықет. Ұшу. Барак, да. Барак. Дурмын секундуло. Жигзмаев саян. Алды көбеқі, да. Енді уже опытны. Варилдашын. Бургуд уже шугод бәйім алды ба. Ныманы диспансаре хамғыды қаржы. Гарен замаражы олад. Тед енді жихайым болып көйлді. О дұрын секунды яғажа саян байқа. Тархия даушын кәділ. Да, Саян Жигзамаев. Шужа. Талын килограмм ал табба. Бургут Жумсуев. Серебро. Мунгун. Звание победителя весовой категории до 70 килограммов завоевал Саян Жигзамаев. Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Викторович. На ковер приглашается борцы весовой категории до 74 килограммов. Руководитель ковра Базаров Вантан Цидиндамбаевич, арбитр Самант Сосор, боковой Баир Викторович Ивакин, Обхоев Игорь, Дугаржапов Цирен. Игет лолан трикот етер хар олан полса темне обхой вигер енемне вырха ирхуе кого синим трикомне Дугаржапов Цирен Дугаржапов Цирен Иженин Ижихин аға зутхульне тұғайхет Обхоевны Иркутскын хантем өткөбенім, кететінде ойненде олаңғы тейрет, тейроққа кіжен құбудыд. Обхоевны шатылтайны аха, қайырменгі қайыраны, сырын қайырменгі орғаны. Обхоевы Баймей Виктор Васильевич тренировка дебаемы, Кости Хангалов имдыд. Тегет мұна хайна Валерий Николаевич тренировканы. Цирын Дугаржаповны клуб олимпиец. Бахалы яғалы бір құмыңылда тегет. Обхоевын яғалы цирынды неудобно, леву стойкыты, леву құлдарқа, шатылты, искуй. Темыныға. Ұрық шайыпды құмың. Цирынды яғылықтарыныға. Hem barılda şukulda dinler. Hem suhodum ortak. Çeget xedinginde nagley similey utarın şuku vakılda. Dalın durun kilogramı barbaza peri mesta. Далындыру Сабадиев тұмы барылтты еменде мұна ұптот ені мұна қарат барылтыны арғадан етуғай қоғын. Далындыру килограммы лидер мұна ере ұпты жывайна. Чегет мұна онда қоны қарат барылты жывайна. Что победитель делает 19 Да, ина Обхоевне национальный барбадаш бырха гэлтна. Нахай залушуле барилдан балоем юртсо, талантан килограммса шугай, бел тар шугунгна. Обхоевне яхалы бырху. Шор 10 тигет яптык. Синим трико Дугаржапов Цирен Эршор, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Тем хунут гарант варилда живайна.
Да, эндемне 1-0 синим триком пассивности аравадемна. Ухойвы характер буханцы левый хул бутретлы. Варитак о. В красном трико отдыхает Игорь Ухоев. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 10 имени Геннадия Николаевича Манчуева. В синем трико к продолжению Виктор Васильевич Байме нетер толгортай дутлот. Орынго ховунда юмыкыл живайна. Спортивную школу Олимпийского резерва. Бадма Батович. Базаров. Ага хайре муножлы. Да, иномне коронко инде лаптык. Сырын жазалы хап хаятта инде. Сырын инде леу хулда аркадары лаптык койнем. Да уповне темпу хунда. Онуштырынлы гонялха, наверное. Сырымне хагдат багала шуктхы. Терне мыджибы хаяттай. Ушол гет кулымын долларат барилдал хашукы. Угылха байгада леу хулдалдал хала. Упоевне до конца барилта кунгаш. Последние секунды волтардаш. Тема боевой. И на гора дороган кайдл сейчас. О, дегедл. Сырынжинде хэмбэдэг. Тор хулда угод инденге апхун хунда. Упоевне ортугы хулда орот овжывен. Да, инде от харнут сырынгешн инде хулдан гот хэмбэрлдэг. Упоевш леу хулап хадалаптык. Прямой проход. Правый хулдар ходеренега. Шо недоработано. Tegel harnt khoda tarkendaratla, khoda tarkendaratla tulchotla, uzaratla, hui segetla, leu kuldan orotla. Tempo. Ямар их темп, ямар ресейт кэш хунде. Khoda тархендарула jamna сырын. Khoda тархендарулат ниге 15 кг дара жап хадерну. 2 секунд со. 2 минут со хунгисха. 6 минут со гадарулат бехадер хун вот бочт хавалх. Тиймшиг байдаг л да. Энэ ходо тархийн дараа жамнатэр. Чаад энэ лев хулаапа. Наа лев хулаапхадаа лавхай хотод лалда бол да нэмэ. Ходо тархийн даруулаад л ямна сэрэн. 20 кг дараа жамна. Ну примерно хэлнэм. 6 минут 20 кг кузун дээрээ догзруулж явахад хүнжисхэл да. Тэр хот шагтгалдаж амаржэн. Сэрэмнэрэ хүндөрө мэлжвэн. Упоевне ушол уруша жутхжен. Антер опять тархенга. Инымне уже 30 кг даржевен. Примерно шо их быша. Но инымне не хожу да хэмбэха. Годышинде упоевш. Да, сэрэншине леву кулоламала лапхыл хунгаш. Леву талара лаптык. На тихит упоевне леву стойкыте леву ел харналда. Апхыма сырың алдыва. О, дину переломный момент волжевен ешінде барилданса. Шот 3-2. 23 секунда. Сырың инді қойыр балавың уже барилдага шугой бұжы. Ана, но мұны уже борьба вся впереди. Упоевны ушу ихыр жұтыққа. Аз леу хулдан вақыл байқа жүрғанным. Сырың хулы да. Сырың левуе хағадлы инде байқына да бодың гол. Ай, правый хул алды да сырың. Бал красному. 3-3. О, денім нейсе. Исене қарайным бол жойн ешені. Қойып қылну, да қанса барылық. Сорған секундулот байқатын бал алды ба. Қойып барыба кешені. Алло? Центр синий. Я перезвоню, да? Ну да. Сани сырымда ямар ой движение. 2 секундулы. За егерді сырын рапын шоуы қарағады. Қойымда ем алдышқа кірі.
шубегүр ханага марат беже болда. Ямар ойбарбан болуш. Звание победителя весовой категории до 74 килограммов завоевал Цырен Дугаржапов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Сырымны хожа марат. Тегетни балабба. Ну, молодец. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов, руководитель ковра Базаров Вантан Цидендамбаевич, арбитр Цирендаржиев Бато Чемедович, боковой Саман Сосов. Циренжапов Чингис, Дамбаев Бато. Ландон трикотемне Циренжапов Чингис, Ордун Далбанов, говорим, Далбанов Чингис. Энемне агын Амитхашин ютқай. Бырхы барылдашын залу, паюнышым нәхәм барыттығайын қуын баға. Энемне баха ұқойыфты дилейві сойкыты қуын беш. Теге дүніш ұқойыфты дилейві дұртық көтірі ходы правод народ барыттық. Годымне Дамбаев. Но, Чингисне шухыл вайхадағы жандым. Қайшын ғажада опытны, но Чингисне истік. Чингисне нигзахын истік. Энемне дайындай вадеріхін Украинаға. Теге дұшо екі тренировка қойбы. Мұны шотыры. Объем могды көйлі. Шо набирала ой. Но, теге жығыда опытты хуын шухыл вайхаға жандым. Дамбаев нәнің залу хубың. Ямы хантеп тәгіж мұткул бәді мен олаң ұтыл бұлтыл қыды хубың олды заға қош. Енімне мұны байырчык держав ішті тренировка дықсиден трико. Участникам соревнований по национальной борьбе просьба подготовиться к началу. Бұтны қашынға жауы опытны матеры. 10-0 шуа. Студент сельхозакадемии. Весовой категории до 79 килограммов звание победителя завоевал Чингис Циренжапов. Чингис Циренжапов. Айна хэн тренировка живайна. Ты алу набирал живай. Закончили, да? Это, все, приступайте, те, которые в националку-то. Давайте быстренько начинаем. Даже, да? Ага. Сюда, Я не знаю, где. Все, закончили? А, закончили? Да. Все, националка начинается? За, егет барылдамны дурва. Уряд барылдам болсам. Бато Чемедович. Уряд барылдам. Вот это вопрос друг. Там инды был кул. Ну, наверное. Инды был. А, да, дуй, сразу. خير هم ما شاء الله. الله участие вот. Ходи. ورا نقرأ حيكويمو. Уряд барылдага келу деді қойыр келесті. Вы прекратите, пожалуйста, на соревнованиях так демонстративно это делать. Не могу ничего спеть, но красиво же. Ничего страшного. Слышно, начинаем бурятскую борьбу в честь Едла. Итак. Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня у нас запланирована викторина. И есть призы. Это книга «Пошажи надо», подарочные сертификаты на стрижку, на массаж, моя личная экскурсия по Волгоградскому досаду и 3 дня отдыха на вышке. Я буду задавать вопросы, кто мне будет помогать, кто будет правильно ответить. Так, а где Ольга? Не знаю, где-то награждение по распределению уже нашего. Я думала, что это будет делать Ольга
вспомнила, но она убежала. Итак, первый вопрос достаточно легкий. Разыгрываем книгу. Викторина Олджена. Пожалуйста, поднимите руки, я буду внимательно смотреть, а Дуяна будет мне помогать. Кто ответит на вопрос правильно? Родина Валерия Манзаракшевича. Вот там было Родина Валерия Манзаракшевича. Калбай. Тункинский район. Я надеюсь, что вы ответили правильно, очень плохо слышно. Подходите сюда, я вам покажу. Галбай. Галбай. Может, он там месяц. А? Самой деревне, а месяц. Арслан Бальжимаев. Последний помощь конца. Идиот, какой за идиот? Yine sanat kısmetleri bu başa çok daha yolunda uçak yolunda. Aa. Самое вымаз. İşe böyle bir şey. Сегодня уже постоянно ошибаюсь. Теперь мы разыгрываем сертификат, подарочный сертификат на увлекся военной борьбой. А каким видом спорта он начал заниматься? Руки! Вот молодой человек, который стоит на клубе. А какой вид спорта? 내일 그 얼른 오고 그 오는 거 봐. 알았어, 거기 있어 더. Вот сюда. Нет. Что сегодня игровой вид спорта называется? Отдавайте хорошо. Так, иди сюда. Молодец. Греко-резкая борьба. Или классическая. Колсанов Саша Шущева. Греко-римская борьба, говорит. Еще один сертификат на мужскую стрижку разыгрываем. В 11 лет Валера решает стать таким же стилем, как кто? Так, руки и ответ. Я как? Таким же стилем, как кто? Кто служил ему примером? Руки! 86 килограммов Судаков. Чемпион было Шадапов второй. Обычно финальная встреча 86 килограммов. Слева наверху вот там. Кстати, молодой человек, красивый. Вот он там станет. Как кто? Подобный? Ближе, намного ближе. Подобный, говорит, подобный. Намного ближе. Недалеко где-то, а намного ближе. Иван Ярыгин. Ну кто, может быть, товарищи тренеры из судьи знают? Иван Ярыгин, нет? Так. Так кто? Никто не знает. Тогда этот сертификат переходит на следующий вопрос. Ответ. Как брат Владимир Микитов. Я осталась, там будем разыгрывать этот же сертификат. Когда и где-то руки только принимают. Первая сельская Тункунекит уже не шал. А поняла, вот там вот молодой человек в черном держит руку. Дальше не в зеленом, а в черном.
Правильно ответил? А в чем там все Так, мы согласовали ответ. Финальный схватка ең абсолютно хорындыр емей мөхбәгәп ямар олынға. Вот, знаю, ну это, конечно, собираюсь. Какие молодые люди не могут знать год. 61 год. 1961 год. На этом мы пока закончим. Начнем сейчас бухгалтерию. Ну и потом продолжим. У нас еще есть хорошие сертификаты и книги. Ага. Все да, два. Голиков Сергей, Gonzalo Алексей. Садат Поинков, Утхой Игорь. Ребята, ребята, по секунду. Мужики, давайте. Пояс. Пояс давайте. Подъем пора, активно судить кафе. Сосар башкет. Активно вис, сосар башкет. Аюр тотну хинче усазу. Ерін қойырса Немаева Юршугай. Орны. Голиков Сергей, Gonzalo Алексей. Выходим. Садат Поинков, Утхой Игорь. Подъем пора. За Шадапы бойынта. Таснин бішкі бәл жеді. Ямыр насынай бүгет. Шадапы бойынтың корымкан едасың. Убхой Игорь. Узардағы едасың гайды. Деликов Сергей. Сында де... На, тегет. Хама олды тегет олды. Тенде ту сон. Ин тұғудына бәйнерсіздік дәрі. Тенде ише. Комнашек. Оплата әлітті. Босиком. За первое место 10 тысяч, а? Абсолютно, сразу. 12 стало. 12 тысяч за первое место, 5 тысяч за второе место, а? О, немного я головой. Для студентов хороший приз. А по вольной борьбе за первое место ходит, да? А, Саша? За первое место по вольной борьбе приз сколько? 5000 рублей. За первое место по вольной борьбе? 3000 за второе, 3000 за третье и 2000 тренеру победителя. И тренеру победителя. О. Зайнымне, оттобы итемне. Алсанов Саша. Селингинский да сангады ушал, а Сашамне? Алсанов Саш. Селингин дасне. Папанин Селингин. Селингин дасын бышы юнгады, Загустайский да сангады. А, зайны, ундырне. Алсанов Саша, Беков Йордер. Эй, Саша, иди! Саша, иди запишись-ка. Какой доцент? Тамчинский доцент. Алсанов Саша. Тамчин досне. Узерда. А? Состар бақша? Зоны да сын байма. Сейчас неком перу кругом гурхатна хоға ерін хонде бұш олы жүрді. Отла. Осыпша. Отла тялық. Скажите, отла тялық. Чего не снимать? Снимай. Бұшы күнгі? Тінде. Сасыпша.
Açıl. Yoksa. Aşağı abi. А вы хотите вылезать? Додан вақытта. Сейчас лидеры затянут сейчас. А Юр Зорик тышны. Удан болха сейчас. Все, говорите. Папа, дайте, что мы нашли. Зай выкини. Папа, дайте 120 рублей. И иди отсюда. Запись идет, да? Это ковер бедер. И на микрофон шағын за ковер бедер обхоев туарихын далындырусы қойырте олауы да. Усардағы десің барлыққа барса тешін тоғычен. Тешін қарға дөніп шоп камерең. Тамар қарылқым нәу. Бұқы ковер яқылдайын дешін, бұқы ковер ұргойын дешін. Поближе можно, чуть поближе. Да. Ковер адерімне Содоков Максим. Найын зұрған килограммса шадапы ұшуғай. Валинар Мнодыр. Чемпион. Менімне ағың ұзон даснеқыда. Дөлдірғың гені көміне. Тұрарыч. Негодымне тұрулан шортектемне ковер адері циденів циден. 5 минут. Зандын жүргіш. Дасымне ең күтілді бұлай? Ені. Ерон емне. Егітін дасың қоғым. Егітін дасың ұзон едасың қойыр арылчайна. Бальдане тымсың сағымне табын минуты. Ғалсақ дұрқыдың табын минуты. Бұғын бальдан болға. Бұғын бальдане сақ табын минуты. Есі үнді бальдан дұрғыды саша қан берсін бальдан болға. Тынды сақ ұғы бәлдік. Шадапымне құрумкан едесің, қойы үйгірне ұзырдағы едесің. Инне хая, эне ноябрьсо залошылен адам бол деймі, балайымы. Тендімне қойып шадапы ұшуғаймыш қа, қойывне шадапы ұшуғайын. Мұны шадапымне тернемі дед, ну қойыша зоқтажыл яун. Кушак дері барлыққа ханнемі, яғнем шадапым. Тұролаңымды тек ковер бедері. Құрумкан едесіне көң. Қойывне түтірі, қод ұруша еп жоқ құлым бедіржі тежі барлықтықтыры. Лейі бір қод тек өң негеш. Doğru da Uğurcan sırrında zaperi место алдаған. Национальный борьбамный визгу абсолютно у нас сразу. Все желающие участники сегодняшнего первенства сегодня участвуют по национальной борьбе. Ковер адерімне шукшинин. Саман сасыр. Саман сасыр бақшы Моңғол ұсың сұлыт білдерінен аварғы болына жарың нәуін килограмм жынды. Ковер бөдімне засулынне Аксинов Вадим Александрович чемпион России. Менгі юңзын айын таманы. Сұлыт білдер. Ерет аны ихинді, аны борят білдан, бұғымды білтқишы зайхоқыды, ихинді Валерий Мушей Сидеев, Хамалыма Дамбашевте, сан қасеті, аны ю тымсын ихығым мәні. Тір сағасы возрождение ихылы. Темінот қарет жылсо, яғыл бұқы білдамны. Әм малына, үші бүді солықыда, далонзу нәмінзу құғыт солығына. Мұны следующий сағалғын сау балқылда хам турнирнут. Тихо. Сағалғын ақы бел тары балқы болды. Хамлам команда цан болха. Тегет сағалғын нәр болха. Тегет саған тарихын нәр болха. Қабырта. Немде президент хәң. Так что бұлдықты. Их уч барылқы, мұжы уч барылқы қо. Қошын 10 килограмма келеділа, жарым 10 килограмма свыше болтыр. Их уч барылқы. Теге жарым қорбы далынтава свыше кетілі мұжы уч барылттық. Түндімне уже хайыр мәңгі тавын ходаша болқы.
Ал хайрмен зурган хода оша барылт хажа юнышны. Нөгөө жыл хайрмен горвонда. Эдемне яхала бир хшангы худал гаршодлы бейбие мыджен. Хубы битие барилдыр зухнут. Тегедле. Бурят барилдамны негалдул хела шугдеш. Темахем тегедле. Тап минут шазунгурхын. Сырбакша. Да, тап минут юнгуро ина шадапа ухой хайре. Сага харнама? Барбана кушуках, да? Энде тере хнин первый захват обхова гже. Тынын сармиш левую стойку, ты сармиш правую стойку, ты удобно. Захват первый обха. Я хылха ишингу настраивалха. Бы, левую тишин шадапов небба. Укоевно тоже левую сторона гарабырхах. Энде хнин шухумба. Это Судаков цедейный хайремне тоже времени унгро. Сидишь право стойку, ты право тишин обховехда. Хайрадере. Алян талхы уже онго үйі кімсікші әм мұдықы қырыкте. Алян талда әм әлдінігіт. Заринда күнзар тірі талды қыдын тір талды нүгі кімсікші навод әме жақ, тему? Тема, теге дедішне. Тарыл қырыкте. Шадапымне бы гарен тахлат. Глубокий захват, когда бурядарна хамбарсы. Хамбарсы. Баят білдамны тегет юң тамьёгыт ордор был термин спортивныйга дарунып же. Тегет глубокий активный захват, когда хамбарсыгыт. Тема нырте тамьёте. Шадапымне хамбархын, а? Хамбархын. За шадапымне алталтайшын бархын гайшов. Леу талтайшын авахандың. Упхоевне леу талда бырхылда. На шадапымне бесере тома. Зун талаппа? Зун тал. Упхоевне тал тоже инде хэг. Упхоевне инде барагыл. Леу талара хэм барылттык. Ин талды мыдырылне хэнг, ха? Мыдырылне хэнг. Упхоевеш. Но шадапышны том быйте хадалны. Уну ахыл ва уйм буда. Бойынты шадапов. Улың хаң не тогай хауынға шолам быйте. Хорун хан эдесін. О, терхилемне, Упхоевне инде хэм байдык. Леу стойкыта. За, теге том быйте вэжыл. Шадапо бойынты. Улың хаң не тогай. Теманы хамбысы бәлданды хыңа тип ташаны бәлда құрылып шодық. Судаков Максим. Судаков Максим. Узон эдесін. Зайны. Хайар адерімне. Ухинов. Ухинов. Зори Гухинов гаролда. Тарау токултай отоғартемне. Нечкіл хамбың надна аварғы емдеша. Мұны жылай. Ғадыл шуғадыл қайқылдайныш. Нөгөө залоне ханты мұдықны ғой. Судаков, ты Дульдургинский же? Узон эдесін? Ага. Запомни, елкпал. Аля, Бальжимаевне. Воспитанник Валерий сейчас. Жикзымаев. Саға олың көуін суғылдасын әбгінді. Жикзымаев саян. Бальжимаев хорыш қан ямырдасын бағыд. Бальжимаев, ағайындасың ғаны ғо? Ағайындасың. Том бөйтемне зон қорын 10 килограммай. Мұнодыры чемпион. Енімне по юнышым тұрын жыл пенис турсенері.
хойчо болам. Да. Бальжимаев Чингис Эхилдем. Обманчивый видишь. Сборная России на видении обманчивый, горадлы, спокойный, не уртегар жиредлы. Я глахен хадейн Дагестан астин худу дышуштик. Вольно барбара. Тем верхом. Второй призер первенства России по юношам 2002 года. Шитедера первенство России до буквы боряда де байр лолом кувонгашен мане тамбайте ковер бедер. Трасанымне ковер адер хидивишта. Бадмаев не хантим. Бадмаев и Уланин элону гукумда. Уланне тоже яхал на цар барилте кувон. Кумбле? Яхал бурхо на цар барилте турулан гумду темне. Хумуж нерте уледа. Томбойте Бальжимаев на время кулегодлы тедло кушак тургодлы хайхыл, наверное. Жин хыды болнем тамамне. Жимне зон армат был да. А темсикшен хыды бохоп. Жигзамаев саянгаш. Саңаулен кувон соғылдасына егеді. Далын килограмма чемпион. Негодын зон хоринтамын килограмма чемпион. Мунодыре первенство РБГ. Тема хойр хонем барилды жойны. За. Бальжимаев саямны хулдар жиреділі. Бұқы бейері даржай қадерінлі қойша қарқыдылы тегеділі. Пайнерсе. Борят барилдамны ненері қойылда. Қон зане мұқылға. Зақын қаржы тамы ұнға. Кансын нығы алду хығы үхіте етім о? Етем. Қайтшық дәкі. Тарау шансы нет. Там бойте күншіні бақыл. Екі преимущество дәведі қайда. Кім білеш? Фамилия шумрен? А? Ханчы білеш? Егетін десің? Кім біле фамилияш? Церендержиев кім? Имя? Церендержиев Арсалын. Шу жағарва. Гүгетін. Сағатын. Еровнен болна, ха? Еровнен кубу. Ной, хода ержі барылды жа. Қойарадыр туғары шубай. Да endimne bunu Догоржапов цирыңтыры баром дутен коверді бәйдері. Не Бальжимаев Арсалын, endimne қойыла. Родым, мұхим о оғырулары. Ағын кет. Догоржапов цирымне Зутхылын тұғай ежі амнудың. Тегеденімне шоуылда ұзоңғы тасын болқы. Одымне Бальжимаев Арсалын шоуғды бұқтауыр ағаны тұғай. Ағадымне ямарын дасынайнем мүдікті көйбән. Ағайын тасын қожа? Догоржапов цирымне ағайын тасын кәді қалды. Қойыр адерімне уже қойырча ғарыва Галсанов. Саша Галсанов. Галсанов Саша ямар дасын кәбді? Галсанов Саша. Тамчине дасын кәй. Тамчинский дасын. Ауын Тамчин дасынай. Уро. Улаңғыды қоттың дейін көбін Галсанов Саша кәшімді. Молодец. Горца бәғат құдығы құдықты әділетім сіжеға кешімді яғыл бір құуын бән. Годымна Шадапов оның қаң етіғай құрым қандасына Шадапов қойыртша көруге барылды жауын. Дәйні бәй көвердерімді майы байыр тұғының дасың Содоков Максим мұзоны дасың. Немірдің бәйче қайчы құуынын Темсенді қарба?
Судаковный алба шатылтай хуун бенде. Судаков Максим на 10 килограмма чемпион. Аюршни 22 килограмма чемпион. Судаковы мыргыжыл хулдырдык, отыр хулаппайш. Тей болды. Аюршта хулуғы де алыл баядык, тейге шада. Бұл сен бірі. Бол қиым ба. Судаковный хул бәрі ала хайм бәртегілда. За дэшин үргет тұршы жібәна. За Судаков тұжы күнді болу. Айыр бұхын бәрет бәна. Судаков Максим шуы қарыва. Зоны дасың. Барым ғырат талуайын секіжі. Модыр Судаков Максим на хайм бәрет шуы. 10 килограмм шуы бәй. Судаков Максим не егет харқы дәрі. Один из лидеров я обживаю, да? Зарик. Пусть подожди, почему один выходит. Хамта. Теге когда нуго встречемне Ухиневте харқавеха Судаковны. Аллах анен. Но саямны бағыл товаре балжимай бұнуаға. Ухину зариктымны қарқыда барят бәлдәні шудық шынымды дарқын. Мұны сентябрь харды презентация болу. Тен ағайымы шудық би болу барят бәлдәні. Тен алықын сақсығара тен құнзонен бұқын бәлдәшті қосылқым тен. Болды hem koş. Namada bir koydum. Товаре Жикзымаев саямны хынешу өйгіда. Балжимаев чыңгысы, тамықы өйі. Но Ухинымны мұны мұрқыл қуғанда теге дұнғажы бол шатық көл бәк, школдар олғаржы. Ухинымны жылы етіл қамбайын аварға. Яғалы бұрқы қуыды дұнғағын. Насынайын адында балдын сыжы бұғынға шең қуғымындыр. Борят барылдан емне лидер кешіне залошулай. Немне сылыңгын аймағай, найқын йотығай. Ухинов чыңгысы құбым, қайырты құбынен. Қайыр адерімне яғылу. Ойыл барылдан балжылайын, туар әтірі. Галсанов Саша ұндыр құбын ішіне түрі құшағын тағатат чего отыр. Тейім шадылтай құбы деймін ұшыда. Ноябрьсо залушылы барылдан гад бало. Ухинымне свыше шубаем. Тендемне хамбаламне уро ерет хохартык. Футер барылда. Залушыла хотан жедек. Зайны галсанымне хулын жбарны, тархин жбарны, кушағын жбарады түрні. Сет хулда алдадлы уро оны ода. Шадапымне корумканы дасны опытны. За, доғырны қойар. Немне онғақын саямне кулы аббал ені. Кулы авадлы ябжылы ямны, тәді қарайыңы алдыжылы бәйні. Алда. Ені қойар кулы авад. О, ухинымне оту култы. Мұнадыр барылчы бәйін қуын бұша. Ені барылчы бәйін. Но, Жикзымаевтың неймі шансы шобал. Хын. Ичкілуын адына шуын. Ичкіл қамбайын адына явырға. Ичкіл қамбайын адына.
Да, ковер. Обнимаю свои тело. За ковер адерімне Дугоржапов Чингис, ағайындасың ұлан бұйтен, борымдытен. Нұғы хуымне хыңгыз нұртеге бұлайда, нойдымне гүгетін дасына хуымгыш. Ұлан бұтеш ковер адер. Едімне хуынығынығы шуға жабын қуыдыд. Бақы бойынты қонжығана болса, телефон Максим ұлғанын Жик змай саямне. Основная табмен отса шуға да. Каду таллы тахимеси хыжа охину заритты. Саша Давалова. Где хуңулуптан? Дурун хуңулуэш хуэго. Сейчас за выход в финал Судаков и Вахи и Хын. Сейчас Судаковне, Хинтей, Ухинев Тегарха, а? За выход в финал Бурядар Юмет Хухе. Узур Хун Тулогет Хухуго. Узур хет финал. Узур Бельдан хет финал. А, тэр Хайре Тодор Хун Тулогет Хухе. Хайре Тодор хет финал неме игат. Узурто архы Бельдан. За выход в финал, да, это же уже? Да, иномне. Ковер бедермне. Борьба за выход в финал, это да. Узур торхем борьба Барилдан или Хайре Тодорхем Барилдан хему. Судаков Максим. Унадыр нугш кундам вольнер шугдажве. Слота Барилдагаш кундалдагве. Бораз Барилдагар кундалдагве бахым. Узон дасне хунгаш. Годымне. Шадапов бойынта. Зорктор. Кормкандасне. Оның хаңны той ху. Да, им хойрне 9 килограмм за монотор хойла. Вольнер Барилдат. Судаковне 2-2 шу гет шот дер шу жагараем. По качеству. Сасып же дели адылсын. Селге анда дели гайт. Сагам не ханым. Хайыр. Хайыр хәммәте дә. Дөрби. Она бред сонда емре диши. О, за третий бы ему приз. За третий барткут я когда сразу финал. Только финал. Ти да билет. Только первый трой награждается. Боит кому? Только первый трой награждается. Финалисты. За первое место 12 тысяч, за второе место 5 тысяч. Арухер. Нема барухер. Таба. Ну что, диплом, ну выход. А ты не умел диплом? Значит, ну граю это. Ты не обещал за второе место. Студенты жалко его. Ну, студент, то мана уйди им гой барилдан болдық аңа. Егер мунго хел деп жаққа ауды. На сагар белда да белдиш да? Мана уйди сүз барилдан сүз олым баян жинжа. Олым ба. Телефон дему гой терлиредлі. Барилдан. Хо белдат. Мөтін күне. Ход олдық. Вехин березы кыдыр бухырго юртысы har бухынды залушла белдан тым зиханып де тымды залушла элигөжө быйыржы белдир беха хритте тымды хол имху беха хол беха тет орунга уйтутса белхада орунга нане хубудыр орунга аргы дурие hem олха ордор хул техническое мастерство повышать. Ну, мужик вот выгонцы залошил барли. Тема. Орунго юсо. Нахан собел хада. Возможность, да, типа молодежи побороться, гаш. Тема тургун оргаха.
Тэгээд мужик үтэ переход хийдла. Наананга ихэд мужик үтэ барлах. Шугуй бол, ну я кунтло. Барбай мэ алда кунтло. Теманыга качественный переход волна. Харин хайр на те вот допускается, залушил. Брат Бельдар, Арвун Зурган, Бухы Солормен, Интимсенде. За Кинев Чингиз нетера. Бүгөтүн куйун кабылда. Орынғы онсы арғы дұрғы. Тіріне ордыры корона прием хулин шуржават. Өргіжі ұқиын зірті саша давалы ба. Узур бәлдандары ба. Енді күн финалы, ха? Укинов на финал дорога. За тегеде уже Укинов зарыктым на финал дорога хулежевай на иде хойре хинин гархагышу. Сутаков или Шадапов иде хойре шухунтен за первый второй варлах. Тегет награждение кили, тегет жирет абсолют как хапя. Абсолютка варлах кем за первый второй месяц. Если третий, если я так... Ну абсолютка вожле на за первый. Тегет за первый второй варлах кем где награждение кили. Ты жамрол жирет, да? Тие после награждения это я. Розыгрышах игры, конкурс юхуны будешь. Там хаймены тебя, если хаймены два ну лучше бельдо хвагу бяхвагу учили. Урам будешь чет? Так что же ты на модрада. Мумне байвол это третий бальдо хорош. А? Камеру туда вроде смотрит, это откуда снимает? In Sachen камеры. Папа, когда мы пойдем на очень Слав, ну ты посидишь, сейчас скоро закончится, пойдем, что? Хум, что ли? Хум не хочу. На. А? Шахмат. Я много пока. Кому хум не хотите? Аратовте. Я хочу. Аратовте. Аратовте. Сейчас. Сам, смотри, на день, Федь, покушай, как что надо. Говорит, ты за третий хайху я ловит, третий хаймен ухудшага. Ты кто-то порегал, скажи, что за третий пусть сейчас борется сразу. Не нахуй ты говоришь, а финал сценарием. Ты говоришь, чтобы не ушел, да? Максат, кто порегал по финале? Максат, объявишь, что всем призерам готовятся на парад награждения. За год Байротра. Он не понял, что ли, а? Одевайте старший дальше. Она крыса. Борьба за третье место было. Но. Приз 2000, а? Тема. Но поощрительный же. Много бетерах, он тут лот хиигл хорулдуба. Чемпионы призеры. За захош шадапны нацар барлдыржен кушакта hem беку багайму. Но Судаковны хажин гажа кушты хумбен. Иху борят барлдагар барлдыр зого тегет. Кушорул игедл. Татат жузна, тулчор жузна. Семдержи Василий сейчас за третий будет бороться. Готовься. Да. Стоп. Финал оставим, награждение сделаем, после награждения финал. Финал абсолютного первенства после награждения чемпиона эпизода Тавойны Берды. За третий месяц сразу проведем. Вот из истории в начале 90-х годов Шадапов Батур Дыбыхев Уйру Дыбыхев Давайзанова. За Судаков Максим Судаков Максим Узу Бельдандарова. Тымне тымсыкшы ухину зарикта. Оно Шам барылы тулу Бельдандарова. Всем на построении шиқты. Шадапов бойында Тынжапы Васылын Гаракты Горучы Муры Фукиндула. Добавил.
По ходу все решается. По ходу все появляется. Еще тут из границ пришло, видимо. На фляг. Нормально, всё. Шадапову даем 2 минуты. Конкурс проведите пока. Конкурс будет, нет? А что, видишь? Еще есть. А еще есть. Скажи. Конкурс будете проводить? Викторину будешь проводить? Давайте проведите. Пока отдыхает. Сейчас викторина. Ну вот, чем еще? Я чем еще? 5 минут викторины, 5 минут. Тетри нашим дуту провод хороших. Давайте поиграем с вами словом. Пришла Ольга Иосифовна, теперь она меня будет помогать. Итак, Николаевич. следующий вопрос. Мы разыграем сертификат на мужскую стрижку. Че, я запускаю борьбу, нет? Кто был первым тренером той секции и вообще Валерия Митрашевича, про которую секция, про которую мы говорили, зеленый молодой человек справа от тебя. У Валерия Митрашевича секция. Динамо. Правильно сказал? Отлично. Его сосредоточено. Так, теперь мы разыгрываем. Ну, давай еще одну стрижку. Стрижку мужскую. Внимательно смотрю на ваши руки. Награждение чего? Какую специальность получил Валерий Мазрачевич Сейчас не говорю. в Бурятском педагогическом государственном университете? Вот Оля, перед тобой сидит. Учитель физики и математики и работал потом учителем физики. Очень сложный вопрос. Я чувствую, Оля показывает свою экскурсию по вопросу Магазана. Я, видимо, должна представиться, я руковожу службой информации, связи с общественностью Владимира Водограда. И иногда веду экскурсию. Посещение дворца Тамбова Мультигова, естественно. Очень важно. Сколько лет Валерий Мазрачевич Это характер, слайд. Инна ежу харол джентер. Хайрада. Кандидат хотел. Думаешь? А если чуть больше? Перезвонит, да? Кто сказал? Вот. 49 лет. Это она сказала. Кавер бедеримне горучу хоризл хендло бардан. Улан умду темне гэгэтин да снэхаву. Нимгэ нэрэ мартжэвэ нэмдэ. Кымда улан? Нойч. Улан бу темне гэгэтин да снэхамда? Я не знаю. Циден Държиев, а? Циден Държиев Арсалан да гэгэтин да сэн. Харам темне шатапу бойнта. Оның хаңны тугай. За выход в финал идемне улан бойте гэгэтин да снэмне ховун Циден Държиев Арсалан. Ухинов зарифу душулде. Шатапымне узондасне Сотоков Максим Налда. Еди да хоярнем на горучу хоринтлон. Горучу хоризл хинтлон барилдан да вайна барил държавай. Кто сказал? А в каком году она вышла? Сосар Бакша. Вышла она 4 марта 2000 года, как сказал Борис Болгаров, вот, который ходит в Так, давайте еще разыграем экскурсию, мою экскурсию. В какой часа началась тренерская деятельность Валерия Мазрачевича? Вот там, пожалуйста. Нет? Вот есть уже все. А? Нет. Нет.
подумайте, где он жил. Эх вы! Так, что у нас еще осталось? Так, судья Кузуры, на патроне, я Шабаку Банко, он глава Хейдакова, и вручил туда. Хорошо, давайте спортивные вопросы. За массаж. Если Не, у вас набба. массаж, Балык шоу, да? массаж, Балыгова. вот Саян Назаров. Сейчас нагружение будет. Кристиан, вопросы. Так. Давайте такой вопрос. Может быть, я объединю два вопроса, это сложные вопросы. Знаю, вот здесь специалисты, кто хорошо знал Валерия Назарчевича. Во сколько лет он начал свою тренерскую карьеру и во сколько закончил спортивную? Не ищет. Кто сказал 26? Да, а во сколько закончил спортивную? Больше. Нет, вот это не надо дать. Он выйдет 29. Это сложный вопрос. Тренером был уже и потом еще занимался. Самая яркая звезда из воспитанников Валерия Назарчевича. Как это? Он мою курсе, по-моему, уже выиграл. Другой не один. Уже что в этом. И последний вопрос. Разыгрывается отдых, на трехдневный отдых одного человека в гостевом доме в Варшаве, место силы. От Алексея Евгенова. Ну-ка. В одном интервью Валерий Назарчевич говорил, особенностей у меня нет, но я люблю. Нет. Пробуй потихоньку. Нет. Там открой. Нет. А? Что девушка сильно сказала? Что делать? Писать любит! Ну хорошо, тех ребят, которые сразу поняли, что я сделала. Скажите, как зовут супругу Валерия Назарчевича? Супругу как зовут? Правильно, ладно. Пусть едет дальше. Спасибо большое. Чемпионы Кузуры, становитесь быстрее. На награждение. Я перевернул. Да, все. Здесь все готовы на награждение? Да. Оп. В смысле, сейчас они будут выходить на... Да, сейчас нам махнут и включать тот Дим Борцов. Или Саша махнет, или он Максар оттуда. Максар? Он в костюме вот хоть в очках.
просто сюда нажать, все. Именно на эту, а не активируешь. Не эту, а вот это активируешь, и здесь вот так. А это можно сюда. И нет прекрасней спорта, как было здесь и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и сменит нам Ерымина звезда. Мы знаем слов, но мы не знаем словы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не здоровы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Мы начинаем церемонию награждения первенства Республики Бурятия по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет в памяти заслуженного тренера России Валерия Мандракшевича Сыдеева. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 57 килограммов приглашается заслуженный мастер спорта Андрей Борисович Захряпин. К пьедесталу приглашается Алдар Шайжанимаев, Буенто Доржиев, Сергей Пучков, Баир Баяндуев. Бронзовые медали весовой категории до 57 килограммов завоевали Алдар Шайжанимаев, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9, Буенто Доржиев, республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Завоевал и грамоту за второе место Сергей Пучков, республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. В этой весовой категории приз учредил коллектив Долгайской средней общеобразовательной школы. Сергей Пучков награждается серебряной медалью, денежным призом и вашими аплодисментами. Также специальный приз учрежден спортивным обществом «Динамо». Звание победителя завоевал Баир Баяндуев, республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Сейчас будет просто грамота. Геннадий Владимирович, это кто? Тренер победителя Нимаев Нима Эрден Баирович. Тренер победителя также награждается грамотой и денежным призом. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 61 килограмма приглашается министр спорта
спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Валерьевич Козырев. К пьедесталу приглашаются Циринжапов Гандин, Ганжапов Буряков, Гонцаратов Арсалан, Ринчинов Владимир. Призовой фонд весовой категории до 61 килограмма учредили земляки села Галбай. За третье место награждается Циринжапов Гандин, спортивный клуб «Олимпиец», Ганжапов Великтов, спортивный клуб «Олимпиец». Серебряной медалью награждается Арсалан Гонцаранов. Звание победителя весовой категории до 61 килограмма завоевал Владимир Ринчинов. Приглашается тренер победителя Дашинимаев Базарсада Бабуевич. Для проведения церемонии награждения приглашается заслуженный тренер России Виталий Сасурович Ивахинов. К пьедесталу приглашаются Баршуев Борис, Толстиков Руслан, Ринчинов Алдар, Найданов Тимур. Бронзовой медалью награждается Ринчинов Алдар, спортивная школа Олимпийского резерва номер 15. Серебряной медалью награждается Руслан Толстиков, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9. Звание победителя весовой категории до 65 килограммов завоевал Борис Баршуев. Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Приглашается тренер победителя Нимаев Нима Эркенбаирович. Для проведения церемонии награждения приглашается заслуженный тренер Республики Бурятия Виталий Лапсонович Ивахинов. К пьедесталу приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов Гергенов Лев, Куприянов Дмитрий, Жансуев Бурбек, Жикзамаев Саянов. За третье место награждается Гергенов Лев, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва, и Дмитрий Куприянов, спортивная школа Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мазаркшевича Сыдеева.
Серебряной медалью награждается Бурыбек Жансуев, Республиканская школа Олимпийского резерва. Звание победителя завоевал Саян Жикзанаев. Приглашается тренер победителя Цивилов Баяр Чардаржапович. Для проведения церемонии награждения приглашается судья экстра-класса Цебиков Давар Занбазарович. К пьедесталу приглашается весовая категория до 74 килограммов Дугаржапов Цирен, Уфоев Игорь, Цидеев Ангалан, Циденов Циден. Весовой категории до 74 килограммов призовой фонд обеспечили родственники из Тулькинского района. Это племянники, сестры, братья Валерия Матрашевича. За третье место награждается Циденов Циден и Цидеев Амгалан. Серебряную медаль и грамоту за второе место завоевал Игорь Уфоев, спортивная школа Олимпийского резерва номер 10 имени Геннадия Николаевича Манжуева. Звание победителя первенства Республики Бурятия весовой категории до 74 килограммов завоевал Цирен Дугаржапов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Приглашается тренер победителя Базаров Бадма Бадоевич. Для проведения церемонии награждения весовой категории победителей призеров весовой категории до 79 килограммов приглашается руководитель пресс-службы Ивангельского донцана Алла Дамбаевна Намсараева. К пьедесталу приглашается Банжанимаев Арсалан, Ухинов Зарикто, Дамбаев Бато, Цирилжапов Чингис. Призовой фонд обеспечен Кунгинским землячеством РМО «Саяны». За третье место награждается Кухинов Зариков, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9, Банжанимаев Арсалан, Эршон. Серебряной медалью награждается Бато Дамбаев, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Звание победителя весовой категории до 79 килограммов завоевал Чингис Цирилжапов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Приглашается тренер победителя Цедашиев Баир Гурудармаевич. Медали далеко, бро? Там. Для проведения церемонии награждения весовой категории
категории до 86 килограммов приглашается сын Валерия Мальдрашевича Баир Валерьевич Сидеев. К пьедесталу приглашаются Орхидуев Кирилл, Шатапов Боевко, Судаков Максим. Весовой категории до 86 килограммов обеспечен коллектив спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мальдрашевича Сидеева. Бронзовой медалью награждается Кирилл Эрхидуев. Эршов. Также каждому призеру вручается футболка от спортивного общества «Динамо». Серебряной медалью награждается Буенко Шатапов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Звание победителя весовой категории до 86 килограммов завоевал Максим Судаков, Эршов. Приглашается тренер победителя Мунка Жарданов Мунко Баирович. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 92 килограммов приглашается племянник Валерия Мальдрашевича Саян Иосифович Базаров. Приглашаются Немая Каюр, Доржиев, Батон. Призовой фонд обеспечен депутатами Народного хурала Тургинского района. Серебряной медалью награждается Батон Доржиев. Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Золотой медалью награждается Аюр Немаев. Тренер победителя Базаров Ванган Циденбангаевич. Приглашается тренер победителя Базаров Ванган Циденбангаевич. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 97 килограммов приглашается супруга Валерия Мальдрашевича Модыгма Жанаевна Сидеева. Приглашается Галсанов Александр, Санджиев Айдар, Жибалов Илья. Призовой фонд весовой категории до 90 килограммов обеспечили коллектив или однокрупники Валерия Мальдрашевича, которые занимались в спортивном обществе «Динамо». За третье место бронзовой медалью награждается Александр Галсанов, спортивная школа Олимпийского резерва номер 7. Серебряной медалью награждается Айдар Санджиев, спортивная школа Олимпийского резерва номер 9. Звание победителя весовой категории до 97 килограммов завоевал Илья Жибалов, Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва. Это парень, который танцует танец Орла на первенстве России. И приглашается тренер победителя Бакаров
Владимирович Базаров. Для проведения церемонии награждения весовой категории до 125 килограммов приглашается земляк Валерия Мандракшевича, сын легендарного снайпера Героя Советского Союза Владимир Жангалович Шулаев. Награждение проводит вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия, директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Мандракшевича Сидеева Жансур Жасанович Улхамажапов. Призовой фонд весовой категории до 125 килограммов обеспечила семья Базаровых. За второе место награждается Хатханов Владимир, спортивная школа Олимпийского резерва номер 7. Звание победителя завоевал Чингис Балжимаев, спортивный клуб «Олимпиец». Приглашается тренер победителя Бадана Батуевич Базаров. Валерий Валерьевич проводит награждение. Мы еще не закончили награждение, пожалуйста, подождите. Валерий Валерьевич награждает воспитанника Валерия Мандракшевича, главного судью соревнований Владислава Валерьевича Бадарханова. Поправка, извините. Специальный приз от рода Баласовым вручается Цидену Циденову. Специальный приз от рода Баласовым Циденову Цидену. Лучшим борцом первенства Республики Бурятия по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Валерия Мандракшевича Сидеева признан Владимир Римчинов, весовая категория до 61 килограмма. Награждение проводит Жансур Жасанович Улхамажапов. Переходим к финалу бурятской борьбы. И когда будет назван у нас абсолютный победитель, в бурятской борьбе приз учредили воспитанники Валерия Мандракшевича, которые выходцы из Баргузинской долины. За третье место
внимание, победители и призеры первенства просьба построиться у пьедестала для общего фото сборной команды Бурятии. После награждения по бурятской борьбе Букабелидан просьба оставаться возле главного баннера, возле пьедестала. Все, приглашайте на финал. За абсолютно первенство финал. Все, музыка отключаем? Да. Больная победа. Призеры и победители первенства, пожалуйста, встаем на общее фото у пьедестала. Так, yakınlıkta. Meni diplom derip pечатать надо сразу. Kim koyurdu? Судаков Максим, Кенов РТ. Тренеры, пожалуйста, просим вас тоже подойти на общее фото. Так, все, внимание. Тренер вот сюда смотрит, никто не разговаривает. Раз, два, три. И радостно ура. Больная победа. Увы, больная. Судаков Максим. Уфили Зарика. Оригинал. Финал за первое место. Название абсолютного чемпиона по бурятской борьбе. Максим в финале, что ли? Максим в финале, да? Третье место в абсолютном финале командного большинства. Американского национала. Я уже полгода брошу. Кроме Начинается финал. Основное время борется 5 минут. Я знаю, что мы звери. Борис Шудаки. Уфилий Зарика. Олег Борис. Его соперник Судаков Максим стал чемпионом. Рисует категории 86 килограммов. Далеко не уходите! Далеко не уходите! Полуовца хорошо проходит боги. Часто сбивает соперника именно этим приемом. Зайна. Борьба за первое место по национальной борьбе.
памяти Валерия Манзаршевича Сидеева. Абсолютное первенство Волжина. После первенства ВРБ по вольной борьбе. Захватил правую ногу, Ефимов защищается. Хорошим приемом выигрывает Судаков Максим. Аплодисменты. За Судаков. Пожалуйста, танец приветствия. Судаков Максим. Uzun da süre. Bulandır bu hukukunda kuşu ve Oğlu bir bağış kuşu ve Nasyonalni bir bağış kuşu ve Makşinin mumko jargalı. Mumko bayırış mumko jargalı ve şahı geçti. Doldurgen emre kubun. За. Второе место занимает Ефимов Зарикто. Третий шагал Куликто. Да, Ефимов Зарикто kubun. Ефимов Чингисе kubun, Ефимов Зарикто. Найхон нитгай. Найхон нитгай kubun. Хайрчо изле. Сегодня Судаков на коне. Никому не проигрался сегодня. Молодец. И по вольной, и по национальной. Максим молодец, А? Эй, ой, хумбена. Шатлдар он те. Билли к чему убежал? Снимай. Я его попросил остаться в собрании. Сейчас инциденты поразбирать некоторые. Устырь нам ты знаешь, что было? Так со мной вчера обошелся. Что было? Динамо, Динамо. Устырь вообще на мои баганы, короче, ни во что, никакого уважения к себе. Я попросил его, давай поможем это донести. Буйко Шадапов, Зарикто Ухинов, Максим Судаков. Потом на ЖДР, короче, зашел. Я говорю, ты чё, говорю? Он представляешь, со мной, чё я? Чё я? Он чокается. Для проведения церемонии награждения по городской игре приглашается вице-президент Федерации спортивной. Председатель региональной общественной организации традиционной бурятской борьбы Бухова-Гада Михаил Юрьевич Дандиев. Призовой фонд учрежден воспитанниками Валерия Манзаршевича, выходцами из Бургутинской долины. Приглашается Шадапов на игру, Судаков Максим. За третье место награждается... Телефон куда поставил, да? Бронзовый медаль за третье место награждается Буйко Шадапов. Денежная премия 2000 рублей. За второе место награждается Зарикто Ухинов. Денежная премия 5000 рублей. И звание Буха-Абаргии завоевал Максим Судаков. Награждается грамотой, памятным кубком и денежной премией 12 000 рублей. Приглашаем на фото с свадебным победителем. Общее фото, пожалуйста, Иван Валерьевич, пожалуйста, на фото. Надо подойти.
На этой констатации мы завершаем первенство Республики Бурятия по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Валерия Назаршевича Сидеева и балет музыка «Балет». Раз. Седьмая спортивная школа. Просьба на фотографирование. Седьмая спортивная школа. Все подойдите, пожалуйста. Учащиеся, тренеры, руководители, все к местам. Седьмая спортивная школа. Седьмая спортивная школа имени Валерия Мазаршевича Сидеева. Батыр Замбазарыч. Батыр Замбазарович. Так, говорит, последний фото, кто фото? Мадыкма Жанаевна тоже вместе. Мадыкма Жанаевна тоже идите сюда, пожалуйста. Вантер, Худуды, тренер наши. Все фото общее сделаем. Общее фото сделаем, потом все будем убирать. Валерий Валерьевич, Сидеев, ну давайте все встанем, сфотографируемся, что такое-то? Я же Что там? А? забыл это. Слава. Гриша? Что у тебя, это прямой эфир шел здесь? Сейчас? Да. Сейчас. Все, включается.